некоммерческих организаций, бюджетные у нас есть организации, коммерческих и так далее, но здорово, когда к нам присоединяются наши коллеги. Я с удовольствием хочу представить тоже ресурсный центр Красноярский край. Приехал к нам, мы с Ириной Петровной знакомы давно. Прошу любить и жаловать. Ирина Петровна Печковская, да? Она расскажет про себя, какую организацию представляет, но для меня кратко Красноярский ресурсный центр и Замышляева Ирина Станиславовна, она у нас за пультом, тоже будет помогать. Это коллеги, которые приехали к нам с проектом. Мы с вами знаем, что такое проекты. Проект с удивительным названием «Веди меня за руку». И речь идет о развитии навыков для некоммерческих организаций, навыков социального предпринимательства. Для себя я рисую такую упаковку нашей деятельности в услугу для того, чтобы ее было вкусно предложить, продать и вообще-то, наконец, уже профессионально оказывать услугу и заниматься деятельностью приносящей, если я правильно поняла речь. И хочу поблагодарить обоих Ирин за то, что была предоставлена уникальная возможность выезжать к координатору Единого ресурсного центра и методиста, наша Надежда Недовицына, Надежда Моисеевна и Светлана Ивановна Григорьева, которая как раз у нас методист и по совместительству финансист и бухгалтер, потому что нам действительно, и мне лично не хватает этих навыков. Мы мыслим как НКО или мы мыслим как учреждение, которое оказывает разного рода услуги, но оказывается МЕЦ движется семимильными шагами, и порой мы с вами оказываем услуги пограничные, и непонятно, где заканчивается некоммерческая деятельность, общественно полезная, где начинается коммерческая деятельность, как мы укладываемся в бюджеты, государственные, муниципальные заказы. Все, эти компетенции нам очень нужны. Просто очень. Поэтому моя вводная на то, чтобы сейчас вы познакомились, приступили к взаимодействию, и я уверена, что мы принесем пользу друг другу. Я тоже. Спасибо за презентацию. Добрый путь. Большое спасибо, Ольга Анатольевна. Ну что, я хочу сказать, что мы благодаря нашему проекту «Веди меня за руку» познакомились с разными некоммерческими организациями, которые работают на территории 3 регионов, кроме нашего Красноярского края, 4-й регион. Еще 3 наших партнерских региона, это кроме Республики Саха-Якутия, это еще Республика Хакасия и Иркутская область. 2 региона, они являются нашими соседями. Якутск мы выбрали потому, что у вас очень перспективный регион, вы очень хорошо и быстро реагируете на все новые тренды, и с вами, во всяком случае, со специалистами Единого ресурсного центра нам было легко работать. Я думаю, что с некоммерческими организациями сегодня нам тоже будет легко работать, и мы оставим вам заразу. То есть мы не можем вас научить за один тренинг, за один семинар, научить вас выходить на рынок услуг. Мы не можем вас заставить это делать. Мы можем вас мотивировать, можем вас заразить идеей, сделать свою организацию более устойчивой. Как сказала Ольга Анатольевна, у нас действительно достаточно много видов деятельности у некоммерческих организаций, которые мы с удовольствием расширяем благодаря нашим проектам. Когда мы работаем в проекте, мы понимаем, что это такая исследовательская работа. Любой проект – это что-то новое. Даже грантодающие организации просят от нас, чтобы мы каждый раз заходили с новой идеей, с новой инициативой в новый грантовый конкурс. Поэтому вся наша деятельность, которая была в прошлом проекте, может остаться за бортом, если у нас нет денег на то, чтобы она в дальнейшем продолжала свою активную работу. Поэтому мы, глядя на свои некоммерческие организации, глядя на своих коллег и партнеров, задались такой идеей показать
участникам нашего проекта и показать нашим коллегам в регионах, что карманов у нас много, и источников финансирования разных тоже много. И мы должны научиться видеть эти источники финансирования и привлекать ресурсы в организацию из разных источников. И один из вариантов – это так называемая разрешенная по закону некоммерческим организациям приносящая доход деятельность. Когда то, что мы с вами умеем делать хорошо, то, что мы с вами годами уже тестировали, понимаем, что люди к нам идут именно вот на эту услугу, да, или на это направление. Нам уже не надо здесь ничего экспериментировать, здесь уже все устоялось, есть востребованная клиентура, у нас есть специалисты, у нас есть ресурсы для того, чтобы это делать. Мы это можем, эти направления можем развивать как приносящую доход деятельность. Один простой пример. У нас достаточно много некоммерческих организаций, в которых работают педагоги и психологи. Это прямо такая вообще некоммерческая организация. У меня вторая такая встреча сейчас в поездке, когда я вижу больше одного мужчины в зале. Это всегда приятно, потому что некоммерческая организация чаще всего это такая женская история. Все мы милосердные, все мы не за деньги, муж пусть работает, а мы будем реализовывать свои милосердные качества. Вот. Ну и, соответственно, как правило, ну и исследования показывают, что у некоммерческих организаций в России женское лицо. Вот. Поэтому, когда появляются мужчины, всегда приятно, что есть милосердные мужчины, и наверняка они тоже будут думать о деньгах тогда, а не только о том, как причинить добро. Но организация должна быть устойчивой, она же должна работать, не умереть. Поэтому, если денег не будет, организации тоже не будет. И, соответственно, если у нас с вами не будет устойчивости, то люди, для которых мы работаем, они не получат нашу поддержку. Ну, у нас не будет денег, и нам нечем будет их поддержать. Поэтому надо думать о том, как эту устойчивость поддержать. Так вот, про психологов-педагогов. В большинстве некоммерческих организаций есть такие специалисты. И в разных проектах, например, там, где мы традиционно помогаем семьям многодетным, например, да, у которых низкий уровень платежеспособности, или помогаем семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, у нас есть какое-то психологическое сопровождение, есть какое-то педагогическое сопровождение, дополнительные какие-то, дополнительное образование, то есть все, что рассчитано на категорию тех семей, тех детей, которые не платежеспособны, которым мы предоставляем бесплатные услуги и предоставляем возможности, поддерживаем их бесплатно, это не значит, что оно плохого качества. То есть мы много лет работали, наши специалисты наработали определенные компетенции. Мы сегодня перед началом семинара начали говорить о том, что вот у нас есть такие центры лечебной педагогики, в которых появилась такая услуга ранняя помощь, которой не было у государства никогда. Вот. То есть мы обладаем определенными компетенциями, наши сотрудники, и технологиями. И никто не сказал нам, что то, что мы делаем, будет востребовано только у неплатежеспособной категории. Поэтому наши специалисты, они могут работать как психологи, как педагоги, как тьюторы, как любые другие специалисты с другой аудиторией. Не значит, что мы бросаем своих подопечных и переходим, все прямо сейчас взяли и ушли в коммерцию. Нет. Это значит, что мы можем расширять целевую аудиторию, смотреть, кому мы можем оказывать услуги по полной стоимости, кому по льготной, кому бесплатно, и какие будут виды этой деятельности, какие будут эти услуги. Когда наши участники проекта начали обучение у нас на школе, как раз наша первая встреча как раз была посвящена анализу наших возможностей и формированию линейки товаров и услуг, которые может оказывать некоммерческая организация, чтобы мы все-таки поняли, чем мы обладаем, какая у нас ресурсность, какие у нас компетенции, какие у нас знания, что мы уже начали делать, в каком направлении мы двигаемся, что мы будем развивать. Так вот, понимая, что мы сегодня присутствуем и онлайн, и офлайн, мне бы хотелось, чтобы мы начали сегодняшнюю нашу встречу
с такого небольшого знакомства, чтобы понимать, какие услуги оказывают ваши организации и с чем сегодня мы будем работать. Чтобы мы посмотрели сегодня в течение нашей встречи, в какой отрасли вы специализируетесь и можно ли то, что вы делаете, предложить или в другую отрасль, например, да, или другой целевой группе. Посмотреть, как ваши сильные стороны могут помочь вам двигаться по направлению к новым клиентским группам. И тем нашим коллегам, которые работают с нами онлайн, я предлагаю воспользоваться чатом и в чате представить свою организацию, если вы подписаны уже не по названию организации, а по имени, или, возможно, у вас там какой-то ник, предлагаю переименоваться тогда на полное имя и фамилию, и в чате написать, какая организация, какие услуги вы оказываете. Ну, а в аудитории у меня есть помощники, Сардана и Владимир, которые работают сейчас с участниками онлайн, и они сейчас отслеживают как раз ответы наших участников, которые работают с нами дистанционно. И наши участники в аудитории, я предлагаю представиться. Владимир, вам видно, да? Мгм. Итак, я предлагаю вам представиться, я покажу пример. Итак, меня зовут Ирина Печковская, я возглавляю Красноярскую региональную общественную организацию Агентства общественных инициатив, которая, я не буду уже говорить ресурсный центр, потому что для нас ресурсный центр – это одно из направлений деятельности. Наша организация является центром развития некоммерческих организаций. И мы работаем если посмотреть на регистрацию, да, на нашу, как региональная организация, мы работаем в регионе Красноярский край, но очень часто нас приглашают в другие регионы, и, в принципе, вот наш проект «Веди меня за руку» – это межрегиональный проект, услуги, которые мы оказываем. Мы проводим тренинги и семинары для некоммерческих организаций, для инициативных групп граждан, для малого и среднего бизнеса, по управлению организацией, по управлению командой, по разработке и управлению социальными проектами, по формированию линейки услуг для малого и среднего предпринимательства. Ну, это как бы вот, скажем, одно небольшое направление нашей деятельности, чтобы очень сильно не растекаться. Вот в таком формате можно представить свою организацию. Пожалуйста, по часовой стрелке давайте с первого ряда начнем. Меня зовут Елена Перс, и я руководитель сообщества молодых художников Art Public School. Ну, пока что не НКО, но это вот сейчас работаем над этим, что документы подавать и так далее, потому что, в принципе, поняли, что грантовая это тоже хорошая поддержка. Вот. А до этого, в общем, выживали и своими средствами, и спонсорской поддержкой. То есть вы художники? Да. Самоорганизовались как бы и вот делаем. Сейчас, получается, обычно у нас деятельность мы организовываем разные фестивали, обычно по граффити, стрит-арту, потом проходим мастер-классы по живописи, рисунку, подготовке к поступлению в художественные вузы. В общем, ну, то есть у нас еще была творческая студия, но, похоже, ее опять нужно будет возрождать, чтобы зарабатывать деньги, да? А то мы думали, что мы сейчас станем НКО, как бы, и не придется больше работать. Ну, в плане вот так, по коммерции в смысле. А потом еще мы помогаем организовывать, проводить творческие мероприятия другим организациям. Ну, например, там фонд будущих поколений просил нас провести как бы мероприятия по арт-объектам и так далее, помочь для их молодежи. Образовательные мероприятия. Ну да, то есть мы рассказали им про то, какими они могут быть, например. Ну, то есть это было как стратегическая сессия. Потом разработали, да, пакет как бы пожеланий для архитектора, то, что дети хотят увидеть там. Вот. Ну и сейчас у нас есть арт-резиденция, она как бы именно вот для художников. То есть это сейчас в основном работает больше как мастерская, в том плане, что туда могут приходить наши резиденты и работать бесплатно. Предоставление мастерских и предоставление выставочного пространства. Ну да, и выставки тоже организовывают. Сейчас, конечно, меньше. Вот я уже очень много написала. Большое спасибо, Елена. Да, вот. Но это вот в основном получается такая у нас деятельность. Ну и то, что нам Жанна тоже говорила, Котова,
что надо, да, упаковывать вот в плане мастер-классы подобные, даже те же пленеры, как бы ездить не нам самим, например, а предлагать людям. Вот. Благотворительно мы тоже делали для, например, женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, для детей. Вот. Иногда такое делаем. Вот. Ну, давайте мы пока на этом остановимся, Да. потому что даже целевые группы пошли. Вот Мгм. у вас очень много уже услуг. Я так понимаю, эта линейка может дальше разрастаться. Ну, по идее, да. Просто Да. как бы я говорю, что мы думали, что НКО больше вот гранты, какое-то такое. А сейчас, да, все начали говорить, что это нужно еще и услуги платные оказывать, прям практически как, ну, как бизнес. Вот. Спасибо, Елена. Двигаемся Мгм. дальше. Здравствуйте. Полыгалова Лилия Анатольевна, Фонд поддержки одаренных детей, Вектор успеха, Тулагинская средняя СОЖ. Мы зарегистрированы только с 5 мая как НКО. Видим свою деятельность в развитии творчества, в организации мастер-классов для детей, которые одаренные, может, как художники, как с вокальными, да, творчески одаренные дети, и желаем способствовать тому, чтобы они достигли целей каких-то, раскрылись. Так? Ну и, конечно же, о деятельности НКО хочу сказать, что мы знаем уже не понаслышке и давно. Так, и мы непосредственно участвовали не как само НКО, а как волонтеры. Вот, больше мы Спасибо. работали как волонтеры. Волонтерская деятельность – это экопроекты, это оказание помощи семьям в трудной жизненной ситуации и репетиторская деятельность. Репетиторская деятельность по подготовке к различным выступлениям. Мгм. Вот если кратко, то так. Спасибо. Лидия Анатольевна. Лилия. Лилия, спасибо. Добрый день, я Людмила Григорьевна Кокарева. У меня частный пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота». Это в городе Якутске, она частное учреждение, но не коммерческая организация. Но у нас долговременный уход с старыми людьми, помощь, именно организуем помощь именно вот ну, трудной ситуации, которые попали вот люди, например, с Тереха к нам отправляют, да, именно которые вот остались одинокие. Ну, таких людям помогаем. Ну, их как бы тоже вот, как вы сказали, льготной основе или как бы только на пенсию, ну, уход и присмотр делаем. Спасибо большое. Двигаемся дальше. Сидоров Алексей, частный предприниматель, состою в общественных организациях, как Ассоциация приемных семей, также Совет отцов, также Трезвая Якутия. Ну, читаем лекции по Трезвой Якутии. Но сюда я пришел послушать, поучиться, вообще анализируя деятельность всех этих НКО. Я и понимаю то, что Якутия, матери Якутии сделали нам когда-то закон об ответственном родительстве. Хотелось бы, конечно, продолжить эту традицию, ну и рассмотреть вопрос создания школы родителей. Мгм. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Сивцев Анатолий Власевич, Союз ветеранов уголовного розыска. Я руководитель. Да. Прошу прощения, еще раз. Как зовут? Сивцев Анатолий Власевич. Анатолий Власевич. Да. Союз ветеранов уголовного розыска. У нас наша некоммерческая организация у нас с 2010 года. И отличие, наверное, то, что мы общественная организация без образования юрлица. Мгм. Сами мы такое направление выбрали. И наша организация, мы за счет бюджетообразующих наших предприятий. Ну, у нас сеть учебных заведений, строительная компания. Ну, вот наши вот вливания, вот они, соответственно, вот. У нас что? У нас взаимодействие с МВД, воспитательная работа, соответственно. Договор у нас с Министерством внутренних дел, оно есть. Да, трудоустройство наших пенсионеров, социализация идет. Это уже уволенных сотрудников органов внутренних дел. Работа со школами. У нас вот 29-27 школа, конкретно они наши подшефные.
работа с юноармейским отрядом. До ковидное время мы вот юноармейское движение поднимали. Начали мы с Магана, но у нас там ну, ковидные времена наступили, да, соответственно, сейчас мы все разрозненные силы мы объединились, да, и 23 сентября у нас будет открытие дома юнармии, юнармейца. Да, это у нас впервые, получается, это на Дальнем Востоке. Так, да. Ну, вот у нас так. Спасибо. Всем добрый день, меня зовут Андрей Фуккан. С двумя Х, если что. Я только имя пишу. А? Я пишу только имя. Нет, Андреев Уккан. Уккан. У, 2Х, АН. 2Х, Ага. Вот. И представляю я свою организацию. Это Центр гражданско-патриотического воспитания «Отчизна». Зарегистрирована с 28 августа прошлого года. Уже больше года работаем. И в этом году летом выиграли грантовый конкурс, первый сезон гранты главы Республики Саха-Якутия по проекту «Молодежный центр Волонтеры Победы». Также наша организация занимается именно патриотическим воспитанием и имеет 3 направления. Это у нас волонтеры Победы, это первое направление. Второе страйкбольный клуб, свой страйкбольный клуб есть. И третье это у нас поисковый отряд «Мамонт». Вот. И мы сейчас тесно сотрудничаем и работаем с Якутским региональным отделением волонтеров Победы. И последним, самое крупное наше мероприятие, это 3 сентября, диктант Победы, который прошел по всей республике, где участвовало свыше 16 тысяч человек. Вот. Также работаем со средними профессиональными образованиями, а также со школами. Вот. Ну, вкратце как-то так. Спасибо. Передаем дальше. Историческая память, наверное. Поисковая работа это у нас, например, выездная работа вахта памяти. В этом году прошла вахта памяти Ржев Дальний Восток. Он уже с прошлого или позапрошлого года стал ежегодным. Вот. В рамках этой вахты памяти мы ищем именно останки советских солдат и то, что осталось в земле после военных лет. Вот. Всем добрый день, меня зовут Евгений Амбросиев. Я представляю Центр по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Мы с позапрошлого года являемся уже ресурсным центром добровольчества республики. Мы были созданы в 2011 году в поддержке инициирования всей добровольческой деятельности на территории республики. Вот. И мы сейчас, получается, уже 10-й год. В прошлом году у нас был большой юбилей. Мы праздновали его в Москве, мы праздновали его в Якутске и так далее. Мы двигаем огромной силой волонтеров сейчас на всех мероприятиях, практически на всех мероприятиях республики, которые без помощи волонтеров не обходятся. И вы, наверное, слышали о нас. Это Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». У нас в Якутии это тоже через все это нас проходило. Мы целый год боролись и до сих пор продолжаем бороться с... Не принято говорить про эту инфекцию сейчас. Да, мы сейчас до сих пор боремся с тем, что есть, с тем, что осталось. Помогаем бабушкам, дедушкам доставлять лекарства и продукты. И вообще вовлекать в волонтерскую деятельность молодежь и взрослое население. Спасибо. Спасибо. Можно еще раз фамилию, имя? Евгений. Просто Евгений? Евгений Амбросиев. Амбросиев. Угу. Потому что я с Суханом перепутала, поэтому мне лучше все. Так, прошу прощения, я могу написать, что основные ваши виды деятельности – это информационная, если мы про услуги говорим, а не про волонтерство, потому что волонтерство – это не услуга, информационная и профилактическая. Да. Хорошо, спасибо.
Извините. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Пелагея Придесникова. Я являюсь директором школы третьего возраста. Это общественная организация. Школа третьего возраста уже работает 10 лет. Мы продвигаем активное долголетие среди пенсионеров. Это у нас просветительская образовательная школа. Мы вот буквально вчера открыли свои двери. У нас очень много кружков разного направления, образовательные, оздоровительные, творческие, фольклорные, ну и мероприятия, события все делаем. Но у нас систематически это все идет, как вот открывается школа осенью, и также мы закрываем сезон в мае месяце. У нас пенсионеры очень активные, и то, что вот волонтерское движение, тоже самое получается 10 лет назад, это можно сказать, что школа третьего возраста первые волонтеры нашей республики, такие как бы официальные. Спасибо. И еще раз имя, пожалуйста. Пелагея Прядезникова. Так, всем здравствуйте. Маргарита Хлопкова, представляю Кобяйский улус нашей необъятной республики, поселка Сангар. Я сама являюсь председателем детской общественной организации «Будущее Кобяи» Кобяи-Каскиля. Мы занимаемся патриотическим воспитанием наших маленьких кобейчан, будущих жителей нашего улуса. 2017 года я являюсь председателем, в 2019 году мы прошли регистрацию, и мы стали как некоммерческая организация. И в 2019 году мы выиграли грант Министерства культуры Российской Федерации по проекту «Патриотический лагерь в честь имею». Этот лагерь у нас работает в поселке Сангар уже 3-й год. Лагерь для детей из неблагополучных семей, детей, которые состоят на учете ЕДН, КДН, и детей группы риска. А лагерь военно-спортивный или это туристический лагерь? Патриотического направления. Ну, дети там чем занимаются? Военную математику даем и историю нашего поселка. Нет, пока мы не зарабатываем, туда еще не дошли. Мы сейчас только занимаемся привлечением, потому что эти дети никуда раньше не привлекались. Спасибо. Дальше. Марфа Романовна Степанова. Я из благотворительного фонда «Харасхал милосердия», который занимается с детьми с инвалидностью и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. У нас республиканский фонд. Мы предоставляем детям услуги, все услуги, социальные услуги. У нас инклюзия со школами. Мы работаем с родителями, предоставляем им разные консультации. И у нас проводятся семинары и мастер-классы для родителей. И у нас есть представительство в 10 районах, и мы работаем и также в районах. Наша основная поддержка – это государственная поддержка через Министерство труда, но при этом мы работаем и на платной основе. У нас платные услуги – это услуги полиграфии. У нас есть полиграфия своя, и мы делаем услуги. Это то, что нам дает деньги. Иногда много, иногда мало бывает совсем денег. И в этом году мы выиграли конкурс фонда Потанина и будем открывать наши мастерские Харасхал, в котором мы будем, то есть будут привлекаться мамочки детей с инвалидностью, которые будут зарабатывать деньги шитьем. У нас будет пошивочная мастерская и будет керамическая мастерская. Вот по этим направлениям мы будем зарабатывать деньги, чтобы все это будет использовано для уставной нашей деятельности, помощи детям с инвалидностью. Спасибо большое. Основная наша поддержка идет детям с инвалидностью на лечение, адресная помощь. Вот и все это. Большое спасибо.
Елена была первая, просто у нас еще один новый участник. Всем здравствуйте. Меня зовут Дедюкин Андрей Семенович, я музыкант. И наша задача, точнее моя задача, ну, как говорится, театр живет 30 лет. В 1993 году была создана Высшая школа музыки, и за 30 лет выросло несколько поколений музыкантов. И все структуры государственные, которые могут предложить им работу, уже закончились. Трудоустройства нету. И все дети, которые учатся уже вот последние 10 лет, они учатся в никуда. Рабочих мест для музыкантов нету, и возможностей для реализации их творческого потенциала тоже нету. И в 17-18 годах я работал помощником Михаила Ефимовича Николаева, это наш первый президент. И он как человек, вот видящий будущее, предложил вот начать работу в этом направлении, потому что музыка должна быть для всех, и она должна звучать. Моя задача во всем этом попытаться разобраться и воспитать новое поколение музыкантов. Ну, как услугу, вы что хотите? Концертную деятельность продвигать или трудоустройство Концертная музыкантов? деятельность, трудоустройство, возможности, как сказать, взаимодействия с разными слоями населения. И вообще очень много возможностей, но нет этих инструментов для реализации. Вот. И частным образом, конечно, это тоже идет. Ну и обучение у вас еще идет. И обучение, да. И вообще занятия музыкой, они развивают любую личность, не только ребенка. Сразу, моментально. В республике существует проект «Музыка для всех», но она тоже прогосударственная и как-то не совсем в верном направлении, мне кажется, идет. Это мое личное мнение. Вот. Поэтому вот я воспитываю новое поколение. Спасибо. Спасибо. У нас второй музыкант в студии. В Иркутске у нас тоже был директор сначала симфонического оркестра, да? Директор у нас был. Можно я добавлю? У нас Да, еще конечно. самое главное, у нас проводятся курсы повышения квалификации на платной основе. По теме? В смысле? По какой тематике КПК проходит? Тематика у нас обучение по различным тематикам родителей и педагогов, которые работают с детскими дошкольными учреждениями. Ну, чему учите? У нас курсы, вот уже несколько курсов мы провели по ранней помощи. По ранней помощи. И по другим тематикам по запросу проводятся. Спасибо. Так, еще одна участница у нас в студии. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Капулина Туяна. Я представитель общества инвалидов города Якутска. У нас в основном деятельность социализации людей с АВЗ и детей, информационная деятельность. Также проводим мастер-классы. В основном продвигаем национальную игру Хабурхамуска и настольные спортивные игры. Сейчас в мыслях проект «Социальный туризм». Хотелось бы это развить. И еще раз имя, пожалуйста, повторите. Только имя. Туяна. Туяна. Правильно? Нет, Туяра. Нет. Так? Да. Все, спасибо, чтобы я все правильно записала. Так, ну вот Владимир ушел. Мне бы, конечно, хотелось посмотреть, что у нас там в чате происходит. Можно дополнить? Да, конечно. Добавьте, подпишите нам, пожалуйста, агротуризм. У нас агрошкола. Лилия. Так, ага, агрошкола. Агрошкола. Давайте напишу еще, да, тогда?
вот людей с ОВЗ. Адаптированный. Давайте Ага. напишем адаптированный, чтобы было понятно, да, для людей с ОВЗ. Чтобы люди с ограниченными возможностями могли использовать и транспорт, на котором мы выезжаем, и чтобы гостиницы были оборудованы, и чтобы экскурсии были для них адаптированы. Да. Так, ну что у нас там в чате происходит? Давайте посмотрим, что у нас там есть, какие направления. Медико-социальное сопровождение есть. Так. Реабилитационный центр есть. Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические услуги, социально-педагогические. Весь спектр социальных услуг есть у этой организации. Спасибо большое, коллеги. Так, дальше смотрим, что еще есть. Так, здесь прямо здравоохранение, медицинские услуги, музей памяти. Так, реабилитационный центр для несовершеннолетних, но услуги, к сожалению, не написаны. Я тоже думаю, что там, наверное, и социально-педагогические, социально-психологические услуги есть. Так, образовательный контент не очень понятно. Сардана Ивановна написала, вот или... эта организация называется образовательный контент. Ну, скорее всего, какие-то образовательные услуги, может быть, просвещение. Дальше. А здесь тоже не написано, какие услуги. Ну вот, пока мы видим, что большинство представленных организаций работают в системе социального обслуживания, то есть услуги социальные в основном. Вот. Ну а у вас очень широкий спектр деятельности, и то, что вы сейчас перечислили, на самом деле, посмотрите, я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас с вами есть как название бренда, например, школа родителей, да, или институт или школа третьего возраста. По сути, это название бренда. Это не услуга. Так и есть услуги, например, вот как сейчас у коллег в чате прозвучали, социально-бытовые, социально-психологические, это то, как в законодательстве нам государство определяет название услуг социального обслуживания. То есть и есть, здравствуйте, есть еще услуги, которые рождаются у нас, когда мы начинаем работать, и мы пытаемся их каким-то образом назвать понятным языком для тех людей, которые к нам приходят. Потому что, допустим, если мы вот говорим, да, организация выставок, ну, они могут быть разные, да, но это общая категория организация выставок, а там может быть организация и выставки художников, и может быть и выставка арт-объектов, и ну, любая другая выставка, там работ прикладного какого-то характера, да, например, какого-то искусства. Вот. Видим, например, репетиторство. Это совершенно конкретная вещь. Причем репетиторство, здесь прозвучало, что это какие-то творческие, да, то есть если ребенок занимается, например, музыкой или вокалом, то с ним частные уроки, индивидуальные занятия, это такого рода репетиторство. А наши родители, они, к слову, репетитор, больше прикладывают значение репетитор, то есть человек, который натаскивает по определенным предметам в школе. Вот ребенку не хватает школьной программы, или, допустим, внутри школьной программы он не усваивает материал, и ему нужен человек, который будет с ним работать индивидуально. То есть у нас на самом деле репетитор, как специалист, должен быть привязан к какой-то области, чтобы потенциальный клиент понимал, да, что мы имеем в виду под этим словом. Вот. И опять пошел, агрошкола это, по сути, это и бренд такой, да, как бы агрошкола, и мы примерно понимаем, что там может быть внутри в этой агрошколе, там и образование, там, скорее всего, и подготовка специалистов, каких-то, допустим, переподготовка, повышение квалификации, там может быть очень много всего. Агрошкола как субъект, ну там внутри этого субъекта услуги могут быть разные, и может быть их много. Так вот, мы сейчас с вами познакомились. И прежде чем мы с вами начнем двигаться в направлении теории, у нас еще один участник, давайте познакомимся. Мы сейчас рассказываем, чем мы занимаемся, кто мы, чем мы занимаемся. Имя, организация и услуги, которые оказывает организация.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, я индивидуальный предприниматель, работаю в сфере салона, в сфере красоты. Красота. Я сегодня буду много примеров приводить. Я думаю, Светлана мне будет помогать, потому что я очень люблю, поскольку я очень часто работаю в большей степени в женской аудитории, поэтому я очень часто ссылаюсь в своих примерах на услуги салонов красоты. Я думаю, мне сегодня Светлана будет помогать как специалист. Так вот, я предлагаю вам сейчас немножко размяться. Вот, и потом мы уже перейдем к теории, чтобы нам сильно не скучать. Понятно, что у нас есть люди, которые нас смотрят с той стороны экрана, и я попрошу помощи сейчас. Владимир, сколько у нас человек сейчас онлайн работает? 18 человек. 18 человек мы можем разбить на... У вас есть возможность 3 кабинета или на 2 кабинета будете разбивать? На 3 кабинета, да? У нас есть 3 модератора, и сейчас мы разобьем вас на 3 кабинета. Я попрошу, чтобы вы сейчас в этих своих 3 группах, и у нас мы тоже сделаем большие группы, мы тоже сделаем здесь 3 группы, у нас 3 группы работать будут онлайн, и 3 группы будут работать сейчас здесь. Сейчас вы друг про друга все услышали. Мы сейчас не будем делать еще одну презентацию в группе и не будем рассказывать друг другу, чем мы занимаемся. На это время уже выбрано. Мы с вами друг другу представились и свои услуги рассказали в основном. Вы сейчас должны будете в группе договориться о том, какая у вас в общей вашей сложности в команде есть ваша общая ресурсность. Для того, чтобы мы потом могли дальше двигаться, и в каждой команде, мы сегодня будем в этой команде так и продолжим работать до конца дня, чтобы мы с вами понимали, какая может быть модельная услуга, которую мы можем выводить на рынок. Ну и будем понимать, кому мы будем эту услугу предлагать. Или государству эту услугу будем предлагать, или клиенту, который к нам будет с улицы приходить, будем услугу предлагать. Или, может быть, пока нам придется проект написать, чтобы адаптировать эту услугу, она, может быть, будет совсем новая, инновационная, и пока еще у нас нет под нее государственных никаких источников финансирования, тех, которые именно услуги финансируют, и нам надо ее прокатать через проект. Но вот сейчас нам надо понять нашу групповую ресурсность. С чем мы можем выходить на рынок? У нас будет команда, и в этой команде вы можете сказать, что мы, как члены команды, можем предоставить, например, специалистов, психологов, педагогов, электриков, музыкантов, стоматологов и так далее. А мы, как члены команды, сюда ресурсы, которые есть у каждого члена команды. Елена сейчас рассказывала нам о том, что она проводит выставки. Значит, для этого есть какое-то помещение. Елена может сказать, что я могу сейчас в нашу команду в качестве ресурса предложить художников, дизайнеров, помещение, в котором мы проводим выставки. Возможно, есть мольберты, выставочное оборудование. Вот все, что в качестве ресурса мы можем команде предложить, мы сейчас выгружаем и прямо записываем. У нас нет здесь, да, сейчас отдельно. Я каждой команде дам лист флипчарта и дам маркер. В группах, группы, которые соберутся, две группы работают онлайн. Эти 2 группы могут сейчас работать с модератором, который будет фиксировать общую ресурсность. Итак, вы сейчас в своей команде должны будете подготовить такой котел с вашими ресурсами. Что у вас на всю команду есть? Помещение, техника, специалисты, лицензии, возможно, какие-то у вас есть на образовательную деятельность, на медицинскую деятельность. Все, что вы рассматриваете сейчас в качестве ресурса своей организации, чем вы можете поделиться. Интеллектуальные, материально-технические, финансы, может, у кого-то есть целевой капитал, я не знаю. То есть вот то, что вы сейчас видите, как источник, который может быть поддержкой, но у вас сейчас будет смешанная команда. Итак, первая команда. Мы будем делиться на первый, третий, и я предлагаю командам придумать себе название, чтобы мы потом дальше нам было понятнее работать. Вы можете название придумать из специфики своей организации, можете просто, я не знаю, там, чайка, или, не знаю, там, облако, как хотите называйтесь. Итак, я сама вас разделю, и здесь модераторы тоже делят в команды. Первый, второй, третий. Первый, второй,
третий. Первый Евгений, второй, третий тогда. Здесь прям замечательная команда. Первый, второй, третий, первый. Ну там и так уже, ну давайте уже вперед. Давайте с Леночкой поработайте. Итак, значит, сейчас вы делитесь по командам. Еще раз, я вас разделила на первый, второй, третий. Здесь две команды. Модераторы у нас онлайн работают с командами, которые у нас работают дистанционно. Ваша задача помочь командам выгрузить всю ресурсность. У нас на эту работу есть 10 минут. Команды, которые работают в аудитории. Сейчас у нас есть 3 рабочих места. Сзади стол. Стол маленький, за которым сейчас 2 кресла вот сидят наши участники. И вот еще один стол. Первая команда, вторая команда и третья команда. Пожалуйста, перебираемся. Берем маркер, выбираем человека ответственного, кто будет грамотно и красиво, четко записывать. И выбираем спикера, который будет делать презентацию ресурсности вашей команды. Это вам. Да, ресурсы, которые есть у ваших 3 организаций. Что вы можете использовать в работе? Помещения, транспорт, лицензии, специалисты. На большом, потому что вы будете делать презентацию. Владимир, вы сможете на экран вывести презентации ваших команд онлайн? Нет, только голосом тогда. Да? Надо будет назначить кого-то в каждой команде, кто будет делать презентацию, или модератор. Не забываем название команды придумать. Название команды придумайте, да. Вы сейчас делаете все ресурсы, какие у вас есть. Пишите сюда прямо список, что у вас есть в организации. Помещения, транспорт, специалисты, лицензии, технологии. Вы сюда все выписываете, что у вас есть. Мы пока никакую услугу не предлагаем. Только анализируем, что у нас есть.
Вы прямо напишите специалистов, кто они по образованию, эти люди. Прям по образованию напишите сюда. Сейчас не имеет значения. Все, что у вас есть, выгружаете. У нас есть педагог со стажем 15 лет. Вот всё. Это помещение или это транспорт? Это выставки? Мгм. Отдельно сейчас делаем отдельно вот, общественную организацию «Совет музей», потому что там у нас Клуб-центр со специалистами и оборудованный, да? Да. Да, специалисты так Автодром тоже. Чем оснащен автодром, напишите. Ну, то есть, допустим, сколько каров там этих, сколько автокаров, какие специалисты, там, может быть, там мастера какие работают на автодроме. Мгм. Сколько человек? Мгм. Да, потому что они могут в другой работе пригодиться. Если, допустим, у вас есть водители, они же могут не только водитель-инструктор, сколько человек. Вдруг вы будете услугу какую-то новую заводить, расширять. Поэтому напишите. Услуги нам не надо. Нам услуги нам нужны вожатые. Кто они? Педагоги? Или... Все, педагоги. Сколько стаж? Или там какое образование? Студенты каких вузов напишите? Сколько их человек у вас есть? Военная форма. Сколько комплектов? Какой размер? Какого размера? Какие? Тоже инструменты какие? Музыканты какие? Народные, симфонические, джазовые. Кто? Нет, а размер 46-й, 44-й, например. Итак, да, один человек от команды выходит. Можете подсказку с собой брать, заготовленную. Так, ну что, давайте команда, где Лена, они были первые, это команда номер 1. Ну то, что есть. Мы всегда работаем в ограниченном временном ресурсе. Вы готовы? Команда номер 2 уже готова, замечательно, выходим. Но я вам рекомендую коллег слушать и свое уже обсуждение закончить в группе. Хорошо. Так, здесь... Давайте. Итак, повторяю еще раз, сейчас у нас презентация того, что вы наработали в группах. Ресурсность команды, те ресурсы, которые у вас есть, здания, сооружения, транспорт, ваши специалисты, ваши технологии, ваши лицензии. Сейчас вы должны были выгрузить на лист флипчарта. Ваши модераторы тоже это сделали. Все, что сейчас вы обсуждали онлайн в своих командах, ваши модераторы это выгрузили на лист флипчарта и сейчас презентуют, какие команды с какой ресурсностью сегодня присутствуют на нашем семинаре. Итак, мы слушаем команду номер 1. Название вашей команды? Команда номер 1 в плане, что вы первые, да. Хорошо. Название. Название нашей команды это «Дружба». Вот. Получается, вот какие у нас ресурсы есть. Спасибо. У нас есть музыканты, которые могут сделать классику, джаз. Дальше. Фольклор и так далее, народное, вот все могут. До одной листки все не поместится, сказали. Так, инструменты. У нас тоже очень много есть. Репетиторы тоже огромное количество. То есть нам сказали, что мы сегодня не вместим здесь. Так.
Дальше у нас идет специальные кровати для пожилых, коляски, инвалидные и так далее. Говорите, Сплошные пожалуйста, в ванны. микрофон, чтобы на той стороне тоже было слышно, что вы Ага. говорите. У нас есть вожатые педагоги, студенты вузов, помещение лагеря в селе Кобяйце, военная форма, 15 штук. Размер 42-46. Правильно, уточнение хорошее. 15 комплектов, размер 42-46. Вдруг кому-то Компьютерная будет техника, необходимо. Музыкальная аппаратура, помещение, актовый зал, волонтеры, которые могут помочь в организации, и обучение первой помощи. То есть люди, инструктора, которые обучают первой помощи. Спасибо. Итак, команда номер 1 под названием «Дружба» у нас имеет ресурсы для оказания очень разных услуг. Но сейчас мы видим, что у нас есть специалисты-педагоги, есть будущие педагоги в команде, есть музыканты и есть музыкальные инструменты и несколько видов помещений. То есть есть возможность оказывать услуги в разных направлениях, но мы видим, это разные организации. Поэтому, когда они пришли в одну команду, они ее усилили разными возможностями. Спасибо команде, давайте поаплодируем команде. И передаем микрофон следующей команде. Кто готов? Замечательно. Да, я буду там где-то подтакивать, говорить, да. В общем, у нас команда «Миксер», потому что у нас очень разнообразная публика. Вот, да, полностью такой замес. Да. Вот. Из наших ресурсов есть очень важная, например, типография, в которой могут печатать буклеты, каталоги, может, там, визитки и так далее. Потом есть транспорт, авто на 7 мест. Вот, помещение у нас тоже как бы замес из разных вот площадей наших, которые, возможно, это 100, 143, 50, 20. Вот, финансы, в общем, можем как бы базу сдать на 70 тысяч. Вот. Дальше наши специалисты есть психолог, нейропсихолог, специалист по оздоровительным процедурам, лицензии, вот там педагоги по повышению квалификации, например, по профориентации, волонтеры. Это у нас получилось в нашей команде, это серебряные, 55 плюс, 43 человека. Вот, да. Хороший ресурс. Да. Потом у нас еще есть инженер-механик, художники 11 штук, аниматор, мультипликатор это 1 штука, дизайнер интерьера, архитектор. Вот, мастер-классы, ну вот еще, да, и еще можем лекции по здоровому образу жизни как бы читать. Мастер-классы у нас декоративно-прикладное искусство, ЛФК, арт-терапия, это уже все направления, это уже не надо, это не ресурсы. Все. Это уже ваше направление деятельности, да. Да, Сейчас хорошо. Да, ну, креативное мышление, это в плане помощь как бы в каком-то интересном... Это ваше направление деятельности. Да, уже хорошо, пошли. ладно, все. Ну и профессиональные связи, например, связать с кем-то или с художником, или фотографом и так далее. Замечательно. Я думаю, что аппаратура забыла. Это хороший ресурс, профессиональные связи. Еще есть ресурс умения договориться. Это тоже хороший ресурс, когда есть такие люди, коммуникаторы в команде, которые всегда умеют договориться, независимо от того, это медиация называется. Найти дополнительные ресурсы. Это фандрайзер, это человек, который умеет привлекать дополнительные ресурсы. Спасибо команде. Так, а давайте попросим модератора представить команду, которая работает онлайн. Надежда за всех. Так, раз. Так, команда очень активно у нас работали в онлайне. И они тоже похожи на те ресурсы, о которых мы говорили. Естественно, тут мы говорим про специализированные услуги, поэтому нам нужны
люди, которые профессионально компетентны в этой области, врачи-неврологи, врачи-генетики, нейропсихологи, ревматологи. Вот такая у нас получилась по умолчанию такая специализированная группа. Также нужны специальные аппаратуры, оборудование, это аппараты электроэнцефалография, треморограф, миограф. Также нужно помещение, лицензия нужна для того, чтобы внедрить эту деятельность. Медицинская лицензия есть. Медицинская деятельность, естественно. Также нужны специалисты, которые сопровождают деятельность, забота, ухаживание за клиентами, методист, который может работать с методиками, технологиями, инструментами, психолог, который оказывает сопровождение, и бухгалтер, который ведет финансово-бухгалтерскую деятельность, отсчитывает нам тарифы, услуги, стоимость и делает отчетную деятельность. Также нужно внедрить досуговую деятельность, это швейные машинки, люди, которые обучают этому, сопровождать. И, естественно, мы не можем обойтись без волонтерской деятельности, потому что все-таки это психологическая такая нагруженная деятельность, поэтому нужны волонтеры, которые оказывают нам помощь. Да? Это могут быть еще про-боно волонтеры, люди, которые имеют такие компетенции, да? Финансовую грамотность они могут дать, активное сопровождение, да? Провести какие-то учебную физкультуру. Вот так у нас получилась одна группа. И есть у нас еще следующая группа, которые тоже очень хорошо нам рассказали про свои ресурсы, которые им нужны. А команда, онлайн-1, онлайн-2 вы назвали, да? Да, онлайн-1, онлайн-2. Онлайн-2, вот я вам рассказала, и онлайн следующая группа. Так, тут были и психологи, и педагоги, и хореографы, и получилось так, что для осуществления внедрения услуги нам нужно помещение, люди, которые имеют компетенции, нужна грантовая поддержка финансовая для того, чтобы сначала внедрить услугу в рамках проекта, а потом оттуда уже выработать технологии услуги. Методические материалы – это библиотека, тестовые материалы, техническое оснащение, компьютер, принтер, собственная продукция имеется как дополнительные ресурсы. Да? А продукция собственная – это что? Изделия какие-то, да, которые уже… Сувенирная? Да, это может быть сувенирная в том числе. Компетенции они отдельно выделили. Специальные программы, например, психолог сказал, что им нужны специальные тестовые программы. Это то, что им нужно, или вот да, у меня тоже вопрос. У них есть. Это есть. Инструменты, которые это метафорические карты, тесты, которые имеются, плюс фигуры, которые пластилины, которые психолог применяет в работе, коррекционно-развивающие инструменты также имеются у психолога. Вот так вот у нас вышло. Большое спасибо. Получились две такие специализированные команды, и я вижу в обеих командах акцент на психологов все-таки, да? Спасибо. И еще одна команда в зале у нас осталась, пожалуйста. Богатая очень команда. Рекомендую дружить. Рекомендую дружить. И сама среда очень сумбурная, да, кажется? На самом деле мы сейчас попытаемся так. Когда Надо сместить. Мы связали это, да, все вместе. Так, наша команда называется «Среда». День недели, золотая середина и среда обитания. Как мы все с вами знаем, среда обитания у нас очень разноплановая. Так ведь? Что же мы имеем? Вот почему-то нас только трое, хотя, да, Бог любит троицу. И что же мы имеем? Оказалось, что мы имеем специалистов высококлассных, это инструкторы, строители, водители, учителя и много-много-много других специалистов. Из материальной базы у нас есть учебный кабинет, у нас есть автодром целый, есть спортивный зал большой при школе. При школе же есть музей и есть отдельно музей ретро-автотранспорт. Так, что же мы можем предложить среде обитания, имея не все перечисленные ресурсы? Вот
Первое. В учебном центре можно проводить подготовку водителей категории «Б». Лицензия на образовательную деятельность уже имеется. Лицензия, которая может дать возможность работать по 60 направлениям. Это же очень классно, много, да? Класс размещает для подготовки водителей 30 человек. Автодром, который можно использовать как не только как подготовку водителей, но и для проведения каких-то масштабных мероприятий, да? Так, какого плана мероприятия? И спортивные, и что-то там еще такое было. Так, спортивный зал. В нем мы можем проводить соревнования различных категорий населения. Так, можно проводить платные концерты, потому что музыкальное техническое оборудование имеется. Можно проводить выставки, ну и, конечно же, дискотеки. И также можно использовать как фитнес-зал. Так, платно, правильно? Так, можно, имея таких специалистов, как строители, водители, организовывать ремонты частным лицам. У нас же многие люди как бы годами не могут позволить себе сделать ремонт. А здесь можно за какую-то символическую плату и доброе дело сделать, да, и денежку заработать, и сделать красоту в квартире или в доме. Стройка. Строить тоже можно, нужно. Так, и вот Туяра предложила работу колл-центра, которые оказались очень востребованы в период пандемии. Постоянно, как говорится, телефон накалялся, так, и люди очень умело могли и организовать доставку продуктов, медикаментов и так далее. Такая помощь тоже очень нужна. Так, это тоже можно получается, организовать. есть техническое оснащение и специалисты колл-центра, Да. есть уже обученные. Техническое оснащение уже главное есть. Так, организация посещений наших музеев платно. Музеи, краеведческий музей при школе, но и ретро-музей автотехники. Так, восьмая наша услуга – это агропродукция. Картошка, капуста, зелень, а также бройлеры, индюки, молочная продукция. Это все на сегодняшний день можно приобрести в нашей агрошколе. Плюс к этому мастера производства, которые у нас работают, могут обучить, как это можно с наименьшими затратами производить самостоятельно. Каждая семья может себе это позволить. И вот буквально 2 года мы занимаемся разведением индюков в условиях крайнего севера, так, и уже, получается, мы имеем результаты. Хорошие результаты. С апреля по октябрь можно вырастить такое количество индюков, сильно много не затрачиваясь, равно как 2 КРС, как 2 бычка, скажем так, 2-3 по весу. По весу, да, по весу. Ну и по, значит, составу продукта. Это совсем другой диетический продукт. Ну что, спасибо большое команде. Я вынуждена прервать, потому что мы... Да, ну дело в том, что у нас, конечно, есть у человеческого мозга такая специфика. Мы сразу начинаем делать аналитику и двигаться дальше по алгоритму. Значит, это было, в принципе, просто проанализировать ресурсы. Пока не привязывая к тем видам деятельности, которые вы уже оказываете, чем вы занимаетесь, и что бы вы могли делать. Давайте скажем спасибо команде. Итак, команда «Среда» у нас завершила этот блок. И сейчас я предлагаю Владимиру поставить презентацию и скажу, для чего мы сейчас это с вами сделали. На старте у нас у всех с вами, ну вот сейчас, и коллеги, которые работают онлайн, и здесь в зале у нас очень разный уровень, да, и очень разные направления деятельности, очень разные организации. Но с точки зрения управления
любая организация, она управляется, скажем так, какими-то унифицированными методами, да? И с точки зрения привлечения ресурсов, мы тоже всегда, в принципе, есть какие-то источники, из которых мы все черпаем ресурсы, независимо от того, чем мы занимаемся, на каком старте мы находимся, источники у нас всегда одни. И вот сейчас у нас с вами, как у тех, кто находится в зале, так же, как и у тех, кто работает с нами онлайн, у нас вот в отношении ресурсов, для того, чтобы мы где-то взяли финансы, которые могут поддержать нашу деятельность или дать нам возможность внедрить новые направления деятельности, они у нас одинаковые. И нам надо с вами понять, какие ресурсы мы будем привлекать, какие мы можем привлечь, учитывая законодательную рамку, что нам позволено, куда мы можем с вами пойти, какие ресурсы мы можем привлечь, как просто организация, заводящая новую коммерческую услугу. Вот. И, соответственно, что мы для этого уже имеем, что нам надо. Всегда, когда организация, группа граждан, индивидуальный предприниматель задумывает какую-то новую услугу или, в принципе, какую-то типовую услугу берет для реализации с рынка, он на что опирается? Вот давайте организации, которые уже оказывают услуги, и что мы сейчас с вами сделали? Мы на что опираемся, прежде чем... Вот мы захотели, чтобы у нас была услуга, мастер-классы по выращиванию овощей на своем огороде. Почему мы отталкиваемся? От чего мы отталкиваемся, когда принимаем такое решение, что мы будем проводить платные мастер-классы? Или, допустим, у нас сейчас очень распространены вот эти вот мастер-классы в студиях или мастер-классы по приготовлению каких-то интересных блюд. Мы семью приглашаем или мы там приглашаем людей, которые формируют здесь сейчас на месте команду, мы им показываем, как блюдо готовится, они готовят вместе с нами. Вот мы, допустим, в этом направлении решили двигаться. Или мы учим, как кабачки выращивать, или мы учим, как из этих кабачков ризотто приготовить, допустим, да, с рисом. Вот. Почему мы принимаем такое решение? Какие основания у нас для принятия такого решения? Хорошо. Какой? Вот, главное слово прозвучало – ресурс. То есть мы не можем принять решение, да, завести услугу, например, я не знаю, открыть салон красоты, если у меня для этого нет специалистов, у меня у самой нет хотя бы минимального понимания о том, как салон красоты должен функционировать, у меня нет ни соответствующей профессии, нет ни управленческой профессии, нет ни технологической профессии. Я никогда с этим не сталкивалась, я увидела у соседки красиво. Вот муж дал денег, открывает салон красоты. И я думаю, ох, у меня есть деньги, сейчас как открою. А какие у меня для этого основания? Да, то есть я вообще понимаю, как работает эта структура. Я уже понимаю, где я буду специалистов брать. Я понимаю, где я буду материалы закупать. Я понимаю, как на рынке это работает. То есть какие-то основания должны быть. Именно поэтому мы с вами сделали вот такую ревизию ресурсов, чтобы понять, какие у нас есть основания для того, чтобы работать в том или ином направлении, и чтобы мы понимали под эту деятельность, где мы можем брать ресурсы. Итак, то, о чем мы с вами говорим, это услуга. То есть мы сейчас с вами говорим не про производство товаров, а говорим про оказание услуг. То есть мы говорим о том, что мы какую-то деятельность осуществляем в пользу тех или иных людей. И эта деятельность помогает изменить качество жизни или закрыть потребности человека, который эту услугу у нас получает. Ну, грубо говоря, если мы учим человека готовить, то наша деятельность – это обучение. Человек в качестве результата получает навык приготовления того или иного блюда или там спектра различных блюд. Да? Или, допустим, мы оказываем услугу стрижки, маникюра, педикюра, и человек от нас уходит преображенным, красивым. Да, вот пришла женщина с такими вот
не очень ухоженной головой, например, а ушла от нас, красивого цвета и с красивой прической. То есть мы видим изменения. То есть мы в руках потрогать не можем то, с чем мы ушли от мастера, но явные изменения мы видим. Так вот, то, что касается услуги, для того, чтобы ее кому-то презентовать, ну, чтобы у нас появился покупатель, нам необходимо эту услугу грамотно описать, чтобы она и нам была понятна. Потому что когда мы сейчас с вами выгрузку стали делать первый раз и писать, презентоваться, какая мы организация, какие услуги оказываем, мы с вами поняли, что у нас там все. То есть мы и про услуги, мы и про наши компетенции, мы и про название наших школ. Все вместе. Человек, приходя к нам, должен понимать, вот почему я всегда привожу в качестве примера, это как раз вот салоны красоты, потому что мне вот все понятно, какую услугу я получаю. Я прихожу в салон, и я там получаю услугу парикмахерскую, или ногтевой сервис я там получаю, или я там получаю услуги косметолога, я понимаю, зачем я пришла и с чем я оттуда уйду. Когда мне говорят слово «социализация», то я как человек с улицы никогда в жизни не пойму, с чем я уйду от этого специалиста. Потому что услуга по социализации понятна только специалистам. И вот если мы сейчас с вами будем двигаться дальше, у меня не двигается почему-то презентация ни в одну, ни в другую сторону. Так, мне нужна помощь Владимира. Мы должны с вами понять, вот сейчас, когда вы делали свои презентации, они у вас были привязаны к определенной сфере. То есть мы с вами представляем социальную сферу, то есть это те отрасли, которые напрямую работают с людьми. Что у нас там есть в социальной сфере? Из того, что даже вы презентовали. Давайте, как отрасль, что у нас есть? Образование, например. Образование. Социальное сопровождение. Ну, вот у нас есть социальная политика. У вас, я не знаю, какое министерство занимается социальным сопровождением. Министерство труда, да? Ну, вот я напишу здесь социальное сопровождение, социальная политика еще, как отрасль. Вот. Есть, что еще у нас есть? Музыкант. Это все сюда. Это социальное обслуживание, социальная политика, социальное сопровождение. Ну, социальное обслуживание даже, наверное, ближе, если как отрасль написать, да? Что еще у нас есть в социальной сфере? Ну, это образование или уход, присмотр. То есть это или сюда, или сюда. Ну, вот у нас Елена и Андрей. Это какая сфера? Культура, искусство, да? Давайте напишем культура. Что еще у нас есть? Вот говорили про агро и про социальный туризм. Говорили, что это? Это туризм, это спорт-туризм, допустим, у нас есть, да? Так, ну и еще одна сфера, которая точно относится к социальной сфере, к людям, к помощи людям. Нет, мы сейчас говорим про министерство, например, да, про отрасли. Вот у нас есть культура, социальное обслуживание, Что? Медицина, конечно. Вот. Сейчас мы с вами ориентируемся на 5 ключевых отраслей, которые у нас составляют социальную сферу и в которых мы можем с вами оказывать услуги, которые будут ориентированы на людей
И все организации, которые присутствуют сегодня здесь и присутствуют сегодня в онлайне, они работают в социальной сфере, и они могут там оказывать услуги. То есть каким-то образом осуществлять воздействие на людей, которые приходят, решая те задачи, с которыми пришел человек, да? Помогая ему. Если мы рассматриваем услуги здравоохранения, услуги медицины, то мы работаем напрямую со здоровьем человека. То есть человек пришел с жалобами на здоровье, медицина решает эти задачи. Она человека вылечила. Если мы работаем в направлении культуры, человек к нам пришел с желанием повысить свой культурный уровень или организовать свой досуг, мы ему предлагаем концерты, фестивали, выставки, мы предлагаем ему обучение в направлении, но это вот получается очень связанные вещи, да, если мы говорим про обучение музыки и так далее. Мы предлагаем ему какие-то творческие мастер-классы для того, чтобы он закрыл свою потребность в повышении или культурного уровня, или организации своего досуга. Если мы говорим про социальное обслуживание, у человека есть проблема, у него есть родственники с какими-то заболеваниями, да, у него трудная жизненная ситуация в семье, у него низкий достаток, и он не может себе позволить, допустим, получить достаточное там дополнительное образование, которое получают люди, имеющие более высокий достаток, или общее образование не может получить, или, допустим, не может решить свои бытовые проблемы, потому что возраст ему не позволяет, например, да, или состояние здоровья не позволяет, то есть услуги, которые лежат в социальном обслуживании, и здесь, соответственно, мы, опять же, решаем проблемы человека, которому необходимо или помочь на дому, или у него есть возможность получить какую-то помощь, или, опять же, там какие-нибудь специальные ЛФК, или какие-нибудь спортивные, например, направления, да, лечебные направления, консультационные направления, получить эту помощь в офисе организации. Ну и образование. Здесь мы тоже говорим о том, что человек пришел к нам для того, чтобы получить какие-то знания, умения, навыки, и получил. И образование у нас так же, как и медицина, это два обязательно лицензируемых вида деятельности. И поэтому все, что лежит в области образования, это именно образовательные организации, и у них должны быть лицензии на образовательную деятельность. Все, что связано с манипуляциями с нашим организмом, все, что связано с медициной и здравоохранением, обязательно лицензия на медицинскую деятельность, и здесь, соответственно, человек пришел к нам поправить здоровье, и только при наличии лицензии, при наличии специалистов мы можем решить запросы человека в этом направлении. Мы сегодня с вами, даже проведя анализ того, какие организации присутствуют здесь, увидели, что в этом направлении, в направлении оказания услуг в социальной сфере могут работать как государственные организации, так частные организации, индивидуальные предприниматели, некоммерческие, негосударственные организации. Спектр разный. Независимо от того, как вы зарегистрированы, вы можете работать в социальной сфере, и у вас для этого есть возможности, и государство вам эти возможности предоставляет. Единственная отрасль, в которой есть абсолютно четкое законодательство, в которой все четко расписано, кто может услугу предоставлять, кто может ее получать, как это производится, это социальное обслуживание. И в социальном обслуживании есть понятие о социальной услуге. В социальном обслуживании есть 442 федеральный закон о социальном обслуживании населения, и в нем четко написано, какая организация может услуги оказывать социальные, какой человек, кто такой получатель социальных услуг, какой человек может получать, как он может, какой регламент, да, какой алгоритм для того, чтобы услугу получать льготно или бесплатно, и также какой алгоритм, чтобы вступить в реестр поставщиков социальных услуг и стать поставщиком. Здесь у нас в аудитории присутствует, можно даже прям поднять руки, кто уже является поставщиком социальных услуг, входит в этот реестр. Одна организация, две организации. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы стать
в реестр поставщиков социальных услуг в вашем регионе. Насколько вам было сложно или легко пройти этот путь? Что вы для этого делали? То есть я почему-то не могу щелкать. Это, видимо, когда камера работает, да, тогда мне с презентацией сложности. Так, есть определенное министерство. В данном случае это Министерство труда в вашем регионе. У нас Министерство социальной политики. Все, кто действует в рамках нормы, они всегда знают, что надо зайти на сайт определенного министерства, зайти в раздел «Поставщик социальных услуг». На каждом сайте вот этот раздел, он может быть или очень открытым, его сразу можно видно в основном меню, а может быть достаточно закрытым, до него надо докопаться. Но человек заинтересованный, организация заинтересованная, она всегда может поискать и найти то место, где находится документация. И там, как правило, есть выдержки из закона 442, ну, для того, чтобы не просто вы закон читали, да, и тратили много времени, а есть какие-то специальные, может быть, инфографика или по пунктам выписаны последовательность ваших действий, что вы должны сделать для того, чтобы стать поставщиком. Есть перечень документов, которые вы должны предоставить. Вот. Есть, соответственно, та информация, которая будет о вас, также будет выписана та информация, которая о вас, как о поставщике социальных услуг, будет представлена на этом сайте. Поэтому есть как бы те документы, которые такие основные, то есть это устав организации, это АКВЭДы организации, это, может быть, какие-то лицензии, это какие-то резюме сотрудников, которые будут оказывать ту или иную услугу. Да? Но для того, чтобы оказывать услугу как поставщику социальных услуг, надо как минимум сначала внимательно посмотреть на сайте, какие вообще там есть услуги. Ну, будете вы их оказывать или нет, вы захотите это делать или нет. И посмотрите, как правило, на сайтах этого что-то я не пойму, куда двигаюсь. Как правило, на сайтах этого направления, да, или Министерства социальной политики, или Министерства труда, я прошу прощения, я не могу этот слайд найти, почему-то опять он мне не хочет. Там есть перечень услуг, но в том числе есть и направления. И, как правило, мы с вами смотрим, да, есть, например, такие понятия, как, нет у меня этого слайда, но уже мы говорили о том, что есть социально-бытовые услуги, есть социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, и мы как минимум для себя смотрим, у нас есть вообще, вот мы сейчас проводили с вами анализ своих ресурсов, у нас есть вообще ресурсы для того, чтобы оказывать социально-бытовые услуги. А что это такое социально-бытовые услуги? То есть для этого нужны просто минимально подготовленные люди, которые понимают, как работать с человеком на дому, которые умеют корректно работать. Неправильно, специально подготовленные.
сейчас гошники не могут из-за того, что нет финансов, заработную плату людям же надо платить, да? Минтруд, допустим, только поквартально нам, получается, обещает, опять-таки, по этим законам, по этим всем. Так, ну давайте мы просто отрываем время у людей, которые в онлайне, поэтому мы сейчас с вами можем пообщаться, а людям в онлайне надо получить информацию. Значит, большое спасибо. Я хочу обратить ваше внимание на то, что даже, казалось бы, простая услуга социально-бытовая требует наличия у сотрудника компетенций работы с человеком. То есть у него должна коммуникация быть простроена, он должен быть тактичным. А вот если, допустим, мы посмотрим, почитаем кодекс социального работника, то мы увидим, кодекс этики социального работника, то мы увидим, что не каждый человек вот так просто может прийти и стать социальным работником. Он должен уметь грамотно, этично работать со своим клиентом. Вот. И поэтому мы должны понимать, что даже заходя социально-бытовыми услугами, мы должны специально подготовить персонал. Вот. Поэтому у нас, если мы принимаем на работу людей даже с высшим образованием, из любой другой отрасли, там, или даже педагогов принимаем, допустим, на работу, и говорим, что вы будете социальными работниками в нашей организации, выполняя социально-бытовую услугу, вы будете приходить к человеку на дом, и вы будете помогать ему в бытовых вопросах, там, полы помыть, еду приготовить, в магазин сходить. Кроме этого, вы должны уметь с человеком поговорить, успокоить его, ответить на его вопросы. Если мы смотрим дальше, опять же, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги. То есть, с одной стороны, это педагогические услуги, да это какое-то образование. Психологически это какое-то сопровождение, какое-то консультирование. Но всегда добавляется социальное, то есть это специальная группа людей, которым мы оказываем услугу. Или это люди с заболеваниями, которые находятся на дому, и мы к ним приходим. Или это люди старшего возраста, старшего поколения, которые имеют право на получение услуг в системе социального обслуживания. Или это семьи, воспитывающие детей-инвалидов. То есть это очень сложная категория получателей услуг, и всегда наши специалисты должны быть немножко психологами. Даже если они оказывают образовательную услугу, они должны быть немножко психологами. Даже если они оказывают социально-бытовую услугу, они должны быть немножко психологами. Так вот, у нас на всех сайтах, которые или Министерство социальной политики, или Министерство труда, есть пакет документов, в котором написано, что организация должна иметь на старте для того, чтобы вступить в реестр поставщиков социальных услуг. Есть определенный алгоритм. Вот сейчас коллеги, которые онлайн работают, у них есть слайд, коллеги в зале тоже видят, да, есть определенный алгоритм, по которому организация собирает пакет документов, который она нашла на сайте, потом она с этим пакетом документов, я писала эту презентацию, готовила для своего региона, да, поэтому у нас вот так, у вас будет Министерство труда стоять. То есть она приходит в министерство с этим пакетом документов, там рассматривают. Как правило, в каждом министерстве есть специальный специалист, консультант, который поможет вам грамотно собрать пакет документов, скажет, что у вас не так, отправить на доработку вы переделаете. Всегда это очень компетентные и отзывчивые люди, которые, у них в показателе есть количество негосударственных поставщиков, поэтому они будут с вами работать, они помогут вам эти документы дособрать, помогут пройти аттестацию, если есть необходимость, приедут к вам в организацию, если в этом есть необходимость, какой-то сайт-визит провести. То есть здесь нам повезло, потенциальным негосударственным поставщикам, потому что у государства есть заинтересованность в том, чтобы количество негосударственных поставщиков в системе социального обслуживания увеличивалось. Поэтому специалисты есть, они вам будут помогать собрать документы. Есть определенный регламент, по которому не больше 10 дней они должны ваши документы рассматривать. Они должны вам ответить, что у вас не так, и помочь вам дособрать. Соответственно, когда будет принято решение в вашу пользу о том, что вы собрали необходимые документы, и вы можете работать по той или иной услуге, а у нас, допустим, в Красноярском крае их 80 с лишним услуг, у вас, я не знаю, сколько в вашем министерстве услуг по социальному обслуживанию населения, у нас 89, по-моему, услуг, которые министерство оказывает. Надо понимать, что мы не можем услугу придумать сами.
она должна быть на этом сайте как минимум, да, то есть мы там ее нашли, и мы под нее начинаем уже готовить пакет документов под эту услугу. И, соответственно, предоставляем о себе информацию, эта информация появляется на сайте, для нас готовят, соответственно, специальное задание, а те люди, которые имеют право, так называемые получатели, да, они же тоже не просто так появляются у нас, они же тоже приходят с заявлением, и в заявлении пишут, что мы хотим получать ту или иную услугу. У нас в системе социального обслуживания все в заявительном порядке. Мы захотели быть поставщиком, мы с заявлением пришли и собираем документы. Эти захотели получать услугу, они пришли с заявлением. И тоже есть определенный алгоритм, когда они пришли или в социальную защиту, они пришли в управление социальной защиты, или они пришли в районное отделение социальной защиты населения, или в комплексный центр, в зависимости от того, в каждом регионе работает по-своему этот алгоритм, принесли заявление. Там тоже есть пакет документов, который подтверждает, что или семья, или человек не имеет возможности оплачивать в полной мере услугу коммерческую или получать государственному учреждении за полную оплату, он имеет право получать ее на льготных условиях, у него есть для этого определенные, соответственно, он соответствует тем требованиям, которые, тот статус, да, те требования, которые предъявляет министерство, он им соответствует. Он подтверждает свой уровень доходов, он подтверждает там свою инвалидность, если она у него есть, и он получает индивидуальную карту, индивидуальную дорожную карту, по которой он может получать услуги. Большинство сейчас услуг в системе социального обслуживания начали выводить в систему сертификатов. То есть это на самом деле такая передовая тенденция, у вас она давно уже работает, когда за человеком идут деньги, да, и он может прийти в любую организацию, которая есть в реестре, и это может быть и государственная, и негосударственная организация, частная, коммерческая. Если она собрала пакет документов, государство ей доверило стать поставщиком, она вошла в реестр, соответственно, любой человек, который имеет право получать эту льготную услугу, он может прийти в эту организацию, выбрать ее на сайте, прийти, получать услугу. А организация, как мы уже сказали, раз в квартал получает компенсацию за оказанные услуги. То есть она не сразу от государства деньги получила и начала эти услуги оказывать. Она должна иметь собственный ресурс для того, чтобы эту услугу оказать тому количеству клиентов, которые направило министерство в организацию. И после этого она раз в квартал предоставляет финансовый отчет и программный отчет, и после этого получает компенсацию за оказанные услуги. На этом мы с вами сделаем небольшое завершение, да, и перерыв. Перерыв у нас по плану. Сколько минут, Владимир? Чтобы у нас коллеги, которые онлайн работают, знали. Так. Перерыв у нас сейчас с вами на 20 минут. Мы уходим на перерыв. То есть мы здесь собираемся в 12:35 в этом зале. И коллеги, которые работают онлайн, сейчас могут налить себе чаю, кофе, немножко отдохнуть, сделать маленький перерыв, и мы сюда вернемся. Есть текущие операционные расходы, да? Есть расходы, которые связаны с какими-то специальными или специальным обучением, или с приобретением специального оборудования. Давайте я напишу это спецрасходы. И, может быть, что-нибудь сюда попадет. И вот смотрите, на старте, когда мы начинаем оказывать услугу, возможно, для того, чтобы мы начали это делать, нам понадобится приобретение или аренда помещения, которого у нас раньше не было. Например, да, на старте помещение, например. У нас его не было, нам его необходимо. У нас есть специалисты, у нас есть технологии, мы все умеем делать, но люди должны куда-то прийти. Это не надомная услуга, да, предположительно, она будет оказываться в помещении. Это или парикмахерская, это или консультация специалистов, это или ЛФК, например, все что угодно, там, где необходимо помещение. На старте, например,
в этом помещении нам необходимо сделать ремонт. Возможно, нам досталось помещение, пусть оно даже будет в муниципальной аренде, это недорого, или нам кто-то бесплатно даровал это помещение, но оно не подготовлено, и нам надо будет сделать ремонт, например. Возможно, там должно появиться специальное оборудование дополнительно. Например, мы должны поставить там столы, кресла, установить зеркала, например, да, или поставить 3 года назад мы столкнулись с тем, что в каждом помещении должны появиться эти циклинговые колонны. В каждом рабочем помещении. Мы об этом никогда не думали, нам не надо было очищать воздух, а тут вдруг нам говорят, что нам они нужны. То есть какое-то спецоборудование, например, должно появиться. Возможно, нам необходимо на старте расширить штат сотрудников. Ну, мы хотим больше клиентов принимать, и нам необходимо добавить или обучить. Если мы говорим, что у нас есть, например, специалисты, которые могут осуществлять социально-бытовые услуги, оказывать, но они не психологи, а нам нужно, чтобы человек в комплексе не только умел дрова наколоть бабушке, да, там, или забор поправить, но умел с ней поговорить, успокоить, правильно к ней подойти. Необходимо какое-то входное обучение. Обучить. Специальное оборудование, например. Вот это я поделила, это я написала, что какие-то специальные расходы. Расходы, это все расходы. Да. Вот теперь смотрите, мы начали с вами, начинаем услугу производить. Ну, допустим, это будет, давайте, вот у меня, я в самом начале сказала, что для меня самая понятная вообще структура, то, как работает салон красоты. Все понятно, все прозрачно. Мы открываем салон красоты. Возможно, мы открываем салон красоты для людей с ограниченными возможностями здоровья, если мы говорим, допустим, о какой-то специальной, социальной составляющей. В городе нет таких салонов. В городе человек, допустим, маломобильный, не может заехать в обычную парикмахерскую. Нет специальных возможностей, допустим, заехать в кресле, да, допустим, каких-то стопорей нет, куда бы он, допустим, прямо в своем кресле бы заехал, например, и здесь ему мастер будет оказывать услугу. Но если человек заехал в кресле, значит, предполагается, что мастер или вокруг него ходит, да, у нас, допустим, если мы пересадили человека в наше обычное кресло, то есть тогда должны быть какие-то специальные условия, чтобы мы с его кресла пересадили в обычное, чтобы он на этом кресле заехал, или он в своем кресле услугу получил. То есть мы должны предусмотреть эту логистику, как это будет происходить, да, и ширину проходов, проемов всяких мы должны предусмотреть. Возможно, есть необходимость, например, специально обучить, например, человека, который работает на ресепшене, чтобы он правильно мог с такими посетителями общаться. Возможно, этот человек должен освоить какие-то новые технические вещи, связанные, если вы заморочились и установили специальный подъемник, например, да, как этот подъемник будет работать, включать и выключать. Возможно, вам надо будет установить в вашей парикмахерской какое-то звуковое оборудование для людей плохо слышащих, например. У него с мобильностью все в порядке, но он плохо слышит, да? Или он плохо видит, и вам необходимы будут какие-то специальные указатели. То есть если вы расширяете группу получателей клиентов для людей с определенными проблемами, вы создаете возможность получить услугу, то вы предусматриваете все вот эти технические вещи, и все они стоят денег. Вот вы открываете такую парикмахерскую, вы должны посчитать, сколько будет стоить специальные указатели, сколько будет стоить пандус, подъемник, возможно, расширение проемов, специальный ремонт. Вы все это делаете на входе. Предположительно, у нас есть обычная парикмахерская, в которой есть зеркала, в которой есть специальное оборудование, фены, специалисты, все. Но мы категорию, да, для того, чтобы, допустим, работать с Министерством социальной политики, с Министерством труда, мы расширяем категорию получателей услуг. И мы несем дополнительные расходы. То есть наша услуга сейчас, по-хорошему, она будет стоить дороже, чем услуга обыкновенному клиенту, который просто пришел с улицы, да, постричься на ногах, видит и слышит. Но для того, чтобы начать оказывать услугу спецклиенту,
нам необходимо понести специальные дополнительные расходы. И вот эти вот расходы – это спецрасходы. Это определенные таблички, Брайль, да, это определенные, если есть необходимость, лифты какие-то, подъемники, пандусы. Для того, чтобы в обычной парикмахерской сделать такие условия, надо потратиться. Вот здесь будет тот самый ремонт, дополнительное, да, расширение проемов, проходов, проездов, переделка уборных комнат для того, чтобы здесь всю эту услугу качественно оказывать дополнительному клиенту. В текущих расходах что мы здесь имеем? Мы постоянно будем покупать. Ну, смотрите, да, люди приходят, допустим, стоит кулер, мы меняем воду. Для своей работы текущие расходы у нас, расходные материалы. Мы воротнички постоянно покупаем, шампуни, красители покупаем. Сейчас мастера пилочки выбрасывают после каждого клиента. Мы должны, допустим, если у нас клиентов становится больше, например, мы понимаем, что их будет больше, мы должны, соответственно, дезинфицирующего средства больше приобретать, оборудование для дезинфекции материалов, приборов покупать больше, чтобы у нас вдруг мастеров будет больше. Да? И текущие, получается, расходники, текущие расходы, количество специалистов, заработная плата, плюс налоги. Возможно, какая-то коммуналка у нас будет, да, или аренда. Это все то, что мы в течение месяца регулярно несем расходы. Вот. Ну и, возможно, какие-то еще вот это вот специальные мы написали, да, связанные с определенной группой получателей услуг. Это входные, мы завели новую целевую группу, и мы несем новые расходы. Это текущие расходы. Какие-то еще у нас могут, вот неучтенные вот в этих трех категориях, какая-то четвертая категория, может расходов возникнуть. Если коллеги в онлайне что-нибудь могут предложить, они тоже могут в чат написать, какие еще могут возникнуть расходы на производство подобной услуги. Ремонт мы сюда, во входные написали, или сюда? Непредвиденные, давайте, непредвиденные. А вот нам скажут, а вот лицензия, допустим, у вас есть на медицинскую деятельность? У вас есть сейчас, когда вы начали работать как парикмахерская, необходимость была на лицензию на медицинскую деятельность? Косметолог у вас работает, какой-нибудь там инъекции не ставит? Не надо. Здесь тоже, да, как бы на работу с такой клиентурой тоже не нужна медицинская лицензия. И здесь не надо. Это не, таких расходов нет. Специалистов мы специально будем чему-то обучать, для того, чтобы она... Этика общения с людьми. Мы можем найти партнерскую организацию, которая нас это может бесплатно научить. И они скажут, все-таки давайте-ка хоть немножко заплатите. Ну вот здесь получается такая ситуация. С одной стороны, может так оказаться, что у каких-то партнерских организаций сейчас такие курсы идут, например, да, в рамках проекта, и вы туда можете встроиться. С другой стороны, даже у тех организаций, которые проводят вот такие курсы и обучают таких специалистов, ну, не всегда они готовы с вами работать бесплатно. Поэтому иногда вам надо подумать о том, что если у вас в команде нет специалиста, который может научить парикмахера работать с людьми с ОВЗ, вам, возможно, придется обратиться в такие организации, которые работают с такой категорией, и, возможно, они скажут, что они хотят хоть сколько-то, хоть какую-то сумму небольшую получить за обучение ваших специалистов. Вот здесь может возникнуть вопрос по обучению дополнительным каким-то компетенциям, которые нужны именно для этой категории получателей услуг. Вот вы об этом не думали, то есть вы обучили дополнительных, допустим, парикмахеров, отдали там, отправили их куда-нибудь там в центр эстетики, да, там, в центр обучения парикмахеров, или там 3 косметологов отправили, там, или там 3 мастеров ногтевого сервиса отправили, базовым навыкам научиться, чтобы штат, или пригласили, да, то есть, ну тогда это вот здесь будет плюсом. Если обучаться своих отправили, там кого-то, например, это сюда плюсом.
Если, ну и сюда будет тоже, потому что они тоже будут зарплату получать в дальнейшем. То есть вот это все аренда, коммуналка, обучение специалистов, выплата заработной платы, налоги, сборы, вывоз мусора, покупка расходных материалов. Это все стоимость вашей услуги. Если вы все это сложите, то все эти затраты – это все то, что составляет стоимость вашей услуги. Но если вы работаете с государством, как поставщик социальных услуг, вам компенсируют не стоимость услуги и не те расходы, которые вы несете на производство услуги. Вам компенсируют по определенному тарифу стоимость работы часа специалиста. Поэтому, когда вы подводите итог работы с теми клиентами, которых вам направило Министерство труда по вашему договору, который вы составляете, да, и по тому индивидуальному плану, который есть у вас и есть у потенциальных получателей услуг, вы можете себе в расходы поставить только работу специалиста, количество часов, которые он отработал с клиентом, по тому тарифу, который уже рассчитан в данном министерстве. Вот у вас сколько час специалиста стоит? Именно я смотрела, вот, допустим, бытовые услуги, да? Покупка продуктов там стоит 20 минут, время у них там стоит, и если не, ну, где-то 247-250 рублей. 250 рублей в час. Это не в час, это 20 минут там времени было стояло. То есть 250 рублей... Они в шаговой доступности в магазине должны купить эти продукты. То есть человек, специалист, который работает там, с бабушкой, например, да, сходил ей в магазин, и ему за это 250 рублей заплатили. Это очень дорого для бабушки. Да, очень дорого. Допустим, если она одинокая, она там может что купить. Она каждый день там рядом, ну хотя бы даже 2 раза в день. То есть ей гораздо... Вот смотрите, ну, мы понимаем, что вот эти 250 рублей... То есть вы эту услугу не рассматриваете, потому что эти клиенты, которых вы получите от Минтруда, они не готовы будут оплатить такую услугу. Мы понимаем, что эта категория клиентов, про которую мы сейчас говорим, она тоже оплачивает за услугу, за поход в магазин. Она не бесплатно эту услугу получает. Вот эта вот категория, она также по закону делится, ниже прожиточного минимума должна обслуживать бесплатно. Которые вот прямо граница, там рублей на 500 рублей больше получилось у них доходы. И 30 рублей, да, доходы. И все, она получается уже платится. Вот. То есть, смотрите, есть категория людей, которые эту услугу могут получить бесплатно, а есть категория людей, которые должны заплатить за эту услугу. И мы понимаем, что чаще всего мы, как организация, которая работает с социально незащищенными слоями населения, мы конкурируем с государственными учреждениями за тех клиентов, которые бесплатно получают наши услуги, потому что им выгоднее получать услуги у нас, да, там, или у государственной организации, чем самому ходить в магазин, если они могут бесплатно получить услугу. А вот человек, который уже чуть больше зарабатывает или там чуть больше имеет пенсию и не находится в этой зоне трудножизненной ситуации, малообеспеченного, да, он должен будет заплатить, и он точно не пойдет. Потому что, конечно, ему проще попросить соседа или набраться самому сил, с последних сил с палочкой до магазина дойти и купить эти продукты. Поэтому это очень небольшая категория получателей услуг, которые в системе социального обслуживания получают эту услугу бесплатно, и за эту небольшую категорию мы все боремся, чтобы государство нам дало возможность оказывать услуги
этой категории, а мы получали за это компенсацию. Ну а остальные люди все равно они платят. Так же, как в рынке мы услугу оказываем, так же мы оказываем эту услугу через государственные, через государственные программы. А теперь смотрим. То есть этот момент очень существенный. Поэтому, когда организация принимает решение вставать в реестр поставщиков социальных услуг, она всегда рассчитывает стоимость своих затрат и принимает решение, готова она вставать в реестр и оказывать услуги или нет. Почему? Потому что, значит, здесь мы с вами посмотрели, да? Потому что, вставая в этот реестр, то есть вы, получается, вы добровольно в него встаете, да, вы отвечаете за предоставленную информацию, то есть информация о вас доступна, прочитает, например, какой-нибудь потенциальный получатель услуг и решит, что да, вот я хочу, допустим, в пансионат «Солнышко», а не в пансионат государственный, например, посмотрел, вот, даже смог зайти на сайт, посмотрел, мне там больше нравится, мне компенсирует государство стоимость путевки, я готов там полечиться, я туда пойду, но вдруг пансионат «Солнышко» говорит о том, что у него закончились места, то есть он не может обеспечить клиентов дополнительными местами, потому что, ну все, у него резервный фонд закончился. Отказаться от оказания услуг вы не можете, если вы встали в реестр поставщиков. Скажите нам, пожалуйста, вот грамотные поставщики социальных услуг, какой формат предусмотрен государством для того, чтобы, ну, в каком виде вы можете отказаться от оказания услуги? Если вы, да. Ну вот, допустим, вы не можете эту услугу сейчас производить, у вас нет для этого ресурсов, а вы являетесь поставщиком. А у вас нет средств на оплату специалиста, вы еще не получили компенсацию. Вы можете отказаться? Что вы должны для этого сделать? Ну, еще не заявлялись, допустим, для населения, для этого, вот, поэтому сидим, получается, мы не рекламируем себя как поставщика социальных услуг среди населения, да? Они не знают, что мы в этом есть. Потому что мы не можем пока вести их брать, потому что нет просто оплаты для... Ну, то есть, а если бы к вам уже пошли потоком клиенты от Минтруда? Вот еще раз говорю, вот в этом и проблема, в том, что если вы встали в реестр поставщиков социальных услуг, к вам уже пошли клиенты от Минтруда, вы не можете им отказать. Вы должны оказать ему услугу. То есть поэтому... Клиент выбирает, да. Если вы стали поставщиком, информация о вас размещена на сайте. Да. Ну, в вашем случае Минтруда. Мы говорим о тех людях, которые являются получателями услуг этого министерства. Это не люди с улицы. Да, я до перерыва я вам показывала картинку, да, о том, что в системе социального обслуживания клиенты не так просто появляются. Это чаще всего люди информированные, которые знают о том, что у них есть такая привилегия. А если человек вышел на пенсию, у него есть, допустим, привилегия по пенсионному ходить в музеи. Вообще, ну вот смотрите, вот давайте к этому вернемся. Я вам уже сказала вначале, что все услуги, которые в системе социального обслуживания заведены, это услуги, которые предоставляются человеку по его заявлению. Вот. Есть так называемые, как правильно сказать, я не знаю, сейчас правильно сформулирую.
это такие профессионалы получения услуг социальной защиты. Это прям профессионал, это категория мамаш, например, которые без конца живут в этой соцзащите. Это разные, допустим, многодетные мамы, есть категория многодетных мам, например, которые никогда там не были. И они вообще, они не то, что не знают о том, что у них есть такие преференции, но она считает, что вот я работаю, да, у меня есть определенный достаток, у меня муж работает, есть определенный достаток. Даже если я где-то вот на грани, вот я близко к этому, да, люди считают, что как бы это немножко унизительно, например, получать какую-то социальную поддержку, потому что я сама работаю, да, и я обязана своих детей обеспечить. И муж у меня работает, и он придерживается позиции, что мы обязаны обеспечить своих детей, мы не идем к государству. Есть категория, например, потенциальных и специальных получателей услуг, таких профессиональных людей, которые умеют работать с соцзащитой, они живут в этих коридорах, они ходят во все кабинеты, и независимо от того, написано на сайте или не написано, им вообще не важно, что написано на сайте, они знают, что есть соцзащита, и там можно ходить по кабинетам, там спрашивают. То есть на самом деле волка ноги кормят. И с точки зрения информированности, если у человека есть проблема, и она сильно его тревожит, он пойдет по всем кабинетам искать информацию. Или в информационном поле на сайтах искать информацию. А орган исполнительной власти, он обязан разместить информацию у себя на сайте. И вот все вот эти картинки о том, как стать получателем, как стать поставщиком, они все есть на сайтах органов исполнительной власти. И вот, соответственно, если у человека есть потребность такая, насущная потребность, да, если мы туда не ходим, и мы нигде не ищем, значит, потребность еще не насущная. Когда она стала сильно насущная, мы начали искать информацию. Вот это вот про людей. Ну или есть вот профессионалы, которые, они всегда ищут, они всегда в поиске помощи, поддержки, преференции и так далее. То есть они всегда там. Мы с вами детей воспитываем, а они там. Так говорят, вот она родила второго ребенка для того, чтобы от государства получить поддержку. К сожалению, бывают такие мамы, да, которые именно для этого рожают второго и третьего ребенка, чтобы получить поддержку государства. Ну, будем надеяться, что не только для этого все-таки мамы рожают своих детей, и что больше тех мам, которые рожают детей, которых они любят, будут их воспитывать и вкладываться в них своей любовью. Так вот, еще раз говорю, вот то, что связано с государством, есть обязательства органов исполнительной власти, все меры поддержки, которые они оказывают населению ли, организациям ли, анонсировать на своих страницах в социальных сетях и на своих сайтах. Поэтому вся эта информация, она есть на сайте, и человек, которому информация нужна, он туда пойдет. Я рассчитываю, что вы, люди, которым информация нужна, и после нашего семинара вы зайдете на сайт Министерства труда и посмотрите, как у вас стать поставщиком социальных услуг населению, какие для этого нужны документы, и стоит ли вам это делать, учитывая те виды деятельности, которыми вы занимаетесь, и те расходы, которые вы понесете на производство услуги, и посмотрите, как государство будет компенсировать им эти затраты, потому что есть расчеты, есть тарифы, и вот это, кстати, еще одна интересная вещь, что не на всех ресурсах, не во всех регионах тарифы и их расчет представлены на информационных ресурсах. Могут быть представлены тарифы, но без расчетов. Могут быть не представлены ни тарифы, ни расчеты, например. И здесь, кстати, вы, как общественники, вы имеете право обратиться в министерство, представители организации, поставщики социальных услуг, вы можете обратиться в министерство и задать вопрос, почему на сайте не размещены тарифы или почему на сайте не размещены расчеты и обоснования этих тарифов, потому что есть же обоснования. Министерство регулярно принимает нормативные акты, в которых они обосновывают те тарифы, по которым они продают ту или иную услугу. Еще раз говорю, это стоимость, по сути, если вот мы сейчас говорим там один поход в магазин, да, а, допустим, если мы говорим о работе психолога или педагога, это час работы специалиста, и он может 100 рублей оцениваться, например. 26 рублей час работы специалиста, а если мы посчитаем, сколько коммерческая стоимость услуги работы психолога, это даже не 260 рублей, да, там тут 26, а там даже не 260, там 2600 скорее будет, чем. Вот. Поэтому здесь вы сами принимаете решение. Чаще всего
В реестр поставщиков социальных услуг встают организации, которые имеют постоянное финансирование из других источников. То есть у них есть постоянно реализующиеся проекты, у них есть коммерческие услуги, и это возможность дополнительно оплатить работу специалиста. Плюс 26 копеек к той зарплате, которую он получает у вас по другим проектам, по другим видам финансирования. Переходим. Здесь все понятно? Коллеги, если у наших друзей, которые смотрят нас в онлайне, есть вопросы, попрошу писать их в чат и модераторам нам озвучивать, если есть вопросы. Вся информация, она есть в презентации. Презентацию мы отдадим, я не буду читать. И я очень вам рекомендую, поскольку я презентацию составляла для своего региона, возможно, у вас есть другие какие-то требования, посмотреть, если вас интересует, как стать поставщиком социальных услуг, зайти на сайт Министерства труда и посмотреть этот раздел. Какие у вас требования, какой пакет документов, какая схема. Ну, схема, например, везде одинаковая, схема получения компенсации, тоже предоставление отчета, раз в квартал вы получаете компенсацию за расходы, понесенные на оплату работы специалистов. Вот. Но я хочу вам показать примеры именно социальных услуг, чтобы вы понимали, да. Вот, социально-бытовые услуги, здесь выборка организаций, это прям те, кто работает в разных регионах. Вот, пожалуйста, социально-бытовые услуги, мы с вами проговорили, что это такое. Это помощь в организации быта получателей, да, это помощь по хозяйству, это поход в магазин и так далее. А социально-правовые услуги, такое понятие тоже есть, это может быть консультирование по правовым вопросам, по земельным вопросам, по трудовым вопросам, но мы говорим как раз в чем разница между правовыми услугами и социально-правовыми. Здесь разница в категории получателей услуг. Вот, реабилитация инвалидов. Вот сейчас я вам покажу несколько разных слайдов, которые строятся на реабилитации. То есть если вот сейчас мы видим, как у наших коллег, например, да, у которых есть санаторий, есть санаторное лечение, есть оздоровление, там, возможно, какие-то услуги ЛФК, то здесь тоже самое пример профилактория в реабилитации, но есть разные методы реабилитации, да, то есть если здесь мы понимаем, что это санаторно-курортное лечение, какая-то там, то вот, например, вот сюда. Да что ж такое-то? Вот. То это тоже реабилитация, но это метод, который раньше в государственных учреждениях не применяли. Везде сейчас знают, что есть ипотерапия. Вот. Допустим, в Красноярском крае ипотерапия как услуга, как раз в системе социального обслуживания, она не вносилась в перечень услуг государственных. Но, во-первых, это вообще сложно. То есть, чтобы внести какую-то услугу, надо что-то убрать, потому что ведь на все уже надо обеспечение государственное. Поэтому, если у нас и так там 89 услуг в перечне, да, чтобы новую завести, надо что-то убрать, денег больше не стало в бюджете. Вот. Ну и надо обосновать, что именно эта услуга приносит пользу получателям. А для этого необходимо, чтобы были годы исследований, что именно эта услуга помогла получателям, там, кому-то осанку сформировать, да, у кого-то там улучшилось взаимопонимание с людьми, например, вот говорят, что ребятишки с аутизмом, например, которые занимаются с лошадьми, что как раз у них, они становятся более спокойными, уравновешенными, начинают лучше общаться в семье, например, с ними лучше коммуникация выстраивается. Люди там с нарушением опорно-двигательного аппарата, как раз у них идет усиление корсета мышечного, да, там как бы у них осанка улучшается и так далее. Но это же все доказать надо, потому что это же не медицинская процедура, и никогда ее не раньше, теперь она есть, и даже вот есть такая реабилитация. Вот, поэтому все, что связано с новыми услугами, которых раньше не было в реестре услуг государственных, в перечне государственных услуг, их надо каким-то образом вводить и доказывать их эффективность. А для этого или вы собираете доказательную базу, да, много лет услугу оказываете, ведете исследования, наблюдения и приглашаете, соответственно, внешних специалистов, которые оценку вашей деятельности осуществляют.
для того, чтобы доказательная база была. В Красноярском крае с 2014 года работает так называемый конкурс на оказание инновационных услуг, где некоммерческие организации могут попробовать себя. То есть есть разные номинации, в том числе, вот, допустим, эта услуга заводилась как проект, и в течение 3 лет собиралась доказательная база, оценка качества услуги, были разработаны стандарты этой услуги, была создана федерация Сибирского федерального округа по ипотерапии, и они не только у себя собирали доказательную базу, но и по всей федерации своей собирали доказательную базу, что услуга, что вот именно воздействие как ипотерапия несет реабилитационный эффект для получателей, разных категорий, причем получателей. Они 3 года отработали, и потом после этого они работали с нашим Министерством социальной политики для того, чтобы эта услуга зашла в перечень государственный. И, соответственно, сейчас... Если вы посмотрите, я вот смотрела внимательно реестр, например, Новосибирской области, смотрела, ну вот там вот разные услуги представлены, там Башкортостан, вот есть выборка, да, там Пермский край. То есть я посмотрела, как реабилитация вообще в этих реестрах звучит. Так сейчас появилась такой комментарий, как бы, да, ну, в общем, расшифровка, не просто реабилитация людей с инвалидностью, например, а появилась методом. И вы можете увидеть, где-то в перечне можете увидеть и методом как раз ипотерапии, методом арт-терапии, у кого-то особо продвинутых территорий метод канистерапии появился, это с собаками, да, то есть вот здесь вот можно обычную реабилитацию расширять словом методом. Она может у вас быть просто как реабилитация, например, в перечне звучать, но если у вас есть какой-то хорошо отработанный метод, и вы предлагаете, и орган исполнительной власти готов пойти вам навстречу, вы можете внести методом. Вот. Ну и у нас с вами не очень много времени. Я оставлю вам презентацию, я не буду вам рассказывать про муниципальный социальный заказ, потому что система муниципального социального заказа сейчас она строится на той законодательной базе, которая у нас существует, да, то есть на 44-м ФЗ, то есть все равно муниципальный социальный заказ у нас идет через торги, вот, но он отличается, наверное, как бы от привычных торгов для нас тем, что, во-первых, у нас во многих регионах это еще пилот, у нас, по-моему, 16 регионов вошли в пилот по муниципальному социальному заказу, в том числе и Саха-Якутия, в том числе и Красноярский край по услугам надомным, связанным с предоставлением услуг населению на дому в системе социального обслуживания, как раз мы тоже вошли. Вот. Но что здесь принципиально нового, это то, что в системе сейчас будет работать понятие о сертификате, то есть то, что раньше в ряде регионов внедрялось, что за клиентом идет сертификат с определенной суммой, то есть человек, который получает у вас услугу, вы оказываете услугу в системе социального муниципального заказа, он пришел к вам с сертификатом, за которым есть определенная сумма. Вот. То есть человек выбирает, кому ему пойти, и у него на это есть определенные деньги, которые он вам может заплатить. У нас пока активно, мне кажется, что в Якутии больше как раз вот сертификат такой, в ходу, да, вот эти вот социальные сертификаты. У нас пока социальные сертификаты в большей степени в системе образования работают, ярче, виднее. У нас есть такой сайт, называется он «Навигатор». На этом сайте «Навигатор» заявлены те организации, которые представляют услуги в системе дополнительного специального образования. Вот. И если, допустим, мама на первое собрание родительское в школу пришла, например, да, там 1-2 сентября, то классный руководитель сразу вот всех родителей знакомит с этим сайтом «Навигатор», где мы можем посмотреть, куда мы можем бесплатно отвести своего ребенка, получать дополнительные образовательные услуги. Английский язык, там, не знаю, там любой другой язык, там, какие-то навыки мастерства, научиться шить, научиться молотком работать. В общем, вот все, что в системе дополнительного образования лежит, все организации у нас есть в одном этом перечне на сайте «Навигатор». Это вообще система федеральная, то есть я думаю, что вы тоже, как родители, этим ресурсом пользуетесь. Вот. И, соответственно, у меня, как у семьи,
за мной закреплена определенная сумма. Я могу написать заявление, вот, и мой ребенок может пойти в ту или иную студию, заниматься бесплатно. Я обеспечиваю этой организации какую-то определенную сумму, которая за мной придет, если мой ребенок пойдет там заниматься. Вот. И еще один очень важный, интересный момент, который для некоммерческих организаций имеет значение. Нам с вами тяжело выходить на крупные лоты. Да? Когда идут торги, например, мы не можем, например, обеспечение показать иногда, да? Или, допустим, свою ресурсность комплексную мы большую показать не можем. Сейчас у нас есть возможность участвовать в этих торгах, вот как раз в системе социального муниципального заказа, в партнерстве с другими организациями, которые помогают, то, что мы с вами сделали сейчас, помогают усилить нашу ресурсность. Вот. То есть у нас есть с вами, сейчас мы с вами обсудили два источника. Первый источник – это наш привычный источник. Мы получаем средства, как обычно, некоммерческие организации привыкли. Мы пишем проекты, и у нас есть грантовое финансирование. Да? У многих у нас в уставах написано, что мы можем принимать членские взносы, например, да? И члены нашей организации платят членские взносы, это поддерживает нашу организацию. Кто-то из нас может принимать частные пожертвования. И, соответственно, это, как правило, благотворительные организации, да, которые могут принимать частные пожертвования. Сейчас есть такое понятие пожертвования или частные взносы на уставную деятельность. Например, любая организация некоммерческая может через Сбербанк онлайн получить, например, перевод от любого частного лица на вашу уставную деятельность. И эти средства вы можете потратить на приобретение оборудования, зарплату специалистам своим, там, обучение специалистов и так далее. То есть можно так средства привлекать. Мы можем те же самые услуги, которые мы регулярно производим в своих организациях, которые мы включаем в наши проекты, мы можем их финансировать, работу специалистов, заходя в реестр поставщиков социальных услуг. Мы можем участвовать в муниципальном социальном заказе, если мы по 44-му федеральному закону, пока еще не особо меняется ситуация, это цена-качество, да, то есть мы участвуем в торгах по определенным позициям, которые у нас сейчас, ну, как правило, вот в наших регионах это социальное обслуживание, которое у нас вот предлагает и на конкурс, на торги выносит Министерство труда в вашем случае. Вот, да. Краудфандинг, да. Мы можем, совершенно правильно, спасибо, Лене, мы можем привлекать средства от частных инвесторов, от людей, которые на краудфандинговых платформах готовы финансировать наши проекты, наши инициативы. Мы тоже это можем делать. Вот. Еще есть так называемый реестр исполнителей общественно полезных услуг. Это реестр организаций, которые получали поддержку органов исполнительной власти, получали поддержку от государства через грантовое финансирование, через субсидии, доказали качество своих проектов, качество своих услуг. И этот реестр служит таким, скорее, больше имиджевым реестром, знаком качества, да, о том, что организация действительно качественно работает в той или иной области, что у нее хорошие проекты, что были действительно результаты, проекты эффективные, результативные. И в большей степени, еще раз говорю, это имиджевая составляющая, потому что в следующий раз другое министерство, допустим, обращаясь к этому, принимая решение о том, работает эта организация или нет, оно принимает решение «да». Скорее, да, если вот, мы видим, все государство уже отметило, эта организация достойная, и с ней можно работать. Но в ряде регионов, в большинстве регионов сейчас региональные конкурсы, грантовые конкурсы субсидий добавляют своим некоммерческим организациям там 0,5, 1, 2 балла, в зависимости от того, как решает конкурсная комиссия, они добавляют к общему количеству баллов при принятии решений о грантовом финансировании или о субсидии. Вот у вас 0,5, у вас, по-моему, 1 балл добавляется в конкурс субсидий. Ну, то есть здесь вот в разном регионе это уже решение, это региональный конкурс, здесь региональная конкурсная комиссия и, соответственно, оператор
грантового конкурса принимают решения. То есть источники у нас разные, мы понимаем, что мы можем. Да? Еще есть такое понятие социальное предпринимательство. Некоммерческие организации по нашему закону, российскому, они не могут являться социальными предпринимателями, потому что по нашему российскому закону социальный предприниматель – это предприниматель. Это или индивидуальный предприниматель, или это малый, как правило, малый средний бизнес, чаще все-таки малый, чем средний. Вот, то есть это субъект предпринимательства. Но некоммерческая организация может сделать там, первый или там 0,5 шаг, да, к тому, чтобы начать заниматься предпринимательством, осваивать ту самую деятельность, приносящую доход. Мы не будем получать сами субсидии, как малые предприниматели, на наши социально-предпринимательские проекты, но мы эту деятельность можем осваивать, и сейчас, конечно, следующий шаг в развитии некоммерческих организаций – это создание разных холдингов. Большое количество таких уже серьезно работающих организаций вокруг себя создают другие юрлица, которые позволяют им работать с разными конкурсами, привлекать разные виды ресурсов, и мы видим, что у нас, допустим, есть и индивидуальные предприниматели в командах, да, то есть зарегистрирована автономная некоммерческая организация, например, рядом зарегистрирован, например, индивидуальный предприниматель, кто-то даже ООО регистрирует. А есть такие холдинги, которые объединяют автономные некоммерческие организации, благотворительные фонды и индивидуальных предпринимателей, например. В любом случае понимать, что такое социальное предпринимательство и что такое и как на этот путь вставать, с какими видами деятельности можно на этот путь вставать, вам надо. Вы должны понимать, что есть такие виды деятельности, которые строятся на самоокупаемости, но основная задача которых – это решать социальные проблемы в обществе. То есть закрывать те ниши, которые не может на сегодня закрыть государство. И если мы, допустим, говорим, что первыми социальными предпринимателями у нас были частные детские сады, то это как раз потому, что проблема устройства ребенка в государственный детский сад стояла остро достаточно, потому что мест было мало. Вот, и как раз встал вопрос о том, как развивать это направление детских садов, чтобы их становилось больше, появилось вот такое предложение создавать частные детские сады. И как раз в частных детских садах это была, наверное, первая проблема, которую они решали в отношении возможности получения лицензии или работы в отсутствии лицензии, это как раз виды деятельности. То есть они, допустим, когда берут для себя в качестве вида деятельности только присмотр и уход, исключают образовательную составляющую, им не надо получить лицензию на образовательную деятельность, например. То есть здесь тоже есть всяческие вот такие вот интересные нюансы. Так вот, если мы говорим о социально-предпринимательской деятельности, то есть мы должны понимать, что сейчас в случае НКО вы не будете получать субсидии на социально-предпринимательские проекты, но у вас есть возможность участвовать в различных акселераторах, и прокачивать свои предпринимательские навыки, да, и прокачивать свои проекты в направлении бизнес-проектов, в направлении бизнес-услуг. Вы должны понимать, что в социальном предпринимательстве всегда ставка делается на инновацию. То есть это должен быть какой-то новый прорывной проект, он должен решать социальные проблемы сообщества, должен закрывать те ниши, которые у нас пустуют. Например, один из вот таких очень простых проектов, который вот является примером социально-предпринимательского проекта, это услуга по аренде средств реабилитации. Например, ребенок пользуется коляской, да, инвалидной. Ребенок вырастает, ему нужна взрослая коляска, маленькую коляску, ну, куда родители там, могут продать, могут пристроить. Эта коляска может быть, допустим, вот в организации, которая сдает в аренду, использовать, допустим, да. Средства реабилитации, такие как, например, костыли. Сегодня человек катался на лыжах, сломал ногу, завтра, слава богу, его вылечили, он встал на ноги, и костыли ему не нужны. Он может их отдать, продать или отдать в центр, который сдает в аренду. Или такой центр может просто закупить средства реабилитации и давать людям пользоваться, если они им нужны на время. Например, действительно тот самый человек, который случайно оказался на костылях, зачем ему эти костыли,
на постоянной основе, если он может их взять, например, в аренду, попользоваться и вернуть их назад. Вот такой прокат средств реабилитации – это один из вариантов социальной услуги, которые сейчас, кстати, появились у нас в комплексных центрах, такие виды услуг. Вот. И в то же время это может стать предпринимательством, то есть вы можете это в прокат давать за определенную сумму, да, как бы, и у вас доход есть. И человеку хорошо, вы решаете эту проблему. Ему не надо покупать дорогостоящее оборудование в тот момент, когда оно ему, ну, не на всю жизнь. Вот. Соответственно, это вот такая вот инновация, например, да. Это предпринимательский подход, вы на этом зарабатываете, это самоокупаемость. То есть услуга такая, она не должна быть вам в убыток, в ущерб. Вот. И, соответственно, два еще основных момента. Это должно быть очень технологично. То есть это должна быть масштабируемость. Вы должны взять эту услугу и передать любой другой социальный предприниматель, у которого есть, это как франшиза, то есть вы можете отдать ее, она должна быть так описана, чтобы любому другому социальному предпринимателю, который работает в этой отрасли, в этом направлении, ему было понятно, что ему предлагаете, что он будет делать. И социальное воздействие, мы должны понимать, что наши новые вот эти вот бизнес-проекты, бизнес-инициативы, бизнес-услуги, они должны что-то менять. То есть прям качество людей, качество жизни людей, которые пользуются нашими услугами, в разы улучшается и имеет воздействие на их дальнейшую жизнь. Не здесь и сейчас мы дали человеку бесплатные костыли там, или там дешевые костыли, он им воспользовался. Да? Что это в будущем делает? Как в будущем на нашей территории это улучшает доступность получения тех или иных услуг для людей, которые в них нуждаются. Что мы сделали на будущее, какой мы импакт заложили в то, что будет потом. Так вот, я вам хочу показать пример и вместе с вами разобрать это все. Чтобы вы посмотрели, я несколько примеров отобрала, причем разные организации, которые, эти организации, они работают как НКО, какие-то из них работают как бизнес, но большей частью эти организации как холдинги работают. То есть там есть разные юрлица, чтобы вы для себя посмотрели. Вот смотрите, это проект, он называется «Шапка рулит». «Шапка рулит». Этот проект реализует некоммерческая организация, автономная некоммерческая организация «Рукодел» в городе Красноярске. Что проект дает? То есть получатели услуг этого проекта, или там благополучатели этого проекта, если мы как про проект будем говорить, да, это мамы, или мамы-одиночки, или мамы в многодетных семьях, которые учатся в этом проекте шить и вязать. Вот. Ну вот здесь просто вот на этом сайте написано «Шапка рулит», и там есть уютнее, например, да? Да, то есть они там учатся вязать, они там учатся шить, причем они учатся шить, например, сеты какие-то, там для себя, для дочки, там и для еще для какого-нибудь, там, для еще меньшей дочери, допустим, для всей семьи одинаковые пижамки или там одинаковые футболки, спортивные костюмы. То есть получатели услуг или там благополучатели в этом проекте – это женщины, которые пришли учиться шить или вязать. Но когда в проекте появляются хорошие мастерицы, которые умеют вязать вот такие классные креативные шапки, там появляется бизнес-составляющая. В этом холдинге есть еще и бизнес-структура, которая занимается как раз вот, в качестве сотрудников там эти мастерицы, которые классные вещи шьют, классные шапки вяжут, и эти вещи замечательно продаются. Основной клиент, конечно, у таких шапок, как вы думаете, кто? Дети, креативные родители, например. Но я вам скажу, Ирина Станиславовна, где эти шапки в основном продаются? На горнолыжных курортах, в местах всяческих туристических локаций, на летних, представьте себе, шапки продаются на летних фестивалях, понятно, дикой, музыкальные фестивали.
То есть такие вещи покупают креативные люди, молодые люди, креативные родители для своих креативных детей. И сноубордисты и лыжники очень любят в таких шапках весело спускаться с горы. Так вот, здесь получается холдинг, да, такой. Здесь есть автономная некоммерческая организация, здесь бизнес-структура есть. Здесь на старте был проект, а может быть бизнес, не знаю, кто там у них, где курица, где яйцо, но мы видим, что есть мастерицы, которые шьют и вяжут на продажу. И это получается производство товара. И есть услуга, которая пришла через проект, но которая тоже может продаваться, потому что, по сути, это там курсы кройки и шитья, да? И они тоже могут продаваться. У нас женщины ходят за деньги учиться шить. Вот такой пример. На ваш взгляд, есть здесь социальное предпринимательство? Что из социального предпринимательства в этом примере есть? Какой импакт? Какое воздействие? Ну, то есть мамочки не только шить научились, да, то есть они профессию приобрели, они зарабатывать могут, да, на этом. Вот такое воздействие, то есть рабочие места, дополнительный доход в семье, да, ну и красивая мамочка с красивой дочерью. Опять же, объединение семьи, мы говорим, да, когда у нас в едином, находимся в едином стиле, это то... Мама доченьку научила. Замечательно. Социальный предпринимательский проект. А что здесь инновационного в этом проекте? Сам товар креативный, новый, да? Что здесь еще может быть инновационного? Новая группа покупателей. То есть сам товар креативный, команда креативная, целевая, покупатели, клиенты креативные, новые, да, интересно? Микрофончик. Нам просто надо, чтобы коллеги тоже услышали, кто онлайн работает. Значит, я что хочу вам сказать. Дорогие друзья, знаете, что они делают? Они ведь еще и не просто учат каким-то компетенциям и новым навыкам, они еще находят людей, женщина пожилого возраста, 55+, извините, сказала пожилого, извините меня, новых старших, и мамочка, про которых говорила Ирина Петровна, и в чем инновация? Они, эти участники, прошедшие курс, создают свои собственные курсы, пускай маленькие мастер-классы проводят, там, кто-то обложку сделал, кто-то там из, понимаете, да? Это масштабирование или дополнительные какие-то внутри большой услуги, комплексно, я бы сказала, появляются отдельные мастер-классы, которые уже проводят ученики. И расширяется линейка самой некоммерческой организации. И эти люди, кроме того, что они получают еще и дополнительные деньги, они еще, классно же, я вот мастер-класс провожу. То есть это и реализация удовольствия такое. Так что вот это тоже инновация. Спасибо, Ирина. Вот смотрите, инновация есть, воздействие социальное есть и даже масштабирование есть. Давайте дальше. Так, это вопрос, я не вижу там, Владимир, что у нас там появилось в чате. Да? Так, вот сейчас будет два очень похожих слайда. Развивающие детский сад ясли. Ну и детский центр, да, здесь получается лицензированный образовательный детский центр. То есть если в первом возможно там присмотр и уход, да, то здесь и образовательная деятельность существует. Давайте подумаем, есть вот такие вот детские центры. В чем их социально-предпринимательская основа? В чем их инновация? Обычные дети, да. Частный. А в чем их инновационность? Возможно, какие-то методики. Видите, развивающий детский сад ясли. И здесь, прошу прощения. И здесь лицензированный образовательный центр развития детей «Совенок». И мы тоже видим прям малышковая группа, да? То есть инновационность в том, что это... Но это не просто присмотр и уход, это образовательный центр, малышковый, да, то есть мы видим, что здесь учат ребятишек маленьких,
Это образовательный центр для малышей совсем. Хорошо. В чем здесь социальное воздействие, как вы думаете? Нет, наверное. Не скажу. Вот это... Надо было тогда в онлайн зайти и посмотреть. Я думаю, что нет. Социальное воздействие в чем здесь? Когда у тебя нет полторашки, когда ты занимаешься работой, а ребенок там развивается. То есть мы понимаем, что ребенок, начиная вот с такого малышкового возраста, получает образование какое-то, да, то есть он получает какие-то навыки, то есть с ним занимается. Это развивающий детский сад, который, ну, мы говорим про раннее развитие. В чем инновация? Ну, инновация для родителей, ну, вот был государственный детский сад, а стал частный детский сад. В чем инновация? Для малышей. То есть мы можем малыша отдать и можем раньше выйти на работу. То есть государства нет такой услуги давно уже, мы ее реанимировали, эту услугу малыша отдать в ясли. А так, давайте теперь инновацию мы разобрали. Социальный эффект какой? Ребенок раньше получает какие-то социальные навыки, да? Раньше мы спокойно можем в школу его отдать, не переживая, да? Соответственно, у нас более самостоятельное поколение растет. Это длительный, более образованное, более подготовленное, более самостоятельное. Это длительный эффект. Что с точки зрения технологичности, с точки зрения масштабируемости? Это легко передать? Это может франшизой стать? Ну, это как технология, то есть это прям должно быть, вот я взяла... Ну, то есть, по сути, главное иметь команду педагогов, да, технология не сложная для специалистов. Хорошо. Вот. Меня, кстати, Ольга Анатольевна просила. Ольга Анатольевна еще здесь? Можно ее пригласить, она очень хотела услышать про этот опыт. Итак, я представляю опыт наших коллег из Хакасии. Республика Хакасия, город Саяногорск. Сейчас организация зарегистрирована еще и в Красноярском крае. Это как раз такой холдинг, сеть детских лагерей «Приключела». Чем интересен пример? Интересен холдингом, во-первых. Это автономная некоммерческая организация с образовательной лицензией. Это ИП. Вот. И, по сути, это... еще одна некоммерческая, в общем, две некоммерческие организации, которые зарегистрированы в разных субъектах федерации, то есть Республика Хакасия и Красноярский край. Поскольку это два пограничных региона, которые друг к другу постоянно ездят, вот, допустим, люди, которые проживают у нас на юге Красноярского края, они не задумываются, там, когда они выезжают, например, в Абакан на базу за продуктами, например, да, или там в кинотеатр выезжают из Минусинска, или получают где-то дополнительные услуги образования, какие-то курсы повышенной квалификации или чего-то еще в коммерческой структуре, они не задумываются о том, где они получают, в каком субъекте федерации, потому что это вот он, ты там... перешагнул, да, дорогу, ты уже в другом субъекте федерации находишься. Поэтому вот холдинг, который имеет две некоммерческие организации, которые одна из них в Красноярском крае зарегистрирована, а другая в Хакасии зарегистрирована, дает возможность привлекать средства, если мы говорим о бюджетах региональных, и из того, и из другого бюджета на одну и ту же деятельность. Ну и плюс ИПшка, которая дает возможность работать в социально-предпринимательских проектах. Ну, смотрите, организация называется по-разному. То есть организация в Абакане называется «Центр Приключела», организация, зарегистрированная в Красноярском крае, имеет похожее название, организация, которая, ИП, понятно, ИП по фамилии, как правило, создается, да, вот, и ООшка тоже имеет свое название, у всех свое название разное. Вот единственное, две организации имеют в своем названии слово «Приключела». Вот. Чем занимается структура? Это сеть детских лагерей, которые работают во все каникулы. Специфика в том, что это может быть проект, и проект может быть, допустим, на организацию соревнований, на организацию детских
выходных, на организацию походов. То есть, ну, мы понимаем, что проект он ограничен, он цикличен, замкнут, и, соответственно, здесь, в зависимости от того, какой у тебя есть ресурс, как мы сейчас с вами делали анализ ресурсов, ты можешь делать разные проекты. Здесь проекты образовательные и в большей степени спортивно-туристические, потому что за все это время, лагерю больше 20 лет, накоплен большой объем различного классного оборудования. Старт проекта начинался с лагеря под названием «Робинзон». Лагерь экстремальных видов спорта, который как раз работал на территории Красноярского края в Минусинском районе, а первый заявитель как раз организация, которая зарегистрирована в городе Саяногорск. Лагерь представляет собой 18 дней палаточной смены, большие палатки на 10 человек, в которые предусмотрены для организации детского отдыха в наших сибирских условиях. То есть там есть деревянный пол, там есть деревянный подиум, да, для того, чтобы детям было не холодно. Есть специальные настилы, дети получают индивидуальный каремат, и на въезде в лагерь ребенок еще получает свой индивидуальный спальник, который входит в стоимость путевки, с которым он уезжает. Вот. Соответственно, оборудован палаточный городок, оборудована зона столовая и кухня, где ребенок получает пятиразовое питание, причем это кухня стационарная с профессиональными поварами. То есть дети не готовят в этом лагере, как у нас, допустим, принято, да, во всех палаточных лагерях дети готовят. Там дети не готовят, есть команда поваров. Есть команда педагогов, которая включает инструкторов, которые ведут спортивные секции, и педагогов. Ну, как у нас, допустим, в обычных лагерях принято, воспитатели, вожатые, да, которые занимаются организацией работы в отрядах. Как правило, в лагере в одну смену 18 дней 100-120 детей отдыхают. В лагере работают специальные секции. Мы видим сейчас вот на картинке парусная секция, да, секция водных видов. Там есть парусные катамараны, там есть грибные катамараны, для того, чтобы дети могли заниматься, есть САПы. Вот. И следом у нас есть секция пейнтбола, или, ну, начиналась на секции пейнтбола, сейчас называется секция тактических видов. То есть там есть пейнтбол, там есть лазертаг, арчертаг, это с луками и стрелами специальными. Вот, то есть тоже как бы несколько направлений, по которым дети занимаются. Есть велосекция, секция кросс-кантри, специальные велосипеды, которые гоняют по пересеченной местности с широкой покрышкой. И есть секции более спокойные, то есть вот есть такие активные, а есть секция, называемая пресс-центр, такая журналистика, в зависимости от того, какой инструктор приезжает, специфика может быть разная. И есть секция творческая, мастерская, где в основном занимаются девочки, но на самом деле мальчики тоже любят посидеть, отдохнуть, прийти в эту секцию, сделать какие-нибудь фенечки, браслеты и так далее, в общем, что-то сделать руками. Вот, то есть вот такой набор секций. Ребенок приезжает в этот лагерь, он там, получается, образовывается, до обеда в этом лагере работают секции, после обеда работают факультативы. То есть ребенок, который не ходит на какую-то секцию, как на постоянную каждый день, а ребенок выбирает 2 секции. Он может ходить 2 секции, как в университете. Первая неделя, вторая неделя, по первому дню, по второму дню. В течение 18 дней у него получается 6 дней занятий в одной секции, 6 дней в другой секции. Сезон заканчивается презентацией результатов секции, то есть творческим отчетом, может быть, какой-то фотовыставкой, пресс-конференцией, соревнованиями, в зависимости. Но еще есть горная секция, я забыла сказать, секция, где ребята занимаются там, альпинизмом, горным туризмом и так далее. Вот. Так вот, в чем специфика? То есть здесь есть образовательная компонента, поэтому одна из организаций, которые участвуют в этом проекте, это образовательная организация с образовательной лицензией, потому что все эти секции, они несут образовательную составляющую, хотя без требования, на самом деле, на образовательную лицензию. Но мы понимаем, что такие виды деятельности могут быть как вот в виде лагеря, так и в виде обучения какого-то, например, инструкторов учить. Проводить школу вожатых, школу инструкторов организация может, потому что есть лицензия на образовательную деятельность. Вот. Дети отдыхают, оздоравливаются. У организации есть партнер, турфирма в Красноярске, которая продает путевки, потому что это тоже лицензированный вид деятельности, и
продажей путевок любая организация заниматься не может. Поэтому, если мы говорим о коммерческой составляющей этой структуры, то тут нужен партнер, который будет заниматься, туроператор. Здесь в команде есть только партнер туроператор, то есть у самой организации, независимо, что там 3 юрлица, да, там нет туроператора внутри. Вот, то есть здесь вот должен быть вот такой холдинг, чтобы такая услуга комплексная работала, такой лагерь. В течение каникул весенних, зимних и осенних работает короткий лагерь, потому что это короткие каникулы по 10 дней, а не все лето, да, тут за лето может 3 смены пройти, вот, а 10 смены короткие. Живем мы в Сибири, поэтому в зимние, весенние и осенние каникулы в нашем регионе самый востребованный такого типа лагерь – это школа сноуборда, он называется. На самом деле там есть и лыжи, и сноуборд, там не только сноуборд, но вот как-то изначально он стал называться школой сноуборда. Вот, то есть здесь получается такая специфика, что в каникулярное время собирается команда специалистов, есть как бы, базовая команда, а могут привлекаться дополнительно специалисты, которых, допустим, не хватает, и таким же образом могут возникать новые секции, например. Если вдруг появился какой-то очень заинтересованный биолог, например, и он хочет работать в лагере, и он может представить свою программу работы в лагере, его могут взять, появится новая секция, биогео какая-нибудь, да, которая будет работать в этом направлении. В общем, смысл в чем? В такой структуре должен быть точно холдинг, который сможет обеспечить или проектное финансирование, или коммерческое финансирование. В этом холдинге, соответственно, должны быть разные юрлица, и должен быть обязательно туроператор, если вы в этой истории хотите заходить на продажу путевок. Давайте разберем теперь этот пример с точки зрения социального предпринимательства. А что здесь инновационного, на ваш взгляд? Много лагерей палаточных на самом деле, это не такая уж... Много разных направлений, да, спортивно-оздоровительных. Можно попробовать все на факультативе. То есть, да, любую секцию, в которую ты не ходишь на постоянной основе, ты можешь попробовать в формате факультатива, после обеда формат факультатива. То есть вообще сама система образовательного этого формата, она интересная, она инновационная. Мне кажется, еще инновационное это то, что лагерь круглый год. Да, во все каникулы ты можешь ребенка, у нас, допустим, дети приезжают, есть дети, которые у нас приезжают во все лагеря. Нет. А зимний период, вот здесь, да, кстати, еще одна специфика. Те лагеря, которые проходит школа сноуборда, они базируются уже на готовых базах. То есть здесь договор, здесь получается база получает оплату за предоставление питания, за проживание, вот, а команда инструкторов уже работает из команды «Приключела». А летняя база, да, земля в долгосрочной аренде, по-моему, 6 гектаров, я сейчас точно не скажу, по-моему, 6 гектаров земли в этом году считали. Вот, предполагается уже строительство таких капитальных объектов, но это только пока еще в прожектах, потому что все, земля уже в долгосрочной аренде, уже можно об этом смело говорить. Но смысл в том, что вот инновация в том, что кроме того, что сам по себе летний лагерь такой интересный, да, и пока еще у нас другого такого в Сибири нет, он еще интересен тем, что команда специалистов, она держится основа, да, и вот весенние, зимние, осенние каникулы, специалисты, которые готовы работать как инструктора по лыжам, сноуборду, да, в принципе, там же не только лыжи и сноуборд, понятно, что там поменьше команда выезжает в эти маленькие каникулы, потому что это такой домашний лагерь, то есть когда выезжает команда на весенние, осенние, зимние каникулы, это там детей может быть до 30 человек, по сути, это один отряд, да, или там 1,5 отряда в понимании детского лагеря, вот, но здесь, получается, в любом случае, есть люди, которые не только катаются с детьми на горе, и как инструктор работает на горе, есть люди, которые занимаются игротехникой какой-то с ними, там, то есть есть досуговое время, когда они тренинги проводят, какие-то игры проводят, обучение какое-то проводят, не связанное, в том числе и с камерой учат работать, фотографировать, какие-то ролики снимать, и потом то же самое, что происходит на горе, можно снять, можно сделать какой-то фильм про лагерь за этот короткий 10-дневный сезон. То есть команда может вообще в течение всего года работать, там,
ты можешь, допустим, 3 каникула, в 3 каникулах в качестве инструктора по одному виду, если ты такой крутой специалист, там, да, я все умею. Здесь ты на лыжах катаешься, а летом ты там, я не знаю, в пейнтбол играешь с детьми, вот. Или, допустим, если ты профессиональный воспитатель, педагог, вожатый, ты можешь во все лагеря как вожатый ездить и также в летний как вожатый приезжать. Вот, то есть в этом есть такая, ну, сохранение команды, да, как бы такая инновация. Ну и что и дети, говорю, что есть дети, которые во все эти лагеря ездят. Допустим, один ребенок в течение года, у нас есть такие дети, которые в течение года приезжают во все лагеря. То есть он, допустим, приехал в осенний, но зимний миновал, там приехал в весенний, и потом приехал в летний. А возраст детей, изначально была нижняя планка 12 лет, верхняя 17 лет. Есть случаи, когда дети 18-летние, когда это его последний год обучения в школе, но это должен быть последний год обучения в школе. И сейчас, к сожалению, на мой взгляд, нижняя планка очень сильно опускается вниз, то есть есть 9-летние дети, а мы понимаем, что у нас дети все менее и менее подготовлены к самостоятельной жизни, а родители хотят таки отправить своих детей. Ну, мне кажется, 12 лет все-таки это оптимальный возраст, нижняя планка для таких детей. Вот, то есть мы с вами разобрали, я думаю, что достаточно, этот пример вообще мы очень разобрали подробно, да? То есть мы понимаем, что у нас есть разные возможности. Мы с вами сейчас разобрали все. Мы посмотрели, что у нас есть команды, в которых есть ресурсы. Мы посмотрели, что у нас есть разные источники финансирования, что мы можем делать все, мы можем создавать даже вокруг себя новые юрлица для того, чтобы эффективно работать. Но для того, чтобы людям было понятно то, что мы делаем, мы должны нашу услугу каким-то образом описать и каким-то образом донести до потенциального клиента. Еще у нас есть один момент, который мы с вами... про который мы с вами должны понимать, это кто услугу получает, а кто услугу покупает. Если разобраться вот на вот этом примере, кто получает эту услугу? Дети. Услугу получают дети, то есть они получают летний отдых, они приехали потусоваться, отдохнуть. Кто услугу оплачивает? Родители. Иногда бывает такая ситуация, когда мы написали проект, получили субсидию, и тогда какая трансформация случается? Кто получает услугу? Ну, наверное, все так же дети получают услугу, потому что на них лагерь рассчитан. А кто за услугу заплатил? Если мы... Государство, конечно. Поэтому у нас есть понятие заказчик, получатель и покупатель. 3 категории. Заказчиком может выступить государство, когда оно объявляет традиционно каждое лето конкурс на организацию детского отдыха. Государство объявляет такой конкурс, ему надо, чтобы появлялись, и как частные детские сады, да, государство дает субсидию, ему надо, чтобы появлялись частные детские сады. Он заказчик государства. В этой ситуации, когда заказчик государства, покупателем может выступать как государство, так и ведущий клиент. Вот смотрите, допустим, у государства есть задача, да? Государство – заказчик организации детского отдыха. Государство дает субсидию какой-то организации по конкурсу, чтобы она организовала детские лагеря. Но для организации такого лагеря никакой субсидии не хватит. Нет у государства столько денег на организацию детского отдыха, чтобы закрыть расходы. Я вам честно скажу, путевка в такой лагерь коммерческий. 120 детей проходимости ежегодно в одном сезоне. В этом году было 2,5. 3 сезона, то есть 2 полноценных сезона и 1 сезон 10-дневный. 18 дней пребывания в таком лагере в этом году стоил больше 40 тысяч путевка. Вот. Что? Кэшбэк есть, да, то есть вошли в программу кэшбэка, но смысл в том, что путевка, ну, допустим, больше 40, скажем, до 50, да, тут 50 тысяч – это все расходы, которые оптимально предприниматель несет, то есть оптимально
Не максимально, это не потолок его расходов, это оптимально. Это оплата труда сотрудников, это нормальное питание ребенка, качественное, да, калорийное, вкусное питание, разнообразное питание, чтобы были фрукты и овощи, чтобы и мясо было, и зелень, чтобы была на столе, чтобы все было. Вот, это и, соответственно, я говорю, каждый ребенок получает индивидуальный спальник, это чтобы у него была нормальная новая палатка, не протекающая, чтобы у него было оборудование, с которым он работает, да, расходные материалы, да, одна творческая мастерская сколько всего съедает, это же за один сезон, это сколько всего надо, чтобы оно же уходит, то есть ты это сделал, забрал, оно же не возвращается, ты же не распускаешь нитки каждый раз, вот. То есть получается, это оптимальная стоимость путевки, и если государство закроет часть расходов через субсидию, через кэшбэк, то покупатель, в данном случае родители, будет платить меньше. Кэшбэк у нас дает возможность на 50%, да, возврата. То есть тогда, если там путевка стоит 50 тысяч, то с кэшбэком родители будут оплачивать 25 тысяч за путевку. Итак, мы понимаем, что есть заказчик государства. Государство дает возможность кэшбэк. Оно заказывает летний отдых и дает возможность вернуть часть затрат предпринимателю на производство услуги. Родители являются покупателями, потому что они хоть за половину стоимости, но купили путевку. Дети получают услугу. Когда мы с вами описываем услугу, и когда мы с вами про услугу рассказываем, на кого должно быть рассчитано описание? У кого еще какое мнение? Вот у меня бумага закончилась. Я бы вам тут сейчас нарисовала. Давайте, может, где-нибудь там... Итак, вот в этой сложной истории, я специально этот пример не убираю, оставляю, чтобы вы видели. В этой сложной истории описание вашей услуги должно быть рассчитано на всех. Только оно будет сделано по-разному, в разных формах и для разных участников этого процесса. А для государства. У государства, скорее всего, будет какая-то специальная форма в рамках конкурса, там субсидии объявляет он, или, допустим, это какая-то там по 44-му он там торгует. Или... У него есть форма, которую вы должны будете заполнить. И в этой форме, соответственно, есть все те требования, которые вы должны будете описать. А самая сложная форма, самая подробная форма, которую я видела, это форма на нашем конкурсе инновационных услуг. Эта форма, по сути, отражает глобальное маркетинговое исследование. То есть это очень сложная форма, если вы хотите, я вам могу скинуть, посмотрите. То есть чтобы зайти на конкурс инновационных услуг у нас, вы должны сначала в течение года провести маркетинговое исследование, только потом вы сможете зайти. И эту услугу не меньше года вы должны уже каким-то образом тестировать. Хотя это конкурс инновационных услуг, но вы не зайдете, если вы как-то ее не протестировали. Потому что там очень серьезное исследование. Форма заявки – это, по сути, исследование. Вы каждый раз, каждый блок заполняете. Вот. Молодежка. Ну, суммы разные. Кстати, я вам хочу сказать про данный конкретный конкурс. Вы никогда не знаете, сколько вы получите, потому что там не написано, что одна заявка получит столько-то денег. Допустим, когда в грантовом конкурсе пишете, у вас там есть проекты до 500 тысяч финансирования, проекты до миллиона финансирования, проекты до 10 тысяч финансирования. А в этом конкурсе... Вы рассчитываете бюджет, подаете конкурсную заявку, и конкурсная комиссия, орган исполнительной власти, который является оператором этого конкурса, принимает решение, сколько вы будете получать. Но примерно вы все равно, когда вы смету составляете, считаете, сколько на производство услуги денег потребуется, вы же все равно пишете бюджет реальный. Вот. Но ограничений там нет, ну и понимания особого нет, сколько ты получишь. Это домашняя работа называется. То есть вы работаете над тем, чтобы улучшить свою услугу. Это вам идет. Вы знаете, мне кажется, я вам не раскрою секрета, если скажу, что мало кто изучает ваши конкурсные заявки, кроме конкурсной комиссии.
кажется, кроме конкурсной комиссии больше никто не читает. Иногда еще контролирующий... Если в схожей сфере, мы обязательно проверяем, кто там, блин, денег получил. Больше, ну, конечно. Иногда бывают заинтересованные люди, да, которые внимательно читают, но вот эту описанную технологию вы же отдаете ее в орган исполнительной власти на конкурс. И там конкурсная комиссия прочитала, если есть люди, заинтересованные в конкурсной комиссии, они могут, конечно, обратиться к вашей заявке, могут на вас выйти на самом деле, могут сами заинтересоваться. Да, но я думаю, это крайне редко. Мы чаще обольщаемся, что кто-то там пользуется результатами нашей деятельности. Вот, но мы должны понимать, что если мы говорим, что заказчик государство, у государства всегда есть определенная форма, в которую мы должны описать заявку. Если мы говорим, что мы должны описать услугу для покупателя, покупатель, мы выяснили, родители, что мы должны отразить в описании данной услуги, чтобы покупатель понял, о чем идет речь. Покупатель, давайте. Цена. То есть мы должны уже посчитать, сколько стоит производство услуги, а цена, она же не только наши затраты, да, мы же еще и смотрим на рынок примерно, прикидываем, чтобы как бы сильно или не продешевить, или наоборот, да, не замахнуться на Вильяма-то сильно нашего Шекспира, а потом что мы с этим делать будем? Никто не придет, не купит. Так, хорошо, цена, что еще должно быть отражено в описании? Результат. Что получает наш ребенок, когда мы с ним манипуляцию совершили, что он получит в итоге? Что еще мы должны описать? Что в условиях? Давайте расшифруем. Что в условиях? Условия. Давайте это вот сюда, это отдельно. Безопасность. Безопасность. Что еще? Специалисты, которые оказывают эту услугу. Специалисты. Что будут делать? Что будут делать? Ага, давайте условия. Напишем условия получения услуги. Вот так вот напишем. А потом про условия, про другие. Условия получения услуги. То есть что для этого надо? Да? Медосмотр пройти, справку предоставить, пакет документов собрать. То есть, вот, значит, специалисты, что они будут там делать, что с ними будут делать. Место имеет значение? Где будет место оказания. Ага, то есть там должны мы обязательно в описании включить типа ссылку на... Давайте тогда, может быть, напишем информационные каналы, и там все, да, там мы напишем, что можно увидеть на сайте. Информационные каналы. И тогда давайте мы сюда в информационные каналы напишем открытость и распространение информации про услугу. Как мы будем распространять? Что еще? Давайте подумаем, что еще у нас имеет значение. Ну, уже устали? Давайте мы... Мы сейчас должны с вами составить список того, про что мы с вами напишем, когда будем описывать нашу модельную услугу. Да. Какие пункты должны быть в стандарте или в регламенте оказания услуги, чтобы человек, который хочет купить вашу услугу, понимал,
что он у вас покупает. Какие пункты? Ну, давайте, я написала информационный канал, написала открытость, и сюда вся визуализация, весь контент, и сюда распространение информации про услугу. Вот сейчас мы с вами говорим о документе. Мы сейчас говорим о документе. Вот я взяла бумажку, и там написано. Ну, давайте напишем. Давайте напишем визуал. Я сейчас просто... Подождите. Для кого эта бумажка? Мы только что говорили. Хорошо, но с точки зрения текста, потому что когда мы получаем информацию про услугу, мы читаем, да, где будет проходить эта услуга, а кто будет эту услугу оказывать, что с нами будут делать. Понятно. Сейчас я вас прошу словами. Сейчас я написала визуал, это все вот сюда, в этот пункт. Условия расторжения контракта. Вот давайте условия получения и расторжения контракта. Или договора там. А что еще там может быть? Есть стоимость, цена. Техническое обеспечение. Техническое обеспечение имеет значение время предоставления услуги? Время. 5 минут, час, месяц, год. Периодичность. Время и периодичность. Хватит нам этой информации? Вот вы как родитель, например, вот сейчас вот этими пунктами я лагерь описала. Ну вот условия получения, это сюда все. Давайте напишем партнер. Хватит нам этой информации? Вот смотрите, что мы будем дальше с вами делать. Еще что мы здесь не сказали. По сути, все, что мы сюда с вами описали, это не просто такой алгоритм получения услуги, да? Это не просто ее описание. Все это имеет непосредственное отношение к качеству оказания нашей услуги. Почему? Смотрите, если мы говорим о техническом обеспечении, для того, чтобы услуга вот подобная оказывалась качественно, если мы заявляем, что это лагерь экстремальных видов спорта, и заявляем, что там есть парусная секция, секция тактических игр, секция кросс-кантри, горная, если у нас не будет парусных или там других водных судов, если у нас не будет горного оборудования, если у нас не будет велосипедов, мы сможем обеспечить качество работы таких секций? Ну, на словах мы же не расскажем, правильно? Как ездит велосипед? Ребенок приехал на велике кататься, ему скажут, ну вот так вот велик катается. То есть это качество, техническое оснащение. Причем не просто наличие велосипеда, а наличие велосипеда, который ездит, а не разобран. Наличие специалисты, обученные, сертифицированные специалисты, которые умеют не только на велосипеде научить кататься, но и с детьми общаться. Креативные, потому что они с ними весь сезон, кроме того, что они их на велосипедах учат кататься, они мероприятия с ними организуют, досуг им организуют. То есть вот это все, это сюда, это качество. Ребенок получает эмоции. Он не только научился кататься на велосипеде, он получил эмоции. А этот специалист не только на велике умеет кататься, он еще и на гитаре умеет играть, он еще и песни поет, он еще и в КВН играет в своей команде в университете. И все это впитывает ребенок. Это качество. То есть он... А безопасность. Есть охранник в команде. Территория огорожена, от клещей обработана. Роспотребнадзор проверил. У вас есть разрешение Роспотребнадзора на работу? У вас медицинские книжки у сотрудников есть? Они у вас ковидом не болеют? У них есть ПЦР-тест и так далее. Это безопасно, и это качество. То есть мы понимаем, что ребенок получает качественную услугу, он не только чему-то научился, у него эмоции, у него безопасная среда и безопасные сотрудники. Он вкусно кушал. Что у вас с продуктами? Чем будут кормить? Кто будет готовить? Это тоже имеет значение. Что они там будут делать? Вот описано, есть такие-то секции.
Они будут работать по такому-то принципу. Где это все будет проходить? Потрошиловский Бор у нас написано. Минусинский район, Потрошиловский Бор, детский лагерь Робинзон. Это база. Дальше, какие информационные каналы мы используем? Мы используем сайт, мы используем группу в социальных сетях, партнерские группы, используем каналы рассылки турфирмы, визуальную информацию в виде буклетов, используем, рекламную кампанию через радио в супермаркетах и так далее. Да? Вся информация о организации, предоставляющей услугу в виде лицензии, в виде устава есть на сайте. Дальше. Весь визуал есть, фотография в группе в социальных сетях, фотография в буклетах, фотографиях на сайте. Дальше. Время. Мы должны понимать, насколько ребенок едет на 18 дней, да, какие время заезда. Сколько дней, 18 дней, время заезда, время отъезда, кто их встречает, провожает на вокзале, есть ли с ними сопровождающий в поезд или в автобус и так далее. Кто партнеры, мы говорим, турфирма такая-то, которая распространяет путевки. Вот. В результате что ребенок получает? Он научился кататься на велосипеде, он отдохнул, приехал, выучил 15 песен, 18 игр, поучаствовал в соревнованиях, привез кубок победителя соревнований. Цена такая-то. Вот то, что мама должна знать. Государство предъявляет свои требования, у него есть расчет стоимости, у него есть там привязка социальные, несоциальные, механизмы реализации, в общем, куча всяких разных вещей. Что ребенок должен знать? У ребенка должен максимально быть визуальный контент, максимальный. Ребенок должен знать, что есть такие-то секции. Ребенок должен знать, что он может приехать с нуля и точно научиться кататься на велосипеде, играть в пейнтбол. Он будет, для этого не надо ничему. То есть он встанет на сноуборд, даже если он никогда не катался. То есть ребенок должен понимать, что это просто, доступно, что там будут дети такого-то возраста, что он будет жить в отряде с детьми такого-то возраста, и что туда он может приехать с друзьями. Вот та информация, которую вы должны описывать для ребенка, она должна быть максимально эмоциональной и содержательной в плане того, чем он там будет заниматься и с кем он там будет. Желательно еще, чтобы ребенок видел, если он туда уже ездил, что там будут те люди, которые с ним уже работали, это его безопасность внутреннюю обеспечивает. Вот. Это должна знать мама. Сейчас после перерыва мы с вами сделаем следующее. Вы в своих командах должны будете придумать услугу, которую вы будете оказывать, опираясь, смотрите, опираясь на те ресурсы, которые у вас есть у команды. Вы очень разные, вы работаете в разных направлениях, но вам надо придумать, что вы можете делать вместе. Вот той командой, которая сейчас, а не той организацией, которая вас ждет там за стенами этого здания. Какую услугу вы можете делать вместе? И вы должны будете эту услугу описать. Опираясь на те ресурсы, которые вы уже проанализировали, вы можете их забрать и посмотреть на них. Опираясь на вот эту примерную схему, которую мы составили вместе с вами, чтобы она была понятна не государству, чтобы она была понятна человеку, который к вам придет. Но перед тем, как мы с вами это сделаем, вот это понятно? Перед тем, как мы с вами это сделаем, Ирина Станиславовна сделает после перерыва с вами еще одну работу, которая... Не сначала опишем, а потом. Хорошо. Давайте, значит, мы это опишем, а потом Ирина Станиславовна сделает с вами работу, которая поможет вам более креативно и информативно подавать свои услуги клиентам, которые будут платить вам деньги. Сейчас мы делаем с вами перерыв. 10 минут хватит? 10 минут перерыв. Коллеги, вы тоже можете наливать чай, можете писать вопросы. Желательно, чтобы все-таки вы задавали вопросы в чате. Ну, вас было трое? Вас трое было? Вас двое. А вас было трое? Я сейчас вам напишу по порядку, что вы должны будете написать. Вы сейчас сначала должны будете договориться друг с другом, какую услугу вы будете прорабатывать. Услуга должна базироваться на ваших ресурсах. Вы не можете вот сейчас с нуля
придумать услугу, не опираясь ни на что. У вас хотя бы какие-то основания для этого должны быть, компетенции ваши, да, какая-то наличие определенного оборудования. Если у вас этого оборудования нет какого-то там, есть основной набор, а надо будет докупить что-то, тогда можно будет. От реальных ресурсов вы сейчас делаете. Сейчас коллеги у нас в первой части семинара делали работу по анализу своих ресурсов. Вы сейчас можете забрать то, что у вас было, да, посмотреть, на что вы будете опираться. И в зависимости от того, что вы как команда здесь, не как ваша организация за пределами этого здания, а как команда здесь. Вы все сейчас специалисты, вы все имеете определенные компетенции. У вас сейчас, вы там можете забрать свои плакаты с ресурсами. У вас есть ресурсы. Это музыкант, это дружба. Все. И две команды, если они у нас еще живые, два кабинета. У нас было два зала, две команды, которые сейчас будут работать. Я рекомендую нашим модераторам забрать, чтобы перед глазами у них были те ресурсы, которые наработаны были командой онлайн. Надежды, наверное. И в двух залах у нас сейчас два модератора. Я сейчас регламент такой жесткий, что вы должны будете написать и в каком порядке, напишу вот здесь и вслух проговорю для наших участников. И чуть попозже, буквально минуты через 3, мы его откроем на экране для того, чтобы люди, которые работают в зале, у нас тоже видели, что, зачем мы описываем. Итак, первое, что мы пишем, это название. Как ваша услуга называется? Сначала мы пишем название услуги. Потом мы пишем, вот если мы говорим про регламент, то в любом регламенте есть такое понятие, как цель предоставления. Для чего мы это делаем? Или мы расширяем спектр услуг, например, да, для данной клиентской группы, или мы, допустим, хотим, чтобы наша клиентская группа получила более доступную услугу в этом направлении. Допустим, если мы говорим о парикмахерской, которая была для обычных клиентов, а теперь мы делаем парикмахерскую для людей с инвалидностью, например, да, тогда мы понимаем, что мы расширяем категорию участников и делаем услугу более доступной для людей с инвалидностью, например. Вот. И значит, цель, название, цель, для чего мы это делаем. Дальше. Этот раздел называется «Содержание услуги», или у нас был вопрос, вот там, что мы конкретно делаем. Да? Я пишу «Содержание». Что делаем конкретно? Следующее. Кто услугу оказывает? Какая организация, да? Кто оказывает услугу? Я пишу поставщик. Кто услугу получает? Мы сейчас с вами не будем, наверное, говорить про заказчика и покупателя, потому что мы с вами уже предположили, да, что мы говорим сейчас, что заказчик и покупатель у нас одно и то же лицо. Вот. Поэтому мы сейчас услугу описываем как раз для покупателя. И давайте сделаем такую услугу, в которой получатель услуги и покупатель
покупатель будет одним и тем же лицом, чтобы нам было проще. Постараемся упростить ситуацию себе, да. Ну, допустим, мы уже разобрали в ситуации детского лагеря, получатель услуг – это ребенок, а покупатель – родитель, да. А в ситуации, например, Что? В ситуации, да, услуги по шитью, там конкретно клиентка, которая пришла научиться шить или там научиться вязать, она же и заплатила за то, чтобы ее тому научили. Давайте вот такую услугу сделаем, чтобы нам не разводить, чтобы нам было проще. Вот, следующий момент, который вы должны будете написать, требования. Требования. Помещение. Оборудование. Специалисты. Лицензии. Все, что необходимо. Да. Время. Ну, место – это помещение, да, где мы проводим. Давайте я еще напишу. Если место – это не помещение, как в случае лагеря, это территория, да, тогда мы пишем место. Итак, требования. Помещение, оборудование, специалисты, лицензия, время. Время – это и периодичность, и время на оказание одной услуги. Так, дальше, что у нас там еще было? Можете дописать, если он у вас реально есть. Конечно. Информация. Информация. Каналы распространения информации об услуге. Сейчас я. Каналы, где это будет? В социальных сетях, на сайте, визуальная информация, стрелки по направлению к вашему офису, реклама в 2GIS, реклама на телевидении, в Яндексе, да. И открытость, то есть доступность информации о вас, не только про услугу, но о вас как организации, доступность, открытость. Где и какую информацию о себе вы раскрываете? Так. И мы с вами сделаем раздел «Качество». Послушайте, пожалуйста, внимательно, особенно коллеги, которые онлайн работают. В разделе «Качество» вы должны будете написать, чем обеспечивается качество оказания вашей услуги. Оно может обеспечиваться разработанными технологиями, образовательными программами, опытом вашей работы, опытом и лицензиями специалистов. Оно может обеспечиваться в том числе, то есть здесь я пишу, качество может обеспечиваться компетентностью специалистов, вашим опытом, технологичностью. То есть здесь можете про технологии написать, которые вы используете в своей работе. И сюда же вы напишите про безопасность. Безопасность,
а также о возможности получения вашей услуги категориями специальных получателей, то есть люди с ОВЗ, например, доступность, да? Доступность для людей с ОВЗ. Есть у вас возможность людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением зрения получать вашу услугу. Вот, это будет в качестве. Итак, чем вы обеспечиваете? Еще раз, компетенции специалистов, опыт вашей организации, ваших специалистов, какими-то технологиями, у вас обеспечена, чем обеспечена ваша безопасность, чем обеспечена возможность получения услуг клиентам с ОВЗ. Вот, посмотрите, пожалуйста, все ли я написала. Результат. Не написала я результат. Что в результате получает ваш клиент? Итак, еще раз читаю алгоритм для наших коллег, которые работают с нами онлайн. Видно ли вот эту доску участникам, которые работают дистанционно? Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, видно ли вам то, что написано у нас на доске. Название услуги, цель, содержание, что мы делаем для нашего клиента, кто услугу предоставляет, на кого она рассчитана, кто ее будет получать, какие требования к ее оказанию, помещение или место оказания. Сюда же мы в помещении и метраж, и освещенность, и звукоизоляцию, если она нужна, какое оборудование необходимо для того, чтобы мы эту услугу оказали, какие специалисты нам нужны, есть ли у нас специальные лицензии или нужны ли нам специальные лицензии на оказание этой услуги, какие каналы распространения информации мы используем для позиционирования и продвижения нашей услуги, где, на каких источниках мы выкладываем информацию о себе, как о поставщике услуги, и информацию о нашей услуге, насколько мы открыты и доступны, чем обеспечивается качество. Компетенции специалистов, опыт организации, опыт специалистов, технологии, безопасность, доступ людям с ОВЗ. И в результате, что получает клиент, с чем он уходит. У вас есть 15 минут на эту работу, коллеги. А мы потом же к ней вернемся, когда сделаем оффер. Они сейчас это опишут, а потом сделают оффер, поэтому я думаю, что они Да. Давай общую потом, да. Они просто, получается, к этой работе дважды подойдут. Они сейчас это сделают, потом оффер доработают еще. Да, к этому. Итак, мы с вами к этой работе вернемся потом еще один раз. Я могу тебе уже слово передать? 2 раза мы будем делать эту работу, поэтому сейчас мы описываем по регламенту и потом доработаем. Я рекомендую вам сразу подумать над названием, чтобы в названии отражалась специфика вашей услуги, чтобы людям было понятно, что это такое конкретно, что они будут у вас делать. В некоммерческом секторе. Собственно говоря, этим и живу, обожаю свою работу. И сегодня поделюсь с вами несколькими секретами того, как можно работать с услугой и с ее описанием. Ирина Петровна до меня провела невероятную работу. Это все, что она знает и умеет. Задавайте ей вопросы, не забудьте, если еще будет один кофе-пауза, она будет рядом с вами, потому что про законодательные акты, про
и то, как взаимодействовать с государством в этом смысле, вот она в этом смысле богиня, а я просто медиафея. Я про то, как рассказывать, про услугу, как ее упаковать. Понимаете, какую коробочку положить услугу коллеги. Вот я про это сейчас буду рассказывать. Какой бантик завязать, на какую полку положить, чтобы взяли те, кому нужна ваша услуга. Да? Мы будем говорить про это. И в ответ на вопросы коллег из зала, когда мы говорили про визуалку или про слова, помните, начнем с того, что, ну как в той Библии написано, значит, вначале было слово. Все-таки мысль превращается сначала в слово у большинства людей. Конечно, хорошо было бы сразу и рисовать, и петь про это можно, и станцевать услугу. Скажите же, да? Но мы начинаем всегда со слова, поэтому так много времени мы обращаем, много времени не тратим, а именно инвестируем в слова описания услуги. Потратьте на это как можно больше времени, тогда вы поймете, как просто и легко вы сможете упаковывать свою услугу, предлагать ее клиентам, покупателям, и как она будет у вас на расхват разрываться. Все, про упаковку говорим, да? Ну, собственно говоря, дорогие друзья, упаковка начинается с названия услуги. Написали название услуги на листочке? Прекрасно. Вы написали на листочке название своей услуги? Прекрасно. Вы написали название услуги? Ага, пока нет. А вы написали? Давайте про вашу. Как называется? Ну, давайте тогда пока про вас не говорю. Давайте чуть позже. Итак, дорогие друзья, внимание. Итак, первый контакт, как говорят в маркетинге, первое касание покупателя потенциального. Он еще не знает, что он хочет купить, например, вашу услугу. Но первое касание – это с названия, дорогие друзья. Вот что бы ни говорили. Если название зацепило, он идет дальше, читает, смотрит картинки, заглядывает в отзывы и так далее. Не зацепило, до свидания, не сработали. Это рынок. Мы в рынке. Итак, название первое. Мосты. Помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью. Итак, спасибо. Скажите, пожалуйста, вам понятно, что за услуга будет? Ну, о чем? Что за услуга? Кому предоставляется услуга под названием «Мосты»? Помощь в трудоустройстве... вы поправите? Какую хотите? Свою? Итак, помощь в трудоустройстве людям с инвалидностью. Понятна целевая группа? Ну, то есть кто? Кому нужна? Понятно, здесь вопросов нет. Помощь в трудоустройстве. Все ли понятно? Каждое слово понятно. Что такое помощь, понятно. И что такое трудоустройство, тоже понятно. Вопросов не возникнет. То есть если вы, либо ваши близкие являются людьми с особенностями развития, ну в данном случае там, приобретенными, врожденными, вы точно будете знать, к кому обратиться за помощью в трудоустройстве, если такая потребность есть. Верно? Вот, вопрос теперь к тому, что Ирина Петровна называет брендом, да, ну это как бы, это, ну, название, такое яркое название услуги. Почему мосты? Почему не мост, а именно мосты? Вот у меня возникает всегда такая, нужное вообще это слово? Оно говорящее, оно цепляющее, оно про что? Почему мосты? Кого-то скинул, мост, естественно, и много таких мостов. Ну вот просто, когда мы говорим, что слово важно и название важно, здесь важно разобрать, анатомировать каждую фразу. И в данном случае мосты – это некий образ, правильно понимаю, который должен возникнуть в голове, в мыслях там людей, в глазах вот это вот нарисоваться. И то, о чем мы говорили, опять же, про визуализацию. И, видимо, где-то там, в каком-то графическом элементе у вас эти мосты появятся. Да? Обязательно, но если вы про это говорите. Итак, мосты мы понимаем, что от одного берега на другой перейти. Верно? Круто. Может быть, можно еще поработать, но принимается, и мы видим, что есть образ, и есть здесь четкая структура. Понятно кому, понятно зачем, в каком случае к вам обращаться. Угу, просыпаемся.
Давайте дальше. Давайте поаплодируем. Круто. Спасибо большое. Внимание. Название. Название. Музыка добра. Организация концертных мероприятий для пожилых людей и инвалидов. Вот смотрите, помните, когда Ирина Петровна, пока не комментируем, ничего не говорим, помните, Ирина Петровна несколько раз говорила, и она говорила, это важно, 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 и я смотрела, никто ничего не записал, а вот сейчас появляется история. Она говорила, вот когда мы пишем организация мероприятий, чего-нибудь, это что? Это направление деятельности вашей организации, понимаете? Вы этим занимаетесь. Это направление деятельности. Музыка добра – это тот самый бренд, про который говорила Ирина Петровна. Но это название, красивый образ, который должен создаваться. Так же, как и мосты, понимаете, да? А чего там будет-то внутри в этой музыке добра? Услуга-то какая? Потому что организация чего бы то ни было – это не услуга, а направление деятельности. Услышали? Скажите, понятна разница? И понимаете, в чем дело? На самом-то деле, вот то, что вы сейчас написали, организация, она, конечно, зайдет в какой-нибудь, в реестре, будет такое направление? Как реестр, как социальная услуга для какого-то министерства и ведомства, вполне себе текст подойдет. Но для, как помните, опять же Ирина Петровна сказала, кто у нас получатель и покупатель? Ну, если у вас государство будет покупать? Государство будет покупать? Кто покупатель? Покупатель кто? Так. Кто покупатель? Родители каких-то детей? Пожилых людей и инвалидов. Так, хорошо, неважно, сколько вас было. Итак, вы хотите организовать какой-то концерт и продать его как услугу для пожилых людей. Например, стоп, не про пушкинскую карту, нет, подождите, многоточие ставим чуть позже. Вот я и говорила вам, Ирина Петровна, что сейчас с этим надо разобраться. Угу. Так, не поняла. Мы тоже не поняли. Я еще раз хочу спрашивать. Я поняла. Прекрасно. Еще раз. Прекрасно. Итак, внимание, да, еще раз. Организация досуга – это тоже направление деятельности. Давайте конкретно, вот конкретно внутри этого досуга у вас, например, будет цикл концертов для пенсионеров, живущих, я не знаю, там в пансионатах, без родных, без попечения, ну, например. Может быть такая услуга? Хосписов, совершенно верно. Может быть такая услуга? Но вы же делаете это. У вас тут добровольцы, которые будут танцевать и плясать, коллеги, внимание. У вас здесь ваши концертные навыки, у вас здесь оркестр. Я спрашивала, сколько у вас этих инструментов, сказали, дофига. Правильно? Все складывается. И вот вы, собственно говоря, организуете цикл, например, концертов к 9 мая или, не знаю, к 8 марта. Стоп. А смотрите, почему вы вот спорите со мной? Стоп, стоп. Понимаете, в чем дело? Я точно знаю, что я говорю. Вот вы сейчас услышите меня, мне ничего не надо доказывать. Еще раз, вы услышите разницу, и вы тогда четко поймете. Вы же поняли, что музыка добра – это классное название, да, которое нужно расшифровать. С этим согласны вы, верно? Дальше. Вы согласны с тем, что организация концертных мероприятий или организация досуга для людей-инвалидов – это направление деятельности? Согласны? И внутри может быть и концерты, и костры, и там для пионеров, рожденных в СССР. Ну, правда же?
много всего может быть. Вы выбираете одно направление, одно событие, которое упаковываете в системную услугу. Давайте. Например. Угу. Да прекрасно. Давай. Вы слышите, коллеги, да? Пионеров, пенсионеров, да. Это проект. Одна услуга – это обучение, причем школа игры на музыкальных инструментах таком-то. Прекрасно, тогда у вас обучение. Все, разобрались, понимаете, неважно, кто куда ушел. Ага, да. Все, мы выбрали с вами. Коллеги, послушайте, пожалуйста, почему так важно докопаться до истины, до зерна, понимаете, да? Разницу понять между просто названием красивым, между направлением деятельности и понятной услугой, которая оказывается. Угу. Здесь разобрались уже? Поехали дальше. Название. Конкретно на каком музыкальном инструменте? Значит, это не просто обучение, потому что обучение игры на музыкальном инструменте – это не услуга, это направление деятельности, это какой-то школы вашей. А здесь вы должны четко написать обучение, курс обучения, курс какой-то, который потом будет состоять время, да, у вас, помните, из каких-то уроков, там их столько-то будет. Курс обучения на игре на каком-то конкретном инструменте. Вот это будет услуга. Угу, потому что всему вы же не будете учить всех подряд. Почему? Нет, всех, я имею в виду всех подряд, всем музыкальным инструментам. А у вас есть такая, значит, слушайте, уникальная услуга. Слушайте, ну упакуйте сейчас, у вас будет время, давайте попробуем. Уникальная услуга. Обучись, человек-оркестр. О, круто, аплодирую. Человек-оркестр, давайте аплодируем. Название, уже говорящее, как мосты, согласны? Курс называется, или школа, человек-оркестр. Научу играть на всем. Научу играть на всем, понимаете? Я уже к аферу перешла. Чувствуете, да? Ну, опять это... Решите сами, кого вот вам будет... Научу играть на всех на всем. Научу играть всех на всем, правильно? Кроме нервов. На нервах не играем. Совершенно верно. Вот про это идет речь, что услуга, спасибо огромное, услуга, потому что, смотрите, нормотипичная одна история, плохо слышащие или вообще слепоглухонемые там что-то тоже делают, это же совершенно другая история. Инклюзивная история тоже другая. Ну вот про это идет речь сейчас, и вот мы наконец добрались уже до сути, да? В принципе. Спасибо за активное участие, коллеги. Круто.
сам себе оркестр или что там, человек-оркестр, прямо надо это, и потом шоколадкой не обойдетесь. Крутая и услуга может быть, прям очень крутая. Коллеги, обратите внимание, как классно. Значит, у нас здесь появляется услуга, которая еще не вербализирована, ну, то есть не высказана словами пока. Это услуга вот этой прекрасной дамы юной по креативу, собственно говоря. Я уже понимаю, что она может себе такой прайсик составить, креативлю для всех обо всем. В общем, про это. Давайте следующее. Значит, внимание, следующее название. Марафон. Ясно? Понятно. Кавычки закрываются. Ну-ка. Ну-ка. Когда я слушала вас, мне было точно понятно, что марафон – это классная услуга. Ну, в смысле, как формат услуги, вы правы, он модный, трендовый, он имеет начало, финал, ограниченный, там есть какая-то стрим какой-то, какая-то интерактив. Скажите, вам понятно, про что они хотели делать услугу? Марафон. Ясно, точно, понятно. Ну, типа, вам понятно? И не ясно, и непонятно. Итак, скажите, пожалуйста, что за услуга могла бы быть? Как бы вы ее расшифровали? Да, занятие по профориентации? Нет, а что говорите? Где? Ну, я попросила название. Значит, если из красивых... Вот смотрите, вот мосты, ну как бы, ага, марафон, ясно, понятно, круто, а что там дальше-то? Рассказываем старшеклассникам о их возможностях. Итак, в услугу, как это положить? Это что, профориентация или про саморазвитие, или про то, как жить в этом мире, лекции психологов? Так это... Получается, что марафон, когда, да, то есть там есть разные специалисты. То есть заходит, грубо говоря, группа старшеклассников от 14 до 18 лет, те, которые, например, сейчас стараются как-то самоопределиться в жизни. То есть с ними, например, у них есть специалист-психолог, который помогает... Стоп, достаточно, потому что это опять наше НКОшное многословие. Мы начинаем наворачивать. Все уже сказали. Это значит марафон по самоопределению для девушек и юношей или подростков и молодежи. Правильно, про это? Марафон по самоопределению. Согласны? Это пока достаточно. Скажите, если мы так скажем с вами по самоопределению, потому что это же не психологически, она же не сказала, что там еще много других, да, будет? Ну, плюс не очень понятно. Что такое о, боже мой. У Ирина Петровна, ну это... Не, ну если такая будет запрос на такую услугу, наверное, они тоже смогут предоставить. Ну, то есть... В общем, дорогие друзья, мы можем поставить многоточие, но скажите, вам понятен вектор нашего рассуждения? Мы сейчас не допилим, мы сейчас не допилим, у вас будет время. Да, сомнения Ирины Петровны в смысле того, что она опасается, что, я так понимаю, к вам будут заявки от родителей по поводу помочь их детям определиться с половыми признаками. Ты про это сейчас говорила, Ирина Петровна? Ну, вот, поэтому мы же в нашей стране живем. В общем, но тем не менее, может быть такое тоже какие-то тонкие, опасные, деликатные темы, коллеги, и слова тоже бывают, да. Поэтому спасибо Ирине Петровне за вот это сомнительные, ну, в смысле, за ее сомнения, но вам понятно, да, что нужно сделать? Ну, это да, но в названии это точно не должно быть, да. То есть, если вас будет смущать и вашу целевую группу, и к заказчиков, и клиентов, то, конечно... Ну, то есть добавить. Это... Тоже, да, такое наше слово, нашего... Но они сами будут платить или родители должны платить?
Очень коротко. Формат, ну, формат вот здесь уже указан в названии, да, если в мостах. Слышите меня? Слышите меня? Формат услуги очень важен. В мостах формата услуги нет. Он там внутри, ну, внутри описания, да, текста. У вас тоже. У них марафон уже услуга. Формат есть, название есть. Нужно очень коротко содержание, понятно целевой группе. Кое-какие наброски у нас уже появились, верно? Угу. Дорогие друзья, если у нас вопросы по работе со смыслами и текстами названия услуги, если есть, мы готовы ответить. Если нет, двигаемся дальше. Давайте. Ваши? Давай. Давай, говори. А вот... Не, садимся, мне не надо ничего. Чтобы пообсуждать, ничего не надо открывать. Сейчас... Давайте выслушаем. Значит, не надо выступать, внимание, выступать не надо, надо сказать название только. Название «Мама, папа, я рядом». Так, мама, папа, я рядом. Итак, можно, да, тоже сейчас Бабу-Ягу включу, коллеги, включаю режим Баба-Яга против. Значит, вот это вот наше с вами НКОшное, при всем уважении к нашему труду, потребность назвать, мы называем так проекты, ну согласитесь? То есть мы называем так проекты. И услугу пытаемся точно так же назвать. И чё? Мама, папа, я и рядом. И что дальше-то? Про что это? Что это? Семейный лагерь? Я сегодня недаром обращалась целый день к Светлане. И к ее примеру. Когда вы приходите в парикмахерскую, а там в перечне услуг написано «Мама, папа, я рядом». Что это такое? Семейная стрижка. Понимаете, понимаете, услуга да? Это то, что вы получаете. Это результат, по сути, того, что вы получаете. Вы коротко можете сказать, что они получат? Какую услугу они получат? Как именно вот правильно ухаживать за родственником, который вместе с ними проживает. Академия ухода у нас в Красноярске. Внимание, рассказываю, у нас в Красноярске есть такая школа, Академия ухода называется, которая предоставляет услугу обучения семьи родственников тяжелобольных лежачих пациентов. Вот, обучение навыкам обслуживания тяжелобольных родственников, неважно, старших. Как назвать-то его тогда? Что все поняли? Академия ухода, школа ухода. Школа это опять же, это название. Школа ухода или Академия ухода. А услуга – это обучение родственников уходу за тяжело больными родственниками. Совершенно верно. Смотрите, обучение, коллеги, это значит, вы их чему-то будете учить, передавать им какие-то навыки. А, например, у вас может быть еще услуга дополнительного сопровождения. Ну, типа, помните, я докапывалась до кого? Ванна у вас есть? Ну, ушли, да, люди? Ванна переносная привезти. То есть, если у вас это есть, то у вас там будет обучение и сопровождение. Может же быть? Это может быть одна услуга обучения, Академия ухода. Они пришли, вы им все показали. Да? Вторая услуга в этой же линейке, в этой же академии или школе ухода называется сопровождение, мытье там. Понимаете? Да. Тогда становится понятно. Даже сопровождение. Психологическое сопровождение. Вот я прошу, дайте, пожалуйста, мне специалиста, который с моей мамой будет кроссворды разгадывать. Мне непонятно, что такое вот то, что вы сказали. А когда мне услуга по интеллектуальным играм со взрослыми, играем в кроссворды с вашими родителями, понимаете? Вы слышите, да? Все понятно, все сказано нормальным человеческим языком. И эта услуга понятная, она уже может заинтересовать. И дальше мы переходим, спасибо, что вы со мной поговорили. Понятно, куда двигаться? Классно. Давайте. И теперь мы переходим к следующему очень важному элементу. Итак, мы поговорили о названии услуги, понятное, доступное. А сейчас мы переходим с вами к такому понятию, это мы сейчас про упаковку говорим, и сегодня мы только поговорим про название и про оффер. Оффер. Знаете ли вы, что это такое? Кто знает? Да, оффер. Оффер. Как коммерческое короткое предложение, которое цепляет и, собственно говоря, это тоже чаще всего текст.
Может быть, есть визуал, может быть, нет. И, дорогие друзья, это наше все. Вот если вы придумаете сегодня, и мы с Ириной Петровной такую задачу перед собой ставим, хочется, чтобы вы придумали сейчас под ваши модельные услуги, оферы, да, аферы, у себя, когда вы будете свои уже, вы поймете, как это делать. Существует масса тренингов, мастер-классов в интернете, наверное, слышали, видели. Я ничего повторять не буду, вы все прочитаете. Мы сейчас вам даем нашу авторскую методику. Инструмент. Серьезно. Садитесь, будем писать. Не рассиживайтесь. Называется он «7 волшебных слов». Это совершенно уникальный, коллеги, инструмент. Здесь действительно будут 7 слов, зная которые и работая с которыми, вы точно сможете кому-то что-то продать. Ну, да, это прям вот прям касание второе, да, с Софьей, будет очень крутое. Итак, дорогие друзья, я, понятно, буду сейчас некоторые вещи делать не совершенно уникальные, но нужно их напомнить. Вы же помните, да, что мы с вами не товар продаем, а что делаем? И не услугу, а ценности, да, а ценности у нас, это абсолютно верно. Собственно говоря, сюда думала, что вы чуть позже скажете, да? Ценности. Так вот, дорогие друзья, есть 3 слова, сначала с 3 слов начнем, по которым люди что-то делают, покупают, приобретают, получают услуги и так далее. Это боль, проблема, иначе в нашем социальном проектировании, у коммерсов это называется, и буржуев боль. Дальше. Слышно меня, коллеги? Вам не видно, наверное, боль. Следующее. Ну, у человека ничего не болит, нет невероятной, значит, проблемы серьезной, но есть потребность. Знаете, чистить зубы потребность, это же не боль, да, хотя, ну, если не чистить, может быть боль, а? Ну, тем не менее, потребность, да, потребность, как, конечно, привычка. Итак, потребность, дорогие друзья. Разницу чувствуете между болью и потребностью? Угу. Но сейчас же говорят, вообще камильфо употреблять типа боли, проблемы. Говорят, нужно писать Вообще. Ситуация. Ситуация. Вот знаете, еще раз, абсолютно согласна, кто-то что-то не придумывает. Можно говорить все, что угодно. Ситуация, в которую попал человек. Ну, то, типа, вы не говорите слово «проблема» и «боль», и тогда, ну, ситуация будет другой. Давайте честно говорить, потому что мы ничего не продадим, если мы про это думать не будем. Мы не говорим «у тебя что болит?». Мы про это не говорим, говорим, боль слова не используем, но мы же пользуемся им. Давайте будем принимать, ладно? Не камильфо, для нас будет камильфо. Значит, мы пишем с вами боль, потребность. Ну и, собственно говоря, самое прекрасное, что может быть, это мечты и желания. Ну, согласитесь? Мечты или желания. Я вот люблю мечты про больше. Ну, понятно, что тоже разное, там, семантические, они чуть-чуть разные оттенки у слов, но тем не менее. Мечта, желание. Понятно, да, эмоциональная история. Вот смотрите. И вот вы спросите, все, на самом деле все. Вот 3 слова, которые, по большому счету, приводят человека к первой покупке чаще всего. Вот что бы мы дальше не придумывали. Или есть проблема, боль, которую хочется уменьшить, проблему решить, человек приходит. Мама не спит, потому что, давайте прям простые, тоже не из НКО примеры, простые. Мама не спит, потому что ребенок плачет, потому что нету подгузника свежего, понимаете, да? Ну, то есть мокрая попа, боль, она не спит, он не спит, зудит у него там все. Это боль реальная. Так мы просто купим, предложим подгузник, понимаем, да? Это боль. С проблемами вы все сталкиваетесь в своих целевых групп, мы про это больше не говорим. Потребность. Мы говорили уже про почистить зубы, поесть вкусно, потому что, ну, это потребность, да. А вот про путешествие. У кого-то потребность путешествия, да, тоже, кстати. Вот. Итак, потребности очень простые, но хочу вам сказать, дорогие друзья, вот если вы определите потребность своего клиента, потому что очень часто про боль и проблему люди не любят говорить или не говорят. Про мечты, свои желания сокровенные тоже не очень-то сильно. А вот если вы найдете потребность как ценность уникальную, вы точно поймаете этого человека. Он будет ваш. Итак, потребности и мечты. Мечты – это что?
ну, про путешествия. У кого-то потребность путешествовать, а у кого-то все-таки, как у перелетных птиц. А у людей все-таки это мечта, да, чаще всего, очень часто. Приключения, путешествия, эмоции, впечатления – это все вот здесь. Угу. Итак, вот раз, два, три. Что? Что? Ну, безусловно, кто-то мечтаешь о доме, покупая, бери ипотеку. Господи, или не бери ипотеку. Ну, в общем, дорогие друзья, итак, вот, собственно говоря, вот 3 слова. Вы сейчас поймете, почему так важно про них поговорить. Дальше двинемся. Дальше. Еще 3 слова. У нас же 7, как мы договорились. Еще 3 слова – это те слова, которые, собственно говоря, либо приводят к вам клиентов во второй раз. В первый раз вот так, а второй раз только по 3 словам. Значит, важно, ну или актуально это. Важно, полезно, интересно. Это может быть все 6 слов, все 6 основных ценностей могут быть. Может быть 2-3 основных. Триггеры же знаете, да? Коллеги, вот просто напишите себе и помните, что бы вы ни делали, вы предлагаете это через эти 6 слов. Я имею в виду по отношению к клиентам, по отношению к вашей услуге. И вот они 6. И вот она 7-я ценность уникальная. Это тоже слово. Одна уникальная ценность, которая у вас здесь будет. В «Коммерсанты» говорят в маркетинге уникальное торговое предложение. Да, знаете, изюминка там, только моя ниша, некоторые говорят. Понимаете, да, что есть у меня такого, чего нет ни у кого другого. Самая главная ценность. Я не могу здесь написать. Одна главная. Уникальная, отличающая вашу услугу, ваш набор услуг от любых других. Угу. Это вам поможет, дорогие друзья, вот эти 7 слов, 6 из которых нам известны, а 7 – это секретное слово волшебное, которое вы сами себе должны найти. Оно поможет вам привлечь внимание и удержать внимание вашего клиента. Привлечь внимание, заинтриговать его, довести его до покупки, купить и вернуть его к себе. Мы сейчас прям говорим про то, что мы находимся в рынке. Скажите, эти же слова можно запомнить? Ну или написать на листочке где-нибудь в ежедневнике? Угу. Несложно. Так вот, этот инструмент, дорогие друзья, может быть у вас всегда под рукой, и через какое-то время мы к нему вернемся, потому что сейчас наступает время игры. Пускай это здесь будет. Игра называется, дорогие друзья, где она у нас? Секунду. Угу. Итак, дорогие друзья, наша игра называется «Мы продаем совсем не то, что они покупают». Внимание, представляем, что услугу мы с вами продаем, правильно? Ну, мы сейчас уже про это говорим, да, про продажи. Итак, мы с вами продаем совсем не то, что покупают люди, очень часто. И наоборот, они покупают не то, что мы продаем. Игра с картинками, высокоинтеллектуальная. Внимание. Картинки. Итак, нет, гораздо сложнее. Гораздо интеллектуальнее. Да-да. Угу. Ну, немножко совсем, да, но придется, да. Все, опять же, все начинается со смыслов и слов, дорогие друзья. Итак, вам сейчас придется, можно я пока оставлю здесь у вас, выбрать пока по одной картинке. И пока не поднимать их и не показывать никому. То есть оставляйте... Ой, что-то не то прям. Угу. Не оставляйте, пожалуйста, рубашками вверх. Угу, выбирайте. Быстро-быстро. Самим потом посмотрите, чтобы никто не видел. Ирина Петровна, играете? Угу. Коллеги, бегом. Выбираем, чтобы никто не видел. Угу. Ну, пока не смотрите. Выбираем. Одну пока. Нельзя это уже теперь.
К сожалению, да. Давайте. Все, положили. Так, все. Итак, у вас есть по одной карточке. На этой карточке изображен предмет, который вы, как вам кажется, продаете. Предмет, вещь, создание. Живое, я имею в виду. Мы их тоже продаем. Итак, у вас в руках что-то, что вы продаете. И называется оно так, как вы, в принципе, его продаете. Игра состоит в следующем. По порядку сейчас будем друг другу задавать вопрос. Итак, вы говорите, значит, внимание, вы говорите, что вы продаете, называя этот предмет. Вы говорите, что вы покупаете, когда приобретаете этот предмет. Услышали разницу? Какую ценность вы приобретаете, покупая этот предмет? Вот сейчас кажется сложно. Коллеги, сейчас только начнем играть, вы поймете, что это ответ на многие ваши вопросы, которые вы себе задавали. Давайте слушаем. Итак, начинаем. Давайте я буду держать. Давайте я буду держать и подносить вам. Ага, поехали. Что вы продаете? Я продаю привидения. Она продает привидение. А вы что покупаете? Стоп. Кого? Слона? Подождите. Так, задание непонятно. Еще раз задаю вопрос. А? Не-не-не-не, правильно. Это первый раунд. Первый раунд. Она продает привидение. Вы покупаете у нее не привидение, а что? Что прилетела, привезла, купила привидение, запустила в дом, пришел ребенок или муж там, и что с ним произошло? Ты зачем его купила? Привидение зачем купили? Интересно страшилку кого-нибудь испугать, вот предложить, да? Я приобрела себе что-нибудь на, скоро там этот, как называется иностранный праздник, попугать? На Хэллоуин, да? Подготовилась к Хэллоуину, ну, понимаете, то есть на самом деле, понимаете, слышите, да? Разные ценности, кто-то выгнать кого-нибудь из дома, например, тещу. Надоело, гостит и гостит, купил привидение, закрыл свою боль, например, да, или, ну, понимаю, просто интересно жить хочется, поэтому приключений на пятую точку захотелось. Разный выбор. Вот у вас может быть совершенно разный выбор. Понятно, как играть? Поехали. Теперь вы продаете Ирине Петровне что? Я покупаю путешествие. Так, подождите. Она купила путешествие. Короче, хочете путешествовать, купи, продай ей слона. Так, а Ирина Петровна все-таки что покупает? Подождите, дайте Ирине. Пошла фантазия. Ирина Петровна. Кран. Подъемный кран. Ну, прекрасно. Принимается, коллеги? Понятно, да? Ну, внимание. Как кран. Ну, вы не видели, как слоны работают носчиками деревьев? Видели? Бревна таскают. Все, кран, да? Про это, да, речь? Угу. Поехали дальше, Ирина, потому что вы продаете? Да. А вы что покупаете? Слухи? Короче, оговорочка по Фрейду. Покупает... Ну, а что вы хотели сказать еще? Покупая телефон, что вы? Новости. Новости и слухи. Понимаете, да? Итак, Ирина Петровна продала телефон, а вы вот именно это купили новости оперативные, да? В том числе и слухи. А что нет, конечно. Простите, да, давайте. Угу. Все, в общем, давайте я буду поближе, передавайте. Что вы продаете? Я продаю корабль. Она продает корабль. Покажите, какой, насколько большой он. Угу. Вы что покупаете? Мечту, возможность странствовать по странам, там, по морям плавать, акул, китов видеть. Ну, в общем, свою семью. Есть такая мечта путешествовать по морям и океанам, правильно? Попадает в ценность? В круиз поехала. Так, теперь что вы?
Что вы продаете? Учителя. Она продает Кстати, ну вот мы еще много говорили, да, что у нас есть специалист, там, какой-то педагог или что-нибудь у вас. Дофига же специалисты же, которые будут обучать. Давайте, вот, она вам продает учителя, а вы что получаете? Знания, развитие. Так, то есть сразу знания. Ну да, в принципе, знания, да, какие-то компетенции, которые можно передавать другим. Правильно? Принимается? Это очень полезно, да. Но иногда это важно, например, если у него будут учителя по ЕГЭ, ну, понимаете, да, то тут добавляется еще и важность. Смотрите, вы правы абсолютно. Смотрите на эти 6 слов. Спасибо. Что вы продаете? Он продает автомобиль. А вы что покупаете? Ну, автопробег тогда. Так. Потом или... подождите, он продает? Некоторые средства передвижения. Автомобиль это не роскошь, а средство такси передвижения, открыла. как известно. Такси открыла. Купила... у нее уже есть средство передвижения, но купила еще один, чтобы отдать его под выкуп, и, ну, или открыть такси. И денежку заработала. Прекрасно. Посмотрите, что это. Боль горожан закрыли, или, например, у тебя нет своего автомобиля, хочешь быть таксистом, приходи ко мне, у меня есть лишняя машина. Это про это, да? Да? Так? Ну, то есть, если это. А если мне просто не делать нечего, мне просто интересно потусоваться, это тоже же может быть. Ну, могу сделать тюнинг. Тюнинг может, да, кстати, еще. Или второй автомобиль. А что, у меня большой дом, большой гараж, пусто, надо еще один автомобиль. Может быть такая для история? полного Счастье. А вот это уже мечта будет, понимаете? Круто? Поехали дальше. Вы что продаете? Я продаю гнома. Гнома кому? Давайте. Она вам продает гнома. Вам он зачем? Внимание. Внимание. Ну, тут на рисунке живой вроде. Неужели вы не знаете, что делает гном живой? Так, что вы покупаете? Давайте. Золото принесет. То есть вы покупаете себе золотоискателя? Золотоискателя. Кладоискателя. Золотоискателя, Ну, золотоискателя. а если это садовая скульптура? Ну, это, Это красоту. Украшение Украшение. двора. А какую цену закрываете, видите? Ну, то есть что там? Полезно мне, ну, релакс такой. Будешь сидеть и это И аниматор релаксировать. в виде гнома. Аниматор в виде гнома. Вот пошел процесс. Вот это вот, понимаете, да? Гном-аниматор. Пойдем со мной искать клады. Принимаются. Правильно, да, вот и все, пожалуйста. Сразу, да. Няня-гном. Гном-няня. Прекрасно. Принимается, да? Тут лучше великан, я бы сказала, порой. Хорошо, принимается. Что вы... Так, она продала. Все, пошел процесс. Давайте еще... Давайте дослушаем. Что вы продаете? Я продаю русалочку. Стесняюсь даже предположить. Женщина без ног сидит дома в ванной. Понимаете? Мечта ли это? Я спросила. Или боль? Коллеги, вот так вот, значит, русалочка вещь такая, сказочная. Исполняет желание, да. Ну, принято. Так, что вы продаете? Корову? Но тем не менее, он продает корову. Ну что проще, казалось бы. А что вы покупаете? Прекрасно. Долгий путь из-за того, когда, значит, завела это, подоила утром и со свеженького, про это, да, то есть возможность пить какой-то там свежий капучино из коровьего молока парного. Кстати, это уникально, мне кажется, какой-то товар даже, да, может быть? Да, прям в кафе корова стоит. Между прочим. Смотрите, время, а там на кафе написано, типа, время дойки такое-то, очередь выстраивается, и вот как свежее молоко, например, стоимость такая,
И можно, собственно говоря, там кофе добавить, цикория, если полезно, да? Ну, то есть понятно, что это фантазия, но тем не менее мы понимаем, что именно про это идет речь. И люди, которым нужен эксклюзив, не просто покупают корову для того, чтобы, ну, попить парного молока, а как бы для того, что там, ну, для чего-нибудь. Ну. И где-то там просто потребность пить молоко, а у кого-то... Совершенно это полезно и так далее. Согласитесь? Видите, да, вот в этих словах разные подходы, разные фокусы. Что вы продаете? Она продает ученого, а вы покупаете что? Она вам ученого продает. Это мужчина, женщина, ученый? Химик, видимо. Так, что вы покупаете? Покупаем статус. Статус? Да. Статус. У меня есть ученый. Итак, очень полезно или важно, да, в этом смысле иметь статус. Хотя, может быть, это мечта всей жизни. И вот, в конце концов, жизнь удалась. Вот он ученый с пробирками. И он весь мой, я его купила. Коллеги, собственно говоря, предлагаю поаплодировать друг другу. Давайте. Да. А вы уснули в этот момент. Итак, коллеги, что там седьмое слово? Какое должно быть? Это не мои слова, это уникальный для каждого. Это стандартный набор суповой, что называется, а это та изюминка, тот чили-перчик, который вы вот в этот рецепт добавляете, только ваше. Угу. Уникальное торговое предложение или ваш изюм. Угу. Понятно все, да? Дорогие друзья, ну так вот, собственно говоря, у нас, наверное, больше нет на второй круг по-другому. Или есть? Скажите, сколько времени? Сделаем еще, Ир, или нет? 4, мы же до 5 работаем. Теперь давай. Второй круг другой теперь круг, дорогие друзья. Значит, задача теперь как раз другая. Внимание. Еще более высокоинтеллектуальная игра. Значит, вы сейчас получаете карточку точно так же с тем, ну, с неким предметом, вещью, либо, как вы поняли, уже персонажем. Вы вообще никому не покупаете, не показываете, не разворачиваете, не говорите. Ваша задача сказать, что покупает человек. Не то, что вы продаете, а что он покупает, чтобы этот человек, сидящий напротив вас, догадался, да, что же вот вы хотите ему реально втюхать, почему вы его так, значит, это все называете. Задача понятная? Скажите, вам понятна задача? Берите, пожалуйста, по одному. И никому не показывайте, потому что соседи рядом могут увидеть, а что же у нас же игра. Там еще есть. Ну, старые не будем брать уже. Давайте по новым пойдем, конечно. Угу. Старые не берем. С той стороны начнем, конечно же. Угу. Всем дали? Кому не дали? Смотрим, да? Так, внимание, сейчас секретным образом смотрим то, что у вас сейчас прошло. Прошлое дайте мне, прошлое. Вот это все. Прошлое отдайте. Молодцы. Итак, вы все открыли? Давайте. Итак, задача... Я готов. Подождите, а вы готовы? Итак, еще раз условия. Вы рассказываете, что он покупает, а он говорит, что вы продаете. Ага. Ну, поехали. Внимание. Не подсказывайте, ладно? Давайте. Вы приобретаете домашнее заботу анализа, личную программу по здоровью, точно знаете, какие лекарства вам нужно принимать. Вам больше не нужно ходить в поликлинику. Вы можете лечиться на дому. Никакие заявки нигде не оставляйте. Итак, что вы покупаете? Что она продает? Что вы покупаете? Она скажет, что вы продаете? Не понял. Кто понял? Да или нет? Ну, я прямо сейчас хочу проаплодировать все-таки, потому что начало слов... Ну, плюс-минус, если все-таки задумались, я же говорила, высокоинтеллектуальная игра. Сейчас посмотрим, как получится дальше.
Поехали. Что она у вас покупает? Хорошо, да? Страх якутского туриста. Ой, ну, в общем, принимается, да? Ну, как бы, это для своих. Шутка, я бы не знала. Ну, может быть и да. На самом деле, страх, это же, ну, вот через боль, да? Ну, по большому счету, да. Ага. Может быть, Ирина Петровна. Может быть. Поехали дальше. Не-не-не, не важно, что вы продаете, что вы... Что она покупает у вас? Ага. Так. Так продолжите, помогите. Из этого овоща можно сделать, приготовить. Сок. Сок выжать можно из него? Какого цвета сок? Солнечного цвета. Накормить своего кролика. Да что ж такое? Дорогие друзья, я понимаю, что тем, кто, может быть, там слышит нас, непонятно, что мы тут делаем. Коллеги, жаль, что вас нет рядом с нами, но мы не можем передать вам вот эту атмосферу всю. Но, тем не менее, хочу прокомментировать. Дорогие друзья, вы понимаете, это же не просто игра, да? Это моделирование ситуации. Нужно объяснить так, чтобы человек понял. Да, и вот в этом как раз, скажите, сложно. Но надо стараться. Ну, кто-то понял, а кто-то нет, да? Поэтому в данном случае бывают такие покупатели невнимательные. Ей-то это надо. Но она забыла, блин, что там уже сказали, что это овощ, она думает все-таки, что это апельсин. И надо еще раз что-то про это сказать. Ну, в общем... Когда вот ученица, которая вот про задачу, помните, в Инстаграме гуляла, точно так же я. Вот, значит, собственно говоря, вот так бывает, такие бывают. Спасибо, поехали. Что она у вас покупает? Давайте попробуем. Что она у вас покупает? Разговорите ей, она будет. Давайте. Друга, можно сказать. Это может быть даже какую-то часть счастья, именно, как сказать-то. Ну, прямым текстами прямо могу сказать-то. Ну, это слово не упоминать нельзя? Ну, утреннее щебетание, да? Ну, встречает тебя после работы, радостная. Да, птица. Говорун? Нет, Просто птица. Утреннее щебетание друга. Ну, собственно говоря, наверное, все-таки, да, это должен быть попугай, потому что когда он щебечет и ждет тебя днем, ну, или канарейка, не знаю. Ну, в общем, Купила я. Понимаете, купила птицу, да. Но продаю я кошку. Я продаю... Кому? Смотреть надо на человека, давайте. Кому? Я вам продаю Не-не-не, что он покупает у тебя? Вы покупаете волшебный мир, возможность летать над всем Якутском, парить, немного ужасать других людей, держать их в страхе, возможность создать свою колонию, наверное. Можете разжечь костер в любом месте, можете летать, можете захватывать какие-то, не знаю, нет, это живое, можете захватывать какие-то, не знаю, вот захотели что-то огромное, вот то, что вы купите, возьмет, да заберет это, вдруг там жену хотите, какую-то красавицу заберет, и вы улетите жить счастливо. Он угадал, да? Бэтмен сам себе заберет. Девчонки угадали. Дракон, да. Дракон?
Да-да-да. Дракон. Ну, было похоже, да? Кстати, да. Не, на самом деле, да, когда она говорила, что может разжечь костер, уже, ну, как бы, да, уже было понятно. Вы купили дракона. Это круто. Значит, что... то есть она продала... Так, вы что ей продаете? Нет, что она покупает у вас? Что она у вас покупает? Ну, тут очень похожие карточки, Так, ну, но важно. в моем случае вы купите самого верного друга. Нормально. В лице. Ну-ка. Или не животное, или растение. Вы получите, конечно, с другой стороны, утренние пробежки, ну, Да. Активный образ жизни. активный образ жизни. Да. С собачкой вы будете бегать? Собак. Да, а с кошкой вряд ли, да? Собачка? Собачка, да? Принимается, да? Спасибо, ой, Нет? принимается. Нормально. Собачка. Утренние пробежки было хорошо, да? Ага. Ой, ой. Вы у меня покупаете мечту пасти на подносе. Завтра? С чем? Кофе? Завтрак с чем? Кофе? Завтрак с чем? Пирожное? Икра? Сладкое. Сладкое. Ну, торт? Нет. На Нет, торте подожди, что будет? Ирина Петровна, это клубника? Да, клубника. Да, я об этом. Скорее уже. Слушайте. Ну, клубничка все-таки же это такая, ну, тут эротики надо было добавить. Она бы точно купила, знаю Ирину Петровну. Романтический, понимаете, да, клубника, это ж Так, такое. итак, моя презентация. Вы покупаете у меня возможность приезжать на работу раньше своих коллег, в хорошем настроении, вы будете дышать свежим воздухом, вы вернетесь в детство, и у вас будут накачанные ноги, но вам придется стирать свою футболку и менять ее на чистый костюм, когда вы будете заходить в офис. Так. Итак, вы покупаете у меня возможность приезжать на работу, не стоять в пробках, приезжать на работу раньше коллег, она должна это угадать. Это экологически чистый вариант добраться до работы. Вы не будете выхлапывать бензин. Велосипед. Хорошо. И еще парочка итераций, да, давайте. Ну, угадали велосипед, да? Ага. Круто. Что она покупает? Вы у меня покупаете страх. Это можно использовать на Хэллоуин. Бесплатный забор крови. Даже можно приобрести плюс к этому замок Трансильвании. Круто. Я тоже, да. Так. Замок Трансильвании. Замок И Трансильвании. можете стать членом общества. Неумирающих людей. Как раз мне бледных людей. Да. Ну, круто. Так, и у нас финальная история. Что она покупает у Лена, вас? вы покупаете хлебобулочные изделия. Первое. А также, наверное, это в какой-то мере сказка. Даже, может, не в какой-то мере. Это сказка. Но он может... беглец в этой сказке. Кондитерское изделие «Беглец». Вышка. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, еще, то есть я вам предложила два инструмента. Один инструмент вот такой, поговорить, пописать, подумать про смыслы. Второй инструмент вот такая игра. Все что угодно можно брать, можно без карточек, можно вот там. Я продаю вам стул,
а вы покупаете возможность сидеть, ну, рассвободив ноги. Понимаете, то есть это игра, которая позволяет вам, раскрепостить немножко хотя бы сознание, расширить его, так называемое, что называется. А второе, посмотрите, и вот сейчас у вас будет продолжение истории, вы сейчас зайдете обратно в свои описательные документы, и ваша задача будет написать тот самый оффер, как я называю, про вашу услугу. Вы услышали? Вы должны, вот то, что вы сейчас говорили друг другу, что они у вас покупают. Не услугу марафона, а что? Да, там просто, можно, Ирина Петровна, на секундочку, я просто поверну. Да. Что они покупают? Решение проблемы, закрытие потребностей, что-то важное, полезное, интересное, что они у вас покупают. Не вашу услугу. Итак, первое задание, которое будет сейчас, докрутить название услуги. Если там мы говорили, у вас немножко нужно добавить, и написать офер к этой услуге. И я так понимаю, потом Ирина Петровна включается, и через какое-то время 3 группы презентуют свои услуги, рассказывают полностью по алгоритму, который, и заканчивают продажей. Зачитывают нам, а лучше написать его на листе бумаги, тот самый офер, который подвигнет ваших покупателей, клиентов, потребителей приобрести это. Скажите, вам задача понятна? Да. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я обращаюсь к группе номер 2 под названием «Дружба». Да, у вас команда называлась. Немножко меньше стало в нашем коллективе дружбы, но она есть. Итак, я обращаюсь к вам и ко всем остальным. Обратите внимание, что сейчас, когда вы будете делать итоговую презентацию, вашей услуги, на вашем листе, на флипчарте, вы можете взять сейчас чистый лист флипчарта, и у вас должны быть заполнены, во-первых, все вот эти пункты, которые вы делали в предыдущем упражнении. После чего вы должны будете сформировать то самое обращение к клиенту, да, из которого у него появится желание купить вашу услугу. То есть что вы ему продаете, какую ценность покупает у вас клиент. После этого вы сделаете презентации своих услуг, название услуги, обратитесь к нему еще раз, посмотрите, насколько понятно оно написано, алгоритм оказания услуги, оффер, услуги обращения к клиенту с акцентом на ценность, которую вы ему продаете, или то, что он у вас покупает. И после этого у вас у всех будут условные деньги на руках. Мы посмотрим, каждый из вас, не команда, а каждый из вас, какую услугу готов сейчас купить. У нас всего 3 услуги. То есть 2 из услуг вы можете купить. У вас будет возможность купить одну услугу из 2, которые презентуют ваши коллеги. Деньгами, да? Ну вы же свою услугу не будете покупать, вы ее продаете. То есть вы покупаете только из 2 услуг выбираете, потому что третья услуга ваша. Выбираете только одну услугу из 2, которые будут презентоваться, кроме вашей. Итак, начинаем работу. 15 минут у нас с вами на работу. Через 15 минут мы сделаем контрольный заход, посмотрим, как идет работа. Если у вас будут какие-то проблемы, мы еще докрутим и будем делать презентацию. Вот возможность. Ладно, потом. Его к разного рода документации, если там требуется описание стандарта или регламента услуги и нет специального формата, не предложено специального формата. То есть это можно, и когда вы подаете документы на исполнителя общественно полезных услуг, это можно и когда вы подаете документы на поставщика социальных услуг, это можно использовать в различных конкурсах, когда вам в качестве дополнительных документов предлагается предложить стандарты или регламенты оказания услуг. И есть
документ, в котором есть желтые выделения, в котором есть дополнительные подсказки, то есть это тоже такой формат описания регламента оказания услуг, где есть, ну, скажем так, такие наталкивающие, да, там, подсказки, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть это не пустой шаблон, это шаблон с подсказками. Там не описана одна какая-то услуга, но там есть более подробная расшифровка, что можно внести в тот или иной раздел. Поэтому вы не поработали сейчас над разработкой стандарта, регламента и описания услуги в группах. Это вам домашняя работа. А наши участники в зале сейчас начнут презентацию. Я рекомендую вам посмотреть, как будет проходить презентация, послушать, что наработали наши участники. И рекомендую вам включать уже камеры. Сейчас будет обратная связь по семинару. Спасибо большое. Мы слушаем. Да, у нас есть папка, которую вы можете в электронном виде получить от организаторов. Вот сидит самый главный человек, у которого есть. Электронные почты, когда регистрировались, указать. Итак, коллеги, я приглашаю всех в зал. Итак, какая команда первая? Итак, внимание. Команда «Марафон». Так, а давайте я вот это сейчас все выдерну отсюда. Видимо, все придется снять, потому что оно все снимается друг за другом. А вы сюда. А вы просто так зажмите ее. Зажмите. Не забываем, что вы сейчас выбираете то, что вам больше понравилось. Что ли, надо? Можно их подержать? Все, коллеги, слушаем внимательно. Так, представляем вам марафон по раскрытию внутреннего потенциала молодежи «Я хочу». Вот. В этом марафоне мы честно и по существу расскажем вам, поможем вам понять, в какую сторону вам двигаться. Здесь будет присутствовать атмосфера равенства. Также стань заряженным человеком, вдохновись на свой проект. Пойми, чем хочешь заниматься. То есть хакни свой мозг, пойми, чем ты хочешь заниматься. Вот. Цель, значит, данного марафона – раскрыть творческий и профессиональный потенциал молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет, так скажем. Вот. Помочь упаковать идею каждого участника марафона. Вот. Как результат у нас, значит, будет демо-день, в котором участники будут презентовать свой проект, созданный в ходе и по итогу прохождения данного марафона. Получается, данный марафон у нас информационно-развлекательный, в котором будут участвовать специалисты из разных сфер. Мотиватор? Ну, в течение месяца. Да? Да, у нас в течение месяца. Вот. Все. Вопросы? Это будет, да, слава богу, теперь можно делать это очно. У нас есть помещения разные, да, то есть локации могут меняться в зависимости от того, ну, какая лекция, какой мастер-класс или вообще что по программе задумано, на той территории как бы и будет проходить более подходящей. По всему городу, во всех мероприятиях практически. И там именно у нас будет задействован транспорт, который у нас тоже в ресурсах есть, да, и будет
В начальном этапе по запросу участников, вот, и профессиональной, или творческой, и где какие у нас самые наилучшие, наивысший опыт есть, вот там будем делать мастер-классы. А частотность какая, периодичность внутри этих мастер-классов? У нас проект, то есть у нас марафон будет продолжаться 1 месяц, в неделю 2 занятия, в неделю 3 занятия и домашнее задание. Каждое занятие сколько часов? 3 часа. 3 часа. 3 раза в неделю по 3 часа. То у меня сразу вопрос, чему я там научусь? Что там, чему посвящены мастер-классы или какие виды занятий будут в вашем марафоне? Вообще в этот марафон приходят люди, которые на данный момент потерялись. Ну, в смысле молодежь, которые на данный момент не знают, чем хочет заниматься, чего он хочет, куда дальше хочет двигаться, чем заниматься, может быть, в будущем, куда поступать, скажем, после школы. Это же у нас старшеклассники, получается, на них сейчас это ориентирован данный марафон. То есть те, которые вот сейчас вообще находятся в Астрале. То есть либо же может на распутье. Он думает, либо заняться мне этим, либо этим. Я вас не про целевую группу спросила. Вот я старшеклассник. Чему вы меня... что я там буду делать на этом марафоне? Вы познакомитесь с успешными проектами, успешными предпринимателями, которые расскажут то, как они добились, чем они сейчас занимаются, что их вдохновляло, как бы. И вы получите еще инструменты, те, которые как бы помогут вам определиться конкретно. Потом посмотрите несколько разных, к нам будут приходить, преподаватели, то есть не преподаватели, лекторы, спикеры и так далее из разных областей, которых потом по итогу вы можете понять, нравится ли вам подобное направление, и нужно ли щупать в ту сторону дальше. То есть, соответственно, потом будут проходить еще инструменты, которые можно использовать в том плане, как определиться, либо же, если ты выбрал направление, то ты будешь двигаться по нему, то есть либо сам думать над проектом, который по итогу должен быть, либо с ребятами, которые той же идеей загорелись, делаете совместный проект. Вот, то есть по ходу, плюс еще психолог, например, или другой специалист, кто может, например, преподавать какие-то, проводить мероприятия, где рассказывают вам, как выйти, например, за пределы того, как ты сейчас мыслишь. Вот. Разные вот эти вот техники тоже креативного мышления и прочее. И потом, грубо говоря, то, что тебя зацепит, в эту сторону ты будешь больше интересоваться. Нас подобный марафон, скажем так, заряжает на то, чтобы человек чем-то заинтересовался и захотел этим заниматься. То есть подталкивающий такой. Тогда мне интересно, кто хедлайнер? В смысле хедлайнер? Там разные люди будут. За этот месяц пройдут разные люди. Ты мне скажешь, допустим, у нас будет Гандапас выступать. Вот тогда я пойду. Или ты мне скажешь, у нас будет Ася Симакова выступать. Кто такая Ася Симакова? Я не знаю, наверное, не пойду. Но мы возьмем, на самом деле, раз это очное, мы берем из города Якутска. Известных предпринимателей. Известных предпринимателей. И предприниматели, или музыканты. Да, я говорю, успешные люди, которые добились успеха, да. Все. Написал книгу, выпустил альбом. У меня поправочка. Я не знаю, как нам этому научиться, но мы к этому пришли, если мы умеем это делать. Я думаю, что мы можем научиться. То, что вы говорите сейчас, это то, как мы описываем с вами социальные проекты. Вы не описываете услуги, вы описываете проект. Поэтому еще раз, держите грамотно. Вот 1 месяц, раз в неделю, 12 лет, понимаете, что мы хотим? То есть вы описываете, много говорите слов, а вы говорите 12 специалистов, профессионалы в своем деле. Мероприятия, слушайте, мероприятия будут проходить на территории этих людей. Мы будем возить автобусами, собираться в одном месте, ехать. То есть, понимаете, технологии, услуги, описание отличается. Так она очень звучит так, как на грант пишут. Конкретное количество и качество, и вообще соизмеримо, точно кого чего. А иногда, когда продают услугу, просто пишут: боже, да это будет пушка, ракета, космос, Так для этого и пушка, и космос в афере, а его нет. Вы не вдохновляете.
например, если мне нужно выбрать вуз, да, в итоге я смогу получить, например, какие-то вузы? Ну, вот это Нет, мы не будем конкретно, то есть как бы мы, во-первых, не обучение, то есть мы не те, кто будет углубленно вас чему-то учить, но у нас не будет специальных лицензий. Грубо говоря, мы... Именно список вузов, да? Например, Нет. Это не профориентация. Да, мы не делаем профориентацию. У нас мотивирующий, вдохновляющий марафон. Самое главное – это вдохновение, правильно понимаю? Да. Вы хотите их вдохновить, показав разные примеры успешности. Чтобы у них было понятие «я хочу». Потому что у многих сейчас нет понятия «я хочу». И чтобы именно у них была вот... Мы даже не знаем... То есть тут ребята должны подойти, наверное, или у родителей будет запрос, у многих уже родителей есть такой запрос, то, что ребенок не знает, чем может заниматься, чем хочет заниматься, что ему нравится, он даже не знает, что хочет в этой жизни вообще. Вот. И наша задача их вдохновить вот какими-то красками жизни и больше примерами и больше лайфхаки именно по жизненным ситуациям. Но мы не будем говорить, вот есть вуз, иди туда. Такого не будет. Да, такого не будет. все варианты. Но, то есть это для тех, кто, вот как сказать, именно я хочу вот здесь. Вот. 22 тысячи. Такая быстренькая. Почему? Почему? Ну, прикинула просто, думаю, хотя, может быть. Недешево. За месяц нашего марафона вы вдохновитесь на свою новую красивую жизнь, поймете, чем хотите заниматься, и, возможно, создадите подобный проект. Очень вдохновляюще. Да, вы услышите, да, наших 15 специалистов из разных сфер. Это же будут и успешные люди, те, которые, как это сказать, реализовали свою мечту и зарабатывают ей. Ну так я что-то запуталась. То. Давайте говорите 12 человек в месяц по 3 часа. Я так и говорю. Когда 12 человек, это вот как раз предложение коммерческое, в котором вы ориентируетесь на те 6-7 ценностных слов, которые мы прописали. Что же тут целый час Ну так писала? вот мы тут же писали. Вот, Короче, вот. значит непонятно. Давайте еще раз. Значит непонятно. Донесли информацию. Еще раз. Я непонятно донесла, давайте еще раз. Делайте опять. Я уже не хочу, честно. Хотите? Нет, уже спасибо. Очень жаль, дорогие друзья. Знаете почему? Потому что если вы правильно сформулируете коммерческое предложение, кратко, четко, внятно, это означает, что вы сделаете половину работы на продажу. Это очень тяжелый труд, но он очень нужный. Поэтому в данном случае, дорогие друзья, мы должны были через 7 вот этих вот позиций разобраться, что для них важно в этом афере. Не знаю, может быть, атмосфера равенства, может быть, заряженный человек, может быть, вдохновение проекта. Здесь была попытка афера, это называется тезисная. Помните, здесь, как я им говорила, да? Сначала тезисы, а потом мы с вами выбираем. И для того, чтобы выбрать, я не знаю, есть у подростков боль? Как вы думаете? О том, что они не знают, куда я хочу. Больше всего боль у родителей, наверное, да? А у них, наверное, есть потребность, знаете, в чем? Ну, какая-то потребность быть услышанным, быть взрослым. Хотя, то есть вот про это нужно было подумать. И вот эти правильные слова, которые коллеги сделали, они у них есть. Тезисы, правильные слова. Атмосфера равенства, заряженный человек. Видите, да? Просто чуть-чуть упаковать в удобный текст, чтобы нам было понятно, и мы вдохновились и купили эту историю. Спасибо, что услышали, благодарю вас.
А если вы сохранили все то, что вы сейчас вынесли на флипчарт у себя в записях, у вас есть единый ресурсный центр, который с вами может доработать. Потому что я еще раз сказала, за один день мы вас можем только заразить этой идеей. Вы можете встретиться с консультантами, доработать, вы можете вернуться домой, каким-то образом переспать с этим, передумать, да, и потом прийти сюда на консультацию, например, и попробовать уже в формате описания или проекта, или услуги сделать то, что вы сейчас сделали. Это вот рабочие материалы. Сегодня вы просто попытались в разных форматах описать то, что вы умеете делать. И это донести до тех людей, которые находятся вокруг вас. Чтобы эксперт проголосовал за Чтобы эксперт проголосовал за вас, тогда вы должны работать с экспертом. Здравствуйте, всех приветствую. Дружба, она проявляется всяко разно. Сначала были одни люди, потом добавились другие, но мы не дали дружбе умереть. Вот. Ну и вот наш небольшой проект, название проекта «Человек-оркестр». Ну да, нет, нас было 4, я осталась, но нас мало, мы в тельняшке, ничего страшного. Значит, называется «Человек-оркестр». Цель обучения игры на музыкальных инструментах минимум на 3. Например, гитара, скрипка и хомус, да? Потом содержание – это обучение группы лиц игры на музыкальных инструментах. Школьного возраста, обучение группы лиц школьного возраста. Коллеги, это для вас презентация сейчас. Вы Ага. Потом второе – это создание группы из этих ребят, которые посещают, например, один ансамбль, который вот играет. И третье – это… В концерте, в выпускном концерте, то есть после того, как группа закончила обучаться, да, мы группу создали, и потом мы делаем выпускной как бы концерт. И они, то, что чему научились, Они должны показать. Они играют и показывают. Ага. Так. Поставщик здесь получается НКО по дошкольному образованию. Дополнительному образованию в лице этих музыкантов. Да, и в них работают там профессиональные музыканты. Так, получатели – это дети-подростки, которые же пожелали с этим подойти. Значит, покупать услуги будут, скорее всего, родители, то есть покер будут это родители, которые будут приводить детей. Ну, тут Требования у нас помещение, актовый зал, музыкальные инструменты, дипломированные специалисты, и деятельность их не лицензируется, так что они могут это. Время – это во время учебного процесса 2 раза в неделю. А информацию они могут получить в городском сайте, по Яндексу, 2GIS и реклама в школах. И рекламу в школах. Так, Сколько учить будете? занятие, как 40 минут, как одно занятие. В смысле, само занятие? Чтобы я научилась на гитаре играть. Сколько мне понадобится времени? Год. Мы не музыканты, но раз у нас музыкант подкинул, пускай там 9 месяцев, пускай 7 месяцев. Это все условная цифра. Да. Ну, он сказал, на всем я научу. Ну, за сколько я не сказал. У нас технолог у нас отсутствует на сегодняшний момент, но, грубо говоря, спасибо помощи залу, 9 месяцев. Вот, потом, что у нас? Результат, да? Так, вот здесь открытость. Ну да, мы открыты для всех, и потом качество. Ну, мы будем собирать отзывы обо всем, о преподавателях, о достижениях, учениках. И будем. Но вот результат у нас, что получается? Возможность самовыражаться за счет музыкальных инструментов, повысить уровень духовной культуры. Это не результат. Все, сразу, коллеги, это не результат. Результат – это за 9 месяцев вы научитесь играть на 3 инструментах. Да, основа игры на 3 инструментах. И поучаствуете в выпускном концерте. в выпускном концерте, да, Большим успехом. правильно. Да. Мы какие-то вот небольшие рекламные слоганы тут, для того, чтобы... Хотели, да. Да. Ну, в результате бизнес всегда действует на результате опроса. Мы, конечно, за 10 минут не можем сразу живого ребенка родить, поэтому мы здесь несколько вариантов сделаем, потом в результате опросов мы придем, ну и, конечно... Давайте слоганы. Рабочий. Если вы хотите воспитать умного, трудолюбивого человека, умеющего достигать целей, делающий мир красивее и интереснее... Приведите к нам своего ребенка. И второй вариант. Если вы хотите развивать своего ребенка интеллектуально и
хотите видеть его на сцене, а не в подворотне с непонятными друзьями, приходите ко мне, ребенка. Угроза какая-то. Страх, у нас тоже есть такое. Вот и всё. Боль, да, страх, боль. Мы это показали. Вопросы есть у аудитории? Там можно будет выбирать инструменты, по нему 3, которые дают. Да-да, конечно. Ну, у нас человек-оркестр, я думаю, то, что все это возможно, да, будем все равно индивидуально подходить, если надо, будем привлекать еще специалистов. Да, хорошая штука, выбор, да, если есть много всего, можно выбрать. Кстати, у вас тоже ведь можно, да, типа в профоне дать больше, например, да, а человек может выбрать меньше. Да, у Варвары была рука, да. В чем, например, будет разница от школы искусства, да? Чем отличается от Чем школы? отличается? Например, есть школа искусства, да, и ну, просто научиться играть, это ну, как бы- Здесь будет индивидуальный подход, то, что мы все-таки будем создавать группы, и потом будет концерт. То есть все-таки будет более индивидуальный подход, где он может научиться сразу нескольким инструментам. Там. Ну, я бы сказала, что в школе искусства учатся 7 лет играть на одном инструменте, а здесь 9 месяцев на 3. Ну да, ну они не лучше ли переквалифицировать на более взрослую часть? Например, детям, ну, это классно, да? Мы начнем с самого платежного. Почему мы с этого это проект молодой и новый? И самое платежеспособное, это все-таки родители за детей будут больше платить. То есть страх, да, то, что ребенок вырастет неправильно, воспитание, и здесь все-таки будет больше денег. Ну а также, если этот проект будет удачным, мы, конечно, можем быть для взрослых как бы открыть. Ну все, у вас есть первый клиент, не отказывайтесь от него. Спасибо команде. Пожалуйста. И еще одна команда у нас, пожалуйста. А тут вот так можно просто захлопнуть. Уже хотят дырочку сделать. На вас посмотрели? Так, пожалуйста. Наша команда называется «Среда», а проект называется «Мосты». Это Не могу молчать. Не проект это услуга. услуга. Услуга «Мосты», помощь в трудоустройстве людей с инвалидностью. Так. Итак, надоело сидеть в 4 стенах? Хочешь научиться новому и повысить доходы? Найти полезные связи? Приходи, получи профессию, заработай деньги, реализуйся. Цель нашей услуги – это создавать мосты между людьми с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья и работодателями, ну, чтобы они могли хорошо жить, в общем так, да. Как направление работы, да, во-первых, это подбор вакансий. Мы подумали, что как бы мы можем подойти в Саюре, да, что там, службы такси, наши, как там, кто они, студенты могут работать гидами, агрохозяйствами заниматься и работать в колл-центрах. Но это пока то, что мы можем сразу предоставить, а потом будем думать, да. Ну, мы создадим свое НКО, наверное, да. Получатели – это инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья и работодатели, то есть предприятия города Якутска и рядом находящихся там, пригородов. Так, следующее. У нас есть 2 помещения. Это на Богатырева 11/1, это, как называется? Да, офис. И в селе Тулагина агрошкола. Ну, вот эта школа совсем в этой... Там у нас есть автопарк, классы, ну, в Якутске, да, классы там с компьютерной техникой, все такое, агрокомплекс в школе, и, ну, там будет реализовываться, да. Будут все это делать специалисты, мастера производства, кто там, инструкторы, да, ну, все, кто надо. И мы будем еще искать волонтеров, потому что сейчас же такое идет, да, ну, волонтерство поощряется, скажем так, да, лицензии есть, сказали. Время, период обучения мы пока взяли 6 месяцев, так как это, ну, такой, ну, например, если в агрокомплекс, да, не контингент, а потому что, ну, как бы,
Короче, так. Да, и будет все равно индивидуальный график, потому что мы будем учитывать там возможности людей, ну, например, учиться и там приезжать, уезжать. Так, следующее. Ну, у нас нет сайта, но есть сайт школы пока, есть сайт общества инвалидов, и можно, ну, мы все-таки думаем, что до инвалидов достучаться, ну, немножко сложно будет, да, потому что, ну, надо найти места, где, ну, как до них достучаться, наверное, это наши СМИ, да, и, ну, какая-то там реклама. И надо сайт. Потом, ну, качество будет, как называется, основано на, да, специалистах-профессионалах, и мы хотим, чтобы там работали тьюторы, сопровождающие, но это, скорее всего, будут как раз волонтеры. Так, и в результате человек получит трудоустройство, да, и наша цель, чтобы все равно, есть же миссия, да, ну, это не это, да, это услуги, а вот вообще миссия всего этого, чтобы мир не делился, да, не было стигматизации, да, чтобы не было вот разделения инвалиды, не инвалиды, да, чтобы все-таки, например, мы думаем, мы можем научить инвалидов, да, а большей частью это инвалиды могут нас научить очень многому, да, там, ну, тоже вот сострадание, любовь и все такое, да, поэтому, чтобы весь мир объединялся, мы такую небольшую лепту будем вводить. Регистрируйте на сайте клуб и кто заплатит? Мы думаем, что государство. Сами нуждающиеся. Не, мне кажется, это должно быть какой-то вот... Но это все равно не полностью, потому что 6 месяцев обучения это как бы достаточно дорого, да, и все равно это, наверное, какие-то грантовые программы, да, или, например, социально, я не знаю, как там вот это работает, но надо просить у государства. Ага. Ну вот, например, мы будем искать, да, ну просто мы примерно написали, например, в Союре, да, мы же понимаем, какой, ну, контингент. Это они получают навык. Например, я инвалид, да? Ну, то есть за 6 месяцев я хочу трудоустроиться, я ничего не умею, и что, за 6 месяцев... Например, в агрокомплексе есть мастера производства, которые научат, например, по уходу за растениями, как вырастить богатый урожай. Или же, например, как вести подсобное хозяйство по выращиванию. А он потом куда, в Союзе устраивается? Он либо открывает, в Союзе устраивается, либо он устраивается, ведет подсобное хозяйство. Учим его реализовать. Если гиды, да, то у нас вообще Нет, мы потом вот тут есть. Нет, вот тут есть. Мы обязательно устраиваем. Мы тут, я, кажется, не дочитала, очень извините. У нас будут обучающие классы по компетенциям, да, какие мы вот будем ходить в Союзе и говорить, мы хотим вам предоставить работников. Какие работники вам нужны и что надо, чтобы они умели делать. И поэтому мы приходим, вот у нас тут есть агрономы, им говорим, вот это надо. Агрономы делают там программу и учат человеку конкретно этому. Потом мы идем... Да, мы потом идем в этот же, ну вот, они сдают какой-то никакой экзамен, да, ну не знаю, что там должно быть. Потом мы идем с ним в Союре, мы сопровождаем, да, идем в Союре. Он, например, есть же, как там, испытательный срок, да, во время этого испытательного срока мы будем его сопровождать. Потом, когда его трудоустроят по ТК, мы уже говорим, ну все, давай, ну ты трудоустроен, научился что-то, ну, делать, на определенный навык, да, и вот теперь человек уже может развиваться в коллективе. Я бы обратила внимание участников на то, что если основная услуга команды – это трудоустройство, то здесь не может быть речи о том, что они глобально чему-то обучают. То есть к ним не может прийти человек, который ничего не умеет, за 6 месяцев научиться профессии и трудоустроиться. К ним может прийти человек, у которого есть базовое образование, получить какую-то переквалификацию, например, да, дополнительные компетенции и трудоустроиться. Он может прийти, например, и посмотреть спектр их партнеров, с которыми они работают, куда они могут трудоустроить, и под запрос этого партнера получить какое-то дополнительное обучение.
Но я еще раз говорю, если мы говорим про трудоустройство, то если, вот смотрите, Их на пальцах посчитать. Я могу, сколько в городе есть, У нас есть республиканский техникум, где как раз готовят в том числе и приусадебное, и социальное. Да. Если, допустим, говорить об аттестате, да, то мы тоже можем его сопровождать. А чем у нас мы есть учителя, а у мы него готовим его к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, если у него даже не образование. Не, у нас же нет. Мы устраиваем, допустим, городской центр образования. это, коллеги, вы сейчас пытаетесь сало, мухи, мед и пчелы. А это разные услуги, вы должны понять, что нельзя в одной услуге объять необъятное. Это услуга по трудоустройству. Если мы говорим про образование, это образовательная услуга. Они сами же сказали, что Или сопровождение. Или сопровождение. Это разные услуги. Да, это я понимаю, просто я хочу у команды уточниться, чтобы они тоже, если трудоустроены, я просто, когда презентация есть, ну, да, я просто услышала там, что они меня приобучают, но конкретно сопровождение трудоустройства, там очень много других моментов, которые вы это не Нет, вот, понимаете, да, это будет все равно какой-то низкоквалифицированный труд, как бы это ни звучало. Всё, Это будет- давайте уже не будем вкапываться. У вас, еще раз говорю, у вас сейчас это шапка вашего айсберга, вы с этим работаете, у вас есть замечательная организация, куда вы можете дальше приходить, консультироваться, дорабатывать и сделать из того, что вы сегодня наработали, уже качественную одну услугу, 2-3, на что сил хватит. Нет, например, обучили они, но мы нашли людям, которые обучились у них в этом работу. Просто вот так. Мы показываем мосты, куда, где, потому что по опыту своему... Дорожная карта, короче. Я не говорю, что вы плохие, вы Нет, плохие. мы не плохие, мы вообще об этом даже... Нет, дело в том, что вот под словом сопровождение и тьюторство как раз вот это вот все. Поэтому мосты. Я просто говорю, что конкретно на практике с этим сталкиваюсь ежедневно. Родители не знают, куда своих детей, извините меня, пристроить. Я знаю. Тех же самых ОВЗшников не знают. Очень похожие услуги, у коллег очень похожие, они на всех рассчитаны, молодых людей, которые не знают, куда податься. А у вас узкая категория, вы тоже понимаете, что ваши тоже не знают, куда податься. Давайте... у них тоже, скорее всего, будут, выпускники какие-то. Итак, давайте поаплодируем команде. И теперь последний штрих. У вас у каждого есть такая денежка. Эта денежка одна. То есть вы можете купить одну услугу, не считая своей, 2 другие услуги, которые вы услышали. На ваш взгляд, то, что вас зацепило. Как человека, неважно, есть у вас рядом люди с инвалидностью, нет у вас людей с инвалидностью, есть у вас люди, которые не знают, чего хотят, или есть ли у вас люди, которые хотят научиться играть на музыкальных инструментах. Вот что вас зацепило, зато и можете голосовать. Вот плакатики, вот у нас один плакатик, вот у нас, они все друг под другом висят, да? Вот второй плакатик, давайте мы его... Так, и третий у нас был. Где у нас третий плакат? У каждого есть стикер. Приклеить, она клеится. Это же стикер. Ну, как это оно было? Давайте тогда это отодвинем и вот сюда прицепим. Что это не бумажный, двусторонний, ты стену испортишь, двусторонний. За себя нет, только за коллег. Это музыкальные инструменты, а это марафон. Что я не вижу ни одной синей бумажки.
Это висит. Ну что, давайте поаплодируем, кому у нас, сколько у нас получилось. 4 покупки у нас на мостах, 3 покупки у нас на музыкальных инструментах, 1 покупка у нас на мотивации. Неровное количество было человек в командах, но тем не менее у нас есть возможность у участников, которые были в зале, здесь Владимир, который все слышал, и мы с Ириной Станиславовной. Давайте еще возьмем по одному стикеру, и Владимир, он был у нас в аудитории, он имеет право тоже проголосовать за какую-то... Давайте мы красненькими, держите. Так, ну что, ты можешь приклеить туда, куда считаешь нужным. Да, и я тоже проголосую за мосты. И давайте мы... Ой, не за мосты, за марафон. Вот, давайте мы с вами сделаем как бы такой завершающий момент. Мы посчитали, да, значит, 3, 4, 4. 2 команды набрали одинаковое количество очков. На втором месте у нас марафон. Давайте поаплодируем всем. Я хочу вам дать вот такой давайте, микрофон, чтобы вы сказали, ну, буквально одно слово. Какие выводы вы смогли сегодня сделать из сегодняшнего дня? То, что вы сегодня для себя оставляете, уходя из этого зала. С какой стороны начнем? Мы начнем с чата. Нам предлагают с чата. Ну вот здесь уже отзывы пошли, да? Давайте одним предложением. С чем вы отсюда уходите? Ну вот здесь коллеги пишут большое спасибо, огромная благодарность, отличное мероприятие. Это уже как бы такая, ну, эмоциональная оценка, да? Коллеги не получали задания, они уже выходят из чата, поэтому они прощаются, всех благодарят. Я прошу вас одним предложением сказать, с чем вы уходите, что у вас остается. Как домашнее задание для себя, да? Как багаж, с которым вы отсюда ушли. Я еще раз сказала, наша задача сегодня была вас заразить. Мы не можем вас научить за один день. Мы не можем с вами технологию разработать за один день. Мы хотели вас заразить. Вот. Ну а что вы, какие задачи перед собой ставили? С чем вы уходите, пожалуйста, я. Опять я, да? Ну ты у нас самая креативная, поэтому к тебе. То есть ты ушла с задачами для себя? Спасибо. Спасибо большое. Передаем микрофон. Спасибо, у вас очень хорошая команда.
конечно, это освежение, новый формат тоже, вот, семинар посещали, было очень, вот, игра очень нравится, да, потому что она раскращает, и вот у нас вот такая команда образовалась, что мы это обязательно. Это хороший результат. Хороший результат вашей команды, замечательно. Спасибо. Да, я рекомендую вам почаще заходить на сайт «Наше будущее». Там есть готовые практики, которые как франшизу можно брать и использовать. Ничего, просто это так. Виртуальный микрофон. Спасибо. Ну. Спасибо единому ресурсному центру, они выбрали это время. Так, пожалуйста, Варвара. Для меня сегодня важным было вот что. Первое – это научиться мыслить по-другому. Да, я обычно эмоциональные покупки делаю, да, или ты понимаешь, что это какая-то ценность, но как бы не думаешь об этом. И все, да. А когда ты начинаешь думать вот как ценность, что ты купил не в плане вот материального, да, а что ты, возможно, духовное там, да, что-то восполнил, это оказывается, ну, как-то меняет, наверное, призму твоего восприятия. Раз, да. Второе, это круто, что мы сегодня получили классный алгоритм, да, вот у тебя есть идея, у меня, как бы, я и человек идейный, да, но вот это вот оформить для меня всегда была большой-большой проблемой. И вот теперь, мне кажется, вот какие-то начальные ступени, да, вот большое спасибо за это, буду все прикладывать туда. И еще вот мне понравились, вот я как бы говорить очень люблю, да, вот именно чем меньше, тем лучше, да, ценность слова, насколько она, ну вот, видеть это слово, да, помощь, преподаватель помощь, да, и все равно очень сложно, и вот это понимание дает, наверное, вот этот ценность, да, вот осознание вообще всего, что... Надо бить в цель. Да, вот нужно точку, а не как вот, да, и вот за это все большое спасибо, и еще я сегодня познакомилась с классными людьми, я думаю, что мы дальше продолжим знакомство. Большое спасибо за освежение, это будничных дней. Тоже вытолкали. Так как я уже два проекта вырекомендовала, и мне сказали, что тебе будет интересно. И мне что интересно, даже нет слов. Игра очень интересная была. Если рассказывать немного о себе, вот и как раз моя гордость, моя работа на проекте благоустройства частных домов граждан инвалидов с пехотасом. Я этим очень горжусь. Сейчас хорошо, что вот УЦЗМ города Якутска и Юбилея города Якутска меня поддержала и реализовала этот проект
могут строить свои частные дома уже в пригородах. Да, работает. И также один мой также проект назывался «Игротека Досуговый центр». Там настроены спортивные игры, где могут прийти люди, не только люди с аутизмом, но и дети, взрослые, здоровые, и могут провести свой досуг. И эта услуга меня на еще одну Ну вот. на проект. И хотелось бы это тоже реализовать. Подумать и реализовать. Спасибо. Пожалуйста. Кратко сестра Таланта заразилась. Надеюсь, будем заразными носителями этой заразы неизлечимой. Нельзя лечиться, антибиотик нельзя принимать. На этой ноте всем спасибо большое за общение. Спасибо. Очень приятно находиться в такой аудитории. Спасибо. Спасибо. Можно я скажу? Ну, мы по порядку? Я по порядку, я просто это. Дорогие друзья, записывала с вами. Микрофон вам дать? Обновились, возвратились, освежились, освежились несколько раз. Да, подружились, освоили, получили алгоритм, зарядились, заразились, ну и от меня вдохновились. Для меня очень важно, чтобы мы вдохновили. Мне как получилось? Спасибо. Да, ну и вот читаем. Да, сейчас прочитаем, может, тогда вывод. Можем. Одним словом, учеба оказалась высокой вирулентности. Жаль, что не оффлайн. Вот это вот заразились, эти тоже заразились. Так, стало ясно, что продажа – это как игра. Надо все роли проработать и обыграть все ветви возможного развития событий. Тогда будет успех. Замечательно. Спасибо большое коллегам. Вот, ну, заразилась. Спасибо, Оксана. Жаль, что мы перед тем, как... Спасибо, Ольга Анатольевна, спасибо. Я хочу сказать, что есть еще одно слово, которое часто мы слышали на ВЭФе, на Восточном экономическом форуме – переопыление. Вот мы реально сейчас осень, пирог, мы переопылились. Солнышко вышло как раз. Да, помните, был ураган, было пасмурно, был дождь. Сейчас у нас хорошая погода, я думаю, ветер успокоился. Мы действительно в гармоничном состоянии, готовы к новым победам, новым проектам. Надеюсь, что вам все понравилось, и приглашаю вас на нашу проектную мастерскую, которая состоится в понедельник, вторник, да, на следующей неделе. Давайте, Владимир, мы каждому просто отправим такое приглашение анкету, потому что это конкурс. Чтобы попасть на нашу мастерскую, нужно пройти конкурс. Мы 3 дня будем с вами здесь работать до такой степени, что все-таки упаковали свои идеи в проект и продали фонду президентских грантов. Это личные проекты. Это будут ваши личные проекты. Приглашаю. Вы можете прийти со своими проектами, и это будет даже намного лучше, чем мы с нуля. Получается, НКОшные проекты для грантов. НКОшные для грантов. Но на обучение может прийти, мы пока что делаем для лидера. Не получится, что мы убрали. Нет, потому что сейчас идет прямо сейчас конкурс фонда. Не сможете. И, коллеги, перед нами стоит очень большая задача. Я обращаюсь сейчас именно к лидерам НКО. Перед нами полпредства Дальнего Востока ставит задачу привлечь на Дальний Восток как можно больше инвестиций в виде грантов фонда президентских грантов. Догнать и обогнать Сибирский округ, потому что они там ярко не прилетают, а мы очень аккуратно. И наши проекты должны уже стать конкурентоспособными, актуальными, и они должны принести нашим благополучателям очень мощный эффект и результат. Для этого и работаем, да.
Да, спасибо большое. Ну что, у меня за мной осталось последнее слово. Я хочу сказать, что мне кажется, ну да, мы все-таки свою задачу выполнили, мы вас заразили, а у меня есть большое желание, чтобы вы помнили о том, что не грантами едиными богата некоммерческая организация, что необходимо, чтобы быть устойчивым, необходимо привлекать ресурсы из разных источников, и чтобы вы не забывали о том, что один из серьезных результатов сегодняшней работы – это ваша командная работа, что сегодня вы работали с людьми, с которыми, возможно, вы бы никогда в жизни не встретились и не придумали бы какой-то проект. И вот эти вот комментарии о том, что не будет ли так, что мы у коллег украли идею, не будет, потому что сегодня вы сделали здесь и представили, это уже ваша идея. Они ушли. Да, они ушли со своими идеями, а то, что здесь родилось, это уже результат работы их и вас двоих, в конце концов. То есть это уже ваша презентация. Если вы будете дальше с этим работать, у вас будет свой проект. Здесь срослись организации, у вас свой проект. Здесь организации, у вас свой проект. Кроме того, что у вас есть проекты ваших личных организаций, у вас здесь получились партнерские проекты. И не забывайте, что партнерские проекты – это всегда социальные ресурсы. Поэтому не теряйте эти связи. Вот. И у меня есть последняя обязанность моя – вручить вам сертификаты участников. И очень, конечно, хотелось бы, чтобы наше общение продолжилось, поэтому у нас есть презентация, которую мы оставляем организаторам, там есть наши контакты, вы можете нам писать, звонить, если у вас будут вопросы. Если нас будут приглашать, мы можем к вам приехать. У нас есть великолепная игра «Выход на рынок социальных услуг», которую мы сегодня не поставили полноценно в программу, потому что она длится 3,5-4 часа, поэтому мы просто не могли ее поставить в такой короткий тренинг. Вот. Но это очень интересная игра, в которой люди к концу игры точно видят, что они делают не так в своем управленческом в управлении своей организацией, какие им нужны компетенции и как им работать с ресурсами. Вот. Мы завтра улетаем. Да. Итак, я хочу вручить сертификат участника тренинга «Социально-предпринимательские инициативы и услуги СОНКО в социальной сфере» Прядезниковой Пелагии Юрьевне. Держите, давайте. А можно, да? А давайте на наш тоже как-то пофотографируем. Фотоаппарат. Чтобы у нас остались, да. На свой? Так, ну все. Так, давайте я подниму. Да. Сертификат вручается Копыриной Тюяри написано. Неправильно? Это ты так. Да. Туяри Люминаровне. Держите. Фотографируется. Сертификат участника тренингов вручается Дегтяревой Варваре Васильевне. Сертификат вручается Душкевич Вере Петровне. Вся в красоте. Поздравляю. Сертификат вручается Полыгаловой, да? Лилии Анатольевне. Спасибо большое. Поздравляем. Сертификат вручается Охлопковой Маргарите Ионовне. Поздравляю. Спасибо большое. Приезжайте еще раз. С удовольствием, когда выйдете из отпуска. Сертификат вручается Сидорову Алексею Михайловичу. Поздравляю. Спасибо. Сертификат вручается Илистяновой Елене Андросовне. Поздравляю!
Наш креативный наставник. Пользуйтесь. Спасибо. Так, ну мы хотели бы вручить благодарственные письма нашим коллегам, убежавшим. Мы хотим вручить благодарственное письмо Надежде Наговицыной, которая является координатором проекта «Веди меня за руку» по Республике Саха-Якутия. Да. Ну и мы не можем девочку без сладкого приза оставить, поэтому мы хотим вот такой маленький сладкий приз вручить. Фоточку. Ну, мы хотим вручить благодарственное письмо Вешниковой Ольге Анатольевне. Здесь она. Большое спасибо за то, что вы нас приняли душевно. Приезжайте в гости в Красноярск. Приглашайте, с удовольствием приедем. Конечно.